обошлось, правда. Сохраняет мяч алданский футболист Александр Филиппов. Прессингует его Владислав Винокуров. Две семерки сошлись возле ворот алданцев. Рейнвальд отыгрывает назад. И сразу такая передача. Навес вперед. Безуспешно. Скидка получилась неточной. Но на первых, судя по первым минутам, да, качественнее выглядит алданская команда. В средине Колымского района все-таки присутствуют вот эти вот ошибки. Есть суета, впоследствии чего вот и, собственно, подарили, да, вот гол. Рейнвальд делает передачу направо. Пробивал Павел Горбачев. Ну и по моментам алданские футболисты больше угрожают воротам своих соперников. Но будем надеяться, что Среднеколымский район вкатится в игру. А Петр Кудрин вышел навстречу и угрозу от своих ворот отвел. Прессингует Рейнвальд. Мяч перехватил. Надо сделать передачу. Угловой зарабатывает капитан алданской команды. Хорошую скорость, смотрите, демонстрирует Евгений Уканов. Ускорился, но Федор Малышев показал, что он тоже на выходах хорошо играет. Иван Третьяков вводит мяч в игру и следует удар. Артем Иванов пробивал. Удар. И потеря. Сейчас алданцы бегут в контратаку. Конечно, передача налево на Игоря Зинченко напрашивалась, но передача не прошла. Данный турнир обслуживает бригада, в состав которой входят как и представители республиканского цеха, да, вот судейского, так и приглашенные специалисты из Центральной России. Чередуясь, они обслуживают матчи нашего турнира и были приглашены на Усть-Алданскую землю судьи Ассоциации мини-футбола России. А вот на половине поля Среднеколымского района. Ну, в прессинге, конечно, алданцы хороши сегодня. Игорь Зинченко сейчас. Мяч в аут отправил. Ну и, конечно, вот что Зинченко, что Рейнвальда мы уже видели, сколько раз отбирали мяч, либо же приостанавливали атаку. Проброс вперед, и это же выход 1 на 1 практически. Есть удар с острого угла и есть гол. Василий Маракулин. Но тут, конечно, могут быть вопросы, да, в сторону Петра Кудрина. Василий Маракулин ушел в сторону и все-таки смог с острого угла мяч отправить в ворота. Ну да, тут, конечно, Петр Кудрин сыграл не лучшим образом. Не знаю, Петр, видимо, не поверил, да, то, что Василий Маракулин дойдет до мяча, хотя мяч шел не так быстро. Не доиграл эпизод страж ворот Среднеколымской команды. 2-0.
Передача направо. И будет ли обратная передача? Нет, отсюда будет удар. Но на сей раз Петр Кудрин ворота свои спас. Максим Головных и Василий Маракулин по одному результативному удару нанесли. Алданский район ведет со счетом 2-0. 15 минут отыграли команды. Есть удар. Ну вот то, о чем я говорю, да, вот в отборе, вообще в прессинге пусть алданцы работают продуктивнее. Это, конечно, дает определенное преимущество. Ну и все время обрывается, да, вот. Не то чтобы не только атаки, да в целом вот игра, футбол, который пытаются навязать среднеколымские футболисты. Все это, процесс этот все время обрывается. Поэтому несколько скомканно выглядит игра Среднеколымского района. Аут в пользу алданской команды. Максим Головных играет на Зинченко. Возвращает Зинченко мяч Головных. Перепасовка и Шведой передача. Ну, тут сразу два среднеколымских футболиста страховали. Ну вот опять ошибка. Тут же исправляется. Так Кирилл Сазонов был. Максим Головных и Александр Филиппов. Что-то обсудили. Нет никакой заготовки. И передача кому адресовалась, непонятно. Но аут в пользу футболистов в красных футболках. Уханов. И нарушение правил. Уханов обыграл своего соперника, уходил. Но у Уханова хорошая скорость. Я думаю, было слышно, да, то, что алданские футболисты друг другу подсказывали, когда Уханов шел в обыгрыш. Кто-то прокричал, у него левая нога. То есть подсказывает, что, скорее всего, он будет смещаться в центр для того, чтобы пробить левой ногой. Либо же начнет идти в обыгрыш с левой ноги. Аут в пользу алданской команды. Семь с половиной минут остается играть в первом тайме. Ух, какой-то сильный... Ух, смотрите, как рискует, да? Петр Кудрин сыграл тонко. Позиционную атаку сейчас будут организовывать алданские футболисты. Хорошее движение наблюдается. Ну и среднеколымские футболисты, конечно, в этом эпизоде хорошо защитились. И удар. Александр Филиппов зарядил. Ну и вратари у нас решили в пионербол поиграть. Оба стражи ворот решили начать атаку именно таким образом. Передача на пятачок не получилась, но подскальзывается Павел Горбачев. Потеря. И контратака среднеколымской команды. Передача есть, и можно в центр же давать было. Сразу два игрока находились прямо перед воротами, но без внимания они оба остались. Есть прострел. Алданцы отбиваются всеми силами. Ну, в плане скорости, да,
преимущество у среднеколымских футболистов. Ребята помоложе, двигаются динамичнее. Вот Евгений Уханов, например, когда ускоряется, это очень хорошо видно. У Евгения спринт хороший. Перехват. Ну и тут же Игорь Зинченко прессинговал и возможность провести быструю контратаку исключил. Комбинируют футболисты Усть-Алданского, Среднеколымского, конечно же, района. Артем Иванов делает передачу на Игоря Маркова, капитана команды. Игорь Марков. Но тут как-то выключился из эпизода Тимур Стручков. И есть удар очень легко, да, Павел Горбачев убрал последнего защитника в этом эпизоде. Что-то даже очень легко убрал. Но с удара, правда, не получилось. 4 минуты. 4 минуты. Это получается 2 минуты грязного времени и 2 минуты чистого. Ну, до удара дело дойдет. Есть удар. Хороший, плотный удар, но Малышев справился. Точная передача. Есть скидка. И удар сразу последовал. Так, ну и Олег Артемов берет минутный перерыв. Да, ну, близится к завершению первый тайм. И, видимо, Олег Артемов решил, да, вот сбить темп, который вот последние пару минут наращивали среднеколымские футболисты. Ну и заодно, конечно же, обсудить с подопечными план на оставшееся время. Ну, у алданцев тоже активное обсуждение идет. Олег Артемов призывает своих подопечных бить чаще. Ну, по сути, да, потому что все равно Алдан ведет в 2 мяча. Выходишь на ударную позицию — бей. Без такого лишнего риска, да, потерять мяч, получить контратаку. Получил мяч, если ты на ударной позиции. Бьешь, бьешь и бьешь. Сохранили мяч в поле. И неточная передача. Есть ускорение. Но передача не прошла. Забегал в сторону штрафной Владислав Винокуров. Ну вот, смотрим. И как здорово. Рейнвальд мяч под себя убирал. Но удар слабеньким получился. Зинченко играет со своим вратарем. Тут же получает мяч обратно. Развернулся Зинченко. Но с передачей не получилось. Серия потерь, серия отборов. Зинченко хорошо отборолся. Но Рейнвальд был сзади него. А нет, я думал, это Зинченко давал передачу, где вот в последний раз он видел Рейнвальда. Но оказалось, что это был после рикошета мяч. Покинул поле. Ну вот, когда зрителей мало, да, мы прекрасно слышим разговоры футболистов, как они подсказывают друг другу. Последние 2 минуты первого тайма. Чистое время. Это, конечно, интересно.
2 минуты чистого времени. Стартовали. Мяч пересек линию аута. Ну и сейчас время уже будет идти с остановками. Хорошая атака может тут получиться. Жестко. В подкаст стелится Максим Головных. Все в рамках правил. В мяч играл третий номер алданской команды. И еще один минутный перерыв. Я напомню, что мы начинаем программу 4-го дня от мини-футбольных соревнований с просмотра 2 встреч, в рамках которых у нас началась борьба за 10-е и 9-е место. Получается, победители грядущих 2 встреч будут оспаривать 9-е место завтра. Ну и, соответственно, проигравшие будут бороться за 11-ю позицию. Ну и после 2 этих встреч сейчас играет Алданский район и Среднеколымский УЛУС, да? После этого мы посмотрим матч Северо-Восточного федерального университета и Нюрбинского УЛУСа. Ну и затем приступим к просмотру четвертьфинальных встреч. Все 4 пары очень интересные, и я с уверенностью могу сказать, что нас ждут очень и очень зрелищные напряженные матчи. Аут у ворот алданцев. Артем Иванов делает передачу обратно. Так, в чью пользу аут? В пользу алданцев. Очень легко, да? Владислав Винокуров уходит. Евгений Уханов и Владислав Винокуров. Ну, видно, да, насколько они более мобильные, нежели игроки Алданского района. В плане именно резкости есть преимущество у среднеколымских футболистов. Ответ алданской команды. Удар низом. Пробивал Максим Головных, но это было, конечно же, очень просто для Петра Кудрина, который без проблем мяч зафиксировал. Смотрим. Вратаря подключают среднеколымские футболисты. Тут перехват. Рейнвальд делает передачу направо. Отсюда... Так, есть падение. Да, мне тоже отсюда показалось, что все-таки зацепил, да, правую ногу защитник Среднеколымского района. Кстати, интересно, да, первый фол у Среднеколымской команды. За весь тайм 1 фол. По-джентльменски играют футболисты в красной форме. Удар плотный, в стенку угодил. Еще раз. Все вернулись на свою половину поля. Алданцы по игроку сейчас попытаются разобрать. Ну, покинет мяч? Нет. И пробить тут не дали. Я так понимаю, нарушение правил будет зафиксировано. Или все же мяч до этого эпизода покинул? Нет, все-таки фол. Второе нарушение правил. Но в этом эпизоде, да,
Максим Головных и сам даже сначала не поверил, да, то, что мяч все-таки останется в поле. Сначала передумал бежать, но потом все-таки начал разгоняться. Смотрим. Есть передача, есть удар. И Петр Кудрин отвел угрозу от своих ворот. И третий фол к ряду. Нет, это уже у алданцев третий фол. 2-3 по фолам, но это уже не важно, потому что у нас последние секунды первого тайма. Тут, конечно, умудриться набрать 6 фолов так не бывает. Неточная передача. На подборе почему-то Тимур Стручков нерасторопно сыграл. Хотя мог, конечно же, зацепиться, попытаться наказать за неточные передачи своего соперника. Это тоже сами они в темп пасуются среднеколымские футболисты. И получается у нас звучит свисток, который отправляет футболистов на перерыв. Со счетом 2-0 у нас ведет команда Алданского района. Результативные удары на свой счет записали Василий Маракулин и Максим Головных. Увидимся с вами во втором тайме. Оставайтесь с нами. Совместно с компанией «Алроса» нами проводится
совместные исследования по программе сохранения дикого северного оленя, летно-оленёкской популяции. Благодаря компании устанавливаем новые ошейники, которые показывают поведение. Эти ошейники разрабатывались и тестировались в Якутии. Аналогов в мире по поведению нету. Также совместно с компанией «Алроса» мы провели авиаучет дикого северного оленя, где определили численность его. Беречь и сохранять, заботиться и вдохновлять. «Алроса» – якутская компания. Не оставляйте детей без присмотра. Храните спички и зажигалки в безопасном месте, недоступном для маленьких детей. Необходимо обеспечить доступ к ключам от запертых дверей на случай эвакуации при пожаре. При пожаре звоните 101. Социальная газификация Якутии – программа догазификации населенных пунктов республики без привлечения средств граждан до границ земельного участка или дачного товарищества. Социальная газификация проводится только в газифицированных населенных пунктах. Мы готовы начать второй тайм матча между Алданским и Среднеколымским районами. Продолжается у нас турнир по мини-футболу. Узнали мы всех участников четвертьфинала турнира. Ну, а программу четвертого дня у нас открывают две встречи команд, которые разыграют с 9 по 12 места. Смотрим мы сначала игру эту, потом на паркет выйдут СВФУ и Нюрбинский Улус. Победители этих пар будут бороться за 9 место, ну а проигравшие оспорят 11-ю позицию. Но это уже будет завтра. Получается, две встречи смотрим и потом уже приступаем к четвертьфиналам. Ну, давайте сейчас пробежимся по составам играющих команд. Среднеколымский район, 8-й Игорь Марков, капитан команды, страж ворот Петр Кудрин, 99-й Каскиль Третьяков, 5-й, 4-й Григорий Слепцов, 17-й Иван Третьяков, 24-й Денис Демин, 19-й Кирилл Сазонов. Но сейчас досмотрим этот эпизод. Игру показал, что сыграл рукой в этом эпизоде Евгений Уханов, но нарушений правил не было. Идем далее. 19-й Кирилл Сазонов, 35-й Леонид Антипин, 11-й Тимур Стручков, 10-й Артем Иванов, 7-й Владислав Винокуров и 9-й Евгений Уханов. Тренер команды Никита Жирков. Алданский район, 7-й Александр Филиппов. Без номера у нас играет страж ворот Федор Малышев. 11-й Александр Рейнвальд, капитан команды. 6-й Павел Горбачев. 10-й Евгений Шаварев. 3-й Максим Головных, Игорь Зинченко, 8-й, 12-й Василий Маракулин и 14-й номер Владимир Цирельников. Тренер команды Олег Артемов. Со счетом 2-0 ведет алданская команда. Напомню, что в первом тайме результативными ударами отметились Максим Головных и Василий Маракулин. Ну и посмотрим, что предложат своим соперникам среднеколымские футболисты. Вот сейчас может получиться опасно. Хорошо убрал нам. Не на замахе, конечно же. Под себя мяч убрал Уханов. Здорово. Двигался и пробил плотно. Но мяч выше ворот. Улетел. И сейчас это ответная атака алданских футболистов на добивание. Есть! Третий мяч. Залетает в ворота среднеколымской команды. Василий Маракулин оформляет дубль. Оставили одного Василия. И вот на добивании Маракулин, пусть и не с первого раза, да, пусть и не без труда, но все-таки мяч отправил. Ну как он тут умудрился, да, вот пяткой себе мяч прокинуть. Да, еще и плечом подыграл. Да. Ну, как получилось, да, Среднеколымский район
как-то очень активно пошел вперед с первых минут, с первых секунд второй 25-минутки. Но, понятное дело, надо отыгрывать, да? Сокращать отставание в счете. Но тут же получили третий мяч. Заметно усложнилась задача среднеколымских футболистов. Ну, Алданский район уже по счету будет играть. +3 у футболистов в синей футболке. Хорошая возможность была сейчас забить первый гол, но тут же ответная атака алданцев. И Павел Горбачев не стал мудрить, не стал придумывать велосипед, так сказать. Решил пробить сразу. Ну, что, собственно, и просил, да, Олег Артемов еще под конец первого тайма. Еще одна атака, опасная в исполнении алданских футболистов. Олег Артемов, мы слышали, да, вот сейчас людей мало, поэтому разговоры футболистов и тренеров прекрасно слышны через интершум. А тренер алданской команды под конец тайма говорил о том, что призывал своих подопечных чаще бить, играть попроще. Аут будет в пользу среднеколымской команды. Очень заряженными вышли на второй тайм футболисты в красных футболках. Ну, начинали встречу как-то, ну, по моим ощущениям, осторожно, что ли. Вот именно за счет динамики движения они могут да, вот получить преимущество. Ну вот смотрим. Максим Головных, да, несмотря на свои габариты, как разогнался. В отборе прекрасно играет Игорь Зинченко, и тут же начал разгонять атаку своей команды, но тут же захлебнулась эта атака. 5 минут футболисты уже отыграли во втором тайме. Александр Рейнвальд выходил 1 на 1. Ну, смотрите, вот сейчас дойдет дело до удара. И сокращает отставание в счете среднеколымские футболисты. Сейчас мы посмотрим на повторе. Но тут Артем Иванов пробивал с угла, и мне кажется, то, что вот защитник немножко подкорректировал, да, направление, ну, траекторию мяча, потому что как-то Федор Малышев совсем по-другому двигался, и тут могли до минимума сократить отставание среднеколымские футболисты. Сазонов с разворота пробивал, в створ не попал. 3-1. Сегодня действительно очень комфортная погода. Облачно, и ветер прохладный. Поэтому мы даже можем заметить, да, по этому матчу вот, то, что динамика игры, движения футболистов отличается. Ух, и тут залетает. Ну как же, тут на дальней же был игрок с ним. Гол забивает Павел Горбачев. Первый мяч Павла в этой игре. Но сейчас на повторе посмотрим, как все-таки, да и передача не была самой сильной такой, да, и учитывая то, что с Павлом на самом деле на дальней-то игрок был.
Ну тут да, как-то уж совсем плохо сыграл игрок среднеколымской команды с Павлом Горбачевым. Опекал, но спиной к атакующим игрокам был и совсем не видел передачу, и мяч буквально вот вообще в сантиметрах от его ноги прошел. И, конечно, что тут оставалось делать Павлу Горбачеву? Он поразил пустые ворота. 4-1. И пошли алданцы в атаку. Александр Филиппов сразу нескольких игроков накрутил. И передачи пяткой красиво комбинируют алданцы. Но с таким-то ударом точно Петр Кудрин справится без проблем. Ну, Алдан приехал на эти соревнования. Ну, не город Алдан, а Алданский район приехал на эти соревнования далеко не первым составом. На последних предыдущих играх в Амгинском Улусе, как я помню, Алданский район занял последнее место вот в турнире по мини-футболу. Ну и сегодня на этих играх также они в плей-офф не смогли выйти. И вот оспаривают они последние позиции. Винокуров держит мяч, идет в обыгрыш и бить пробует. Справа, хотя сокомандник открывался. Но тут, конечно, да, долго думать алданские футболисты не дадут. Удар, рикошет и будет угловой. По прогнозу, да, синоптики прогнозируют сегодня дождь в селе Барагонцы. И передача опасная. Не была ли игра рукой в этом эпизоде? Героически в подкат стелился Владислав Винокуров. Аут. И перед воротами оказался алданский игрок. В роли столба играл. Откатил на удар. Удар получился неточным. Чуть меньше 14 минут остается играть. Ну вот, хорошо двигается, да? Артем Иванов, автор пока единственного забитого мяча среднеколымской команды. Значительно быстрее футболисты Среднеколымского района. Ну, дело, конечно, вот в габаритах. Ну и плюс моложе футболисты Среднеколымской команды. Вот тут чуть судью не сбил, да, Василий Маракулин. Автор 2 забитых мячей в сегодняшней встрече. Требуют желтую карточку. Не знаю, футболисты или кто-то из тренерского штаба. Давайте посмотрим на повторе. Вот тут здорово как развернулся. Но от второго уже уйти не удалось. Ну, чуть раньше от повтора ушли, но могли успеть заметить то, что сначала в мяч сыграл футболист алданской команды, и затем уже нога в ногу сыграли. 4-1. Алданский район сохраняет по-прежнему преимущество +3. Комфортное преимущество. Ой, тут опасно может получиться. Передача неважная. И ответ среднеколымских футболистов с носка бьет.
И сигнализирует Леонид Антипин, что мяч коснулся футболиста алданской команды. Но судья с этим не согласен. Хорошая перепасовка в исполнении алданских футболистов. Здорово. Ну и пробить. И удар, конечно, не лучший. Смена проходит в составе среднеколымской команды. Владислав Винокуров накручивает соперника, очень легко проходит, делает передачу, то ли удар. Еще раз можно пробить. Сохраняет мяч среднеколымские футболисты. Так, ну это, конечно, нарушение правил. Василий Маракулин, конечно же, был уже обыгран. Три фола набрали алданцы, но смотрите, как легко проходит. Владислав Винокуров. В плане скорости действительно преимущество ощутимое у среднеколымских футболистов. Ну и вот за счет этой легкости, да, в движениях, резкости, мы видим, как раз за разом, вот, что Артем Иванов, что Владислав Винокуров, что Евгений Уханов, они очень легко обыгрывают алданских футболистов, которые габаритами больше, которые на ногах стоят, ну, не тяжелее, плотнее. Разыгрывают стандартное положение футболисты Среднеколымского района. Ну и стоит отметить, что алданские футболисты очень хорошо играют в отборе и на перехватах. Множество отборов. И выход 2 в 1. Но тут уже, конечно, замешкался несколько Рейнвальд. Ему мешали. И все футболисты в красных формах уже вернулись на свои позиции. Тут неразбериха полная. И пятый мяч залетает в ворота Среднеколымского района. И отличается у нас Игорь Зинченко. 5-1. Плюс 4 у алданцев. Давайте посмотрим на повторе. Ну вот, да. Все-таки вопросы к Петру Кудрину. Во-первых, отразил мяч перед собой. Но, во-вторых, он побоялся, да, вот прыгнуть на этот мяч после своего же сейва, да, накрыть его. А по сути-то ведь успевал и просто застрял в полупозиции. И передача на бьющего игрока. И 5-1. Минутный перерыв взяла команда Среднеколымского Улуса. Никита Жирков, тренер Среднеколымского Улуса, берет минутный перерыв. Недоволен наставник Среднеколымского района действиями своих подопечных, но это, конечно, понятно. Суеты много, говорит то, что имеется в рядах его футболистов паника. Ну вот последний гол, да? Наглядный тому пример. Вот неуверенные действия, полудействия вот уже привели, ну, вот из этих 5 голов 3-4 взятия ворот. Ну, 3 скорее. Ну, алданские футболисты даже вот не подходят в технической зоне своей. Обсуждать им нечего. Чего не скажешь о футболистах Среднеколымского района. Все. Получили наставление. Игра возобновляется. От ворот разыгрывают среднеколымские футболисты.
Но мы видели, да, как Владислав очень легко, но вот тут тоже сразу от двух убегает и решился пробить в ближний нижний угол. И возвращаться надо, конечно же, сразу. Ну и также начинает Владислав. Все игроки его сокомандники впереди. И нарушение правил. Рейнвальд нарушил правила на Владиславе Винокурове. Получает Рейнвальд желтую карточку. Ну как все-таки легко, да? Рейнвальд. Владислав Винокуров уходит от своих соперников. Ну, я так понимаю, геймплан у среднеколымской сборной сейчас такой, да? Будут разыгрывать от ворот ближнего. Этим ближним будет Владислав Винокуров. И за счет своего дриблинга будет стараться делать -1. В плане того, что обыграл одного игрока и 4-3 пытаться организовать атаку. Винокуров. Передача не лучшим образом получилась. Удар мимо ворот. Восемь минут еще играть. Ну, больше 8, порядка 10, наверное, минут, с учетом того, что последние 2 минуты у нас идут в чистом виде. Винокуров раскачал своего соперника и пробил. Да, Среднеколымский будет атаковать именно таким образом. Это самый технически оснащенный игрок. Удар хороший, сейф тоже. Петр Кудрин наваливался в левую сторону и ближней рукой дотянулся до мяча. Здорово. На самом деле действовал, да, Евгений Уханов. Передача чуть-чуть не точно получилась. Уханов понимал, что они набегают вдвоем. И то, что он, в принципе, успевает к этому мячу, пяткой хотел оставить мяч сокоманднику. Тимур Стручков вводит мяч в игру. И здорово! Хорошую, да, атаку провели среднеколымские футболисты. Очень красивая комбинация. Все очень по мини-футбольному было сделано. Но удар пришелся ровно во вратаря. А вот в пользу среднеколымских футболистов. Передача на Артема Иванова. Чуть больше 5 минут остается играть. Мяч в поле. Да, мяч будто бы приклеился, да, к ногам Евгения Уханова. Уханов. На скорости уходит от своих соперников. Мяч на пятачке, можно пробить с носка. Хотел ударить Каскиль Третьяков, но успели накрыть. Борьба, и тут опасна передача
Но туда сами запутались среднеколымские футболисты. Ответ алданской команды. Тут один... И опасно получается. Но тут один Василий Маракулин, да, прибежал первым на эту атаку. И поддержал его сокомандник. Но атака уже захлебнулась. Неточная передача. Но, по сути, адресовалась она к Эскилю Третьякову. Но 5-й номер среднеколымской команды находился совсем на другой позиции. Но время продолжает таять. Среднеколымские футболисты спешат, конечно же, но и алданцы не отсиживаются в обороне. Вообще в мини-футболе отсиживаться в обороне, такого не бывает. Здорово тут обыграл Рейнвальд своего соперника и передачу выполнял. Но это пасом от своего не считается. Но это тоже нарушение правил. Только так можно остановить вот резких Евгения Уханова и Владислава Винокурова. Рейнвальд. Предупреждение получил игрок команды Алданского района Александр Рейнвальд, номер 11. И желтую получает Рейнвальд. Странно, мне показалось, что он до этого горчичник тоже получал уже. И 10 метров. Артем Иванов. Смотрим. Ну, удар, неважно, получился слабый удар. Да и практически во вратаря. И Федор Малышев, конечно, не гадал. И по мячу играл Малышев и без труда отразил. Винокуров. Уханов. Вновь Винокуров. Какие судьи бухали, вы так скажете? Винокуров вот такие маленькие шажочки делает, да, переступы. И, конечно, трудно очень габаритным футболистам. И тут на ошибки могли поймать. Штанга. Досталось в этом эпизоде Леониду Антипину. Алданцы извинились. Интересно, конечно, переговоры идут, да? Не знаю, слышно ли вам. Тут обсуждение, конечно. Не уверен, кто именно предлагает 5-го выпустить. И логичный вопрос, да, на встрече прозвучал. А что делать? Ну тут, да, конечно, уже сколько минут-то осталось. И неплохо было бы выпустить 5-го полевого. Ну и 10 метров. Владислав Винокуров на сей раз будет пробивать. Винокуров. Смотрим. Ух, какой сейв. Есть добивание. И просто красавец в этом эпизоде Федор Малышев. Вытащил тяжелый удар с правого нижнего угла. И здорово отразил и добивающий удар. Ну вот, и 5-й полевой, да. 5-й полевой в составе среднеколымской команды. Но, правда, случилось это, когда уже осталась последняя минута. Размочить счет. Такая задача стоит перед среднеколымскими футболистами. Ну вот видите, вот Владислав Винокуров, например, и Евгений Уханов, да, они вот в начале игры не столь активно шли в обыгрыш, а вот во втором тайме
Вот идут они в обыгрыш, и алданцы не могут их остановить без нарушения правил. Сразу вот алданцы набрали фолы. И вот тут будет ли удар? Да, удар. Можно сохранить мяч в поле и поразить пустые ворота. Прострел в штрафную. А ворота пустые. И ошибаются алданцы. И сейчас продолжится атака среднеколымских футболистов. Но тут, да, точность, неточность есть. Она наблюдается с обеих сторон. Ну и все, звучит финальный свисток со счетом 5-1. Победу одержала сборная Алданского района. Интересное зрелище. Стоит отдать должное, конечно же, среднеколымским футболистам. Результативными ударами у нас отметились следующие футболисты. Дубль на счету Василия Маракулина. И по разу у нас забили Игорь Зинченко, Максим Головных и Павел Горбачев. И единственный мяч среднеколымской сборной на свой счет записал Артем Иванов. Таким образом, Алданский район завтра будет оспаривать 9-ю позицию. Ну и, соответственно, Среднеколымский Улус будет бороться за 11-е место. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Далее мы посмотрим матч между Северо-Восточным федеральным университетом и Нюрбинским Улусом.
С глубоким прискорбием сообщаем, что 5 июля в возрасте 42 лет после тяжелой непродолжительной болезни скончалась отличник пограничной службы Кириллина Ольга Васильевна, горячо любимая дочь, жена, мама. Гражданская панихида состоится 8 июля в 11 часов в траурном зале «Небесный рай», расположенном по адресу город Якутск, улица Стадухина, 81, корпус 9Б. Светлая память о нашей Ольге навсегда сохранится в наших сердцах, родные и близкие. Международные спортивные игры «Дети Азии-2022». В этом году они состоятся в Приморском крае, в городе Владивостоке. Игры стартуют 27 июля и продлятся до 8 августа. Ну а сейчас идут подготовительные работы. – 23 июня в Якутске открыли штаб-квартиру Международного комитета игр «Дети Азии». Благодаря содействию главы Якутии Айсена Николаева возникла идея создания полноценного головного офиса комитета, который находится в здании Ледового дворца Эль-Дейбатур. Нам очень отрадно, что наша идея, можно сказать, где-то мечта, она воплотилась во многом, конечно, благодаря непосредственной поддержке, прямой поддержке главы республики Саха-Якутии Айсена Сергеевича Николаева, который является соучредителем Международного комитета наряду с Олимпийским комитетом России, Олимпийским советом Азии. И также отрадно, что представители соучредителей от Олимпийского комитета России, от Олимпийского совета Азии, они прибыли и поучаствовать как в открытии штаб-квартиры, так и в церемонии зажжения огня 7-х международных спортивных игр «Дети Азии». В церемонии открытия штаба приняли участие глава Якутии Айсен Николаев, член исполнительного комитета Олимпийского совета Азии Азат Мурадов, президент международного аппарата игр «Дети Азии» Владимир Максимов и заместитель гендиректора аппарата Олимпийского комитета Родион Плетухин. Сегодня мы находимся в гостеприимном спортивном Якутске и с гордостью отмечаем, что мы здесь далеко не первый раз и далеко не последний. Это мы говорим уже с уверенностью. И масса тому поводов, и зажжения огня, и очень короткий срок остался до старта игр, 7-х игр во Владивостоке. И мы к тому же открываем штаб-квартиру комитета. Она большая, светлая, как сама идея и дух того, чем занимаются наши коллеги. Мы совместно с Олимпийским советом Азии, с руководством Республики Саха-Якутия рады быть частью этого большого доброго дела. Главным достоянием головного офиса стал музей, посвященный истории спортивных детских игр. Мы постарались сделать музей, который рассказывает о пути развития игр с момента зарождения вообще идеи об учреждении этих игр. И вот первый экспонат у нас показывает, представляет именно копию оригинала указа президента республики, нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева, об учреждении этих игр. Вот благодаря совместной работе с Национальным архивом республики удалось добыть такой документ 95-го года, и буквально через год первые игры уже состоялись. Соответственно, здесь у нас можно увидеть и оригиналы комплектов медалей со всех игр, начиная с 96-го года. Время идет, конечно, немножко, но я надеюсь, что экспонаты будут у нас пополняться. Ну а здесь у нас выставлен флаг Международных спортивных игр «Дети Азии». Это именно тот флаг, который будет поднят 28 июля
Фити Сафарени на церемонии открытия 7-х международных спортивных игр «Дети Азии». Он передается от страны к стране, от города к городу. Но вот в связи с тем, что у нас был разрыв и из-за пандемии был перенос игр, соответственно, и место проведения игр оно было изменено, соответственно, флаг он хранится сегодня в Международном комитете. То же самое и по зимним играм. Ну и, конечно, тут экспонаты первых зимних игр «Дети Азии». По каждым играм у нас также представлен стенд с итоговой таблицей по медалям, по каким, то есть по завоеванным медалям, вот, сколько видов спорта, какие-то яркие моменты. Ну и здесь тоже также по зимним играм у нас представлен патронат. Я думаю, это будет очень поучительная такая экскурсия, и мы в последующем, с начала следующего учебного года, конечно, будем совместно с общеобразовательными школами по желанию, по заявкам проводить такие вот уроки, экскурсии именно по этому музею и, соответственно, рассказывать о той деятельности, которой занимается сегодня Международный комитет. В коллекцию экспонатов вошла атрибутика выпускников «Дети Азии». Это парадная форма Георгия Балакшина с Олимпийских игр, а также наградные медали Аяла Лазарева и Леонида Спиридонова. Участвовать и выиграть этот турнир для меня было очень волнительно. Я, обыграв других спортсменов из других стран, поверил в себя и, конечно же, уже начал мечтать об Олимпийских играх, об участии в Олимпийских играх и, конечно же, выиграть олимпийское золото. Поэтому игры «Дети Азии» дают нашим детям мечту, чтобы они стремились к этим мечтам. Это очень большое мероприятие для наших детей, потому что ты обретаешь очень много друзей, очень много знакомых и самое главное, молодежь, молодые дети начинают верить в себя, в свою силу и, конечно же, возможности у них уже открываются большие. Одними из центральных экспонатов музея являются факелы 5-6 летних игр и первых зимних. Ну а самое главное – это факел международных спортивных игр, которые пройдут в этом году во Владивостоке. Он выполнен в форме лотоса, одного из символов Приморья. В 2018 году решением Международного комитета игр «Дети Азии» местом зажжения огня утвержден Национальный парк Ленские столбы, являющийся всемирным наследием ЮНЕСКО. Где бы игры ни проводились, в какой бы точке мира они ни проводились, огонь всегда будет зажигаться в национальном парке Ленские столбы с учетом всех национальных традиций, благословения и, конечно же, прошения у духов местности, у духа огня, благословения хорошего пути. В торжественной обстановке 24 июня дан старт эстафете огня. Огонь, добытый на Хангаласской земле и помещенный в капсулу, президент Международного комитета игр «Дети Азии» передал главному хранителю огня Алсу Ганеевой. В прошлом она член сборной Республики Татарстан по мини-футболу. Далее, 27 июня, мы привезем огонь в Приморский край. И начиная с 30 июня по 28 июля в 32 муниципальных образованиях Приморского края у нас состоятся мероприятия эстафеты огня. Первый факел эстафеты огня зажжен 26 июня в местности Юсхатын на празднование национального праздника Исех-Туймаде. Огонь понесли участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, заслуженный мастер спорта по боксу Василий Егоров, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Сардана Трофимова, победительница первенства страны по пулевой стрельбе Алина Готовцева и призер первенства России по легкой атлетике Данил Андросов. Республика Саха-Якутия является спортивным регионом в Российской Федерации, и отрадно, и нас очень радует и волнует то, что игры «Дети Азии», которые родились здесь, на якутской земле, сейчас уже проходят в других крупных городах России, и за этими играми многие регионы стремятся получить и ее провести. Факел передали Министерству спорта Приморского края. Первой точкой в маршруте эстафеты огня, охватывающей все округа и районы Приморского края, стал Большой камень. Для нас очень символично, что именно Большой камень является началом и стартом эстафеты. Это город президентского значения. Как вы знаете, по поручению президента нашей страны Владимира Владимировича проходит подготовка и проведение
игр «Дети Азии». Поэтому город Большой Камень очень живой, большекаменцы доброжелательные достаточно люди. Поэтому именно было и географически находится в очень удобном положении, чтобы первый из всех муниципалитетов был именно он. Хранители огня передали горящий факел главе Большого Камня Рустяму Абушаеву. Он стал первым факелоносцем эстафеты в Приморье. С гордостью участники понесли пламя по центральным улицам и памятным местам города. Александр Шпак является мастером спорта по самбо и дзюдо. В свои 73 года имеет отличную физическую подготовленность. Я лично такое получил удовольствие от этого, что действительно это настоящий праздник. Неповторимо, это что-то значит. Это равносильно, что побывал на Олимпийских играх. Очень изумительно, это здорово и для меня, и для Большого Камня всего. Я даже не ожидал, что так может пройти, так интересно и все. Это останется в памяти как нашим жителям, так и нам на будущее. До начала осталось меньше месяца. Город Владивосток готовится к предстоящим масштабным играм «Дети Азии-2022». Готовность объектов на сегодня высокая. Закуплен необходимый спортивный инвентарь. Подготовлена сборная. Подготовлен ряд волонтеров. Регионы и страны уже на низком старте. Все готовы прилететь. И все уже побыстрее хотят окунуться в атмосферу игр «Дети Азии». На долгожданных международных спортивных играх во Владивостоке примут участие 1650 юных спортсменов из 11 стран мира и практически со всех регионов России. Всего планируется разыграть 275 комплектов медалей в 19 видах спорта. Конечно же, волнительная, ответственная миссия. Игры, скажем так, если сравнивать с ребенком, они немножко подросли, вышли из отчего дома. Соответственно, как начнется его путь, так он и продолжится в целом. Поэтому мы большие надежды возлагаем на игры во Владивостоке. Большое внимание уделяется. И отрадно, что и руководство края, и федеральные органы власти, Олимпийский комитет России, ощущаем их поддержку и внимание к подготовке и проведению игр. Я уверен, что игры состоятся на хорошем организационном уровне. И самое главное, что жители Приморского края будут свидетелями праздника спорта, дружбы детей с азиатского континента. Деревня спортсменов будет организована в Всероссийском детском центре «Океан». Это специализированный детский центр, там созданы все необходимые условия, находится он на берегу моря. Это уникальнейшее место, жемчужина Дальнего Востока. Очень прекрасное место, поэтому дети будут чувствовать себя комфортно. Представлять Республику Саха-Якутия на игры «Дети Азии» поедут 120 юных якутян и 80 человек из числа тренеров и представителей. Спортивная делегация из республики в полном составе должна вылететь во Владивосток в 20-х числах июля. Наше руководство в лице Айсена Сергеевича и правительство уделяет очень большое внимание развитию детского спорта. И, конечно же, мы тоже уделяем очень большое внимание подготовке нашей команды. Мы провели все отборочные соревнования, и наша команда на сегодняшний день уже готовится к этим международным спортивным играм «Дети Азии». Но мы надеемся, что наша команда выступит достойно, потому что наши дети всегда были впереди и показывали свои хорошие стороны в этих играх. Торжественное открытие пройдет 28 июля в концертно-спортивном комплексе «Фетисов-Арена». Сейчас мы планируем проведение данных игр на самом высоком организационном уровне. И надеемся, что все участники, все страны, которые примут участие, получат удовольствие как от соревнований, так и от нахождения в городе Владивостоке. За последние 20 лет участниками международных игр «Дети Азии» стали более 10 тысяч юных спортсменов из более 30 стран Азии. Многие из них сейчас являются призерами и победителями Олимпийских игр, чемпионатов, первенств мира и континента. Следующие спортивные игры пройдут уже в Якутске в 2024 году.
Доброго времени суток, дорогие телезрители. Мы продолжаем транслировать матчи турнира по мини-футболу в рамках 8-х по счету спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Мы находимся в селе Барагонцы Усть-Алданского района, где вовсю продолжается праздник спорта, масштабный спортивный форум. И сейчас мы будем смотреть матч между Северо-Восточным федеральным университетом и Нюрбинским улусом. Мы узнали имена, составы пар четвертьфиналистов. Но прежде чем приступить к 1/4 финала, мы смотрим матчи команд, которые оспаривают с 9 по 12 места. Ранее мы смотрели игру между Алданским и Среднеколымским районом. Со счетом 5-1 алданцы одержали победу. И завтра они будут играть за 9 место как раз-таки с победителем данной пары. Ну и, соответственно, проигравший в этом матче завтра сойдется со Среднеколымским районом в борьбе за 11 место. Я думаю, можно приступить к составам играющих команд. Начнем по традиции с команды гостей. Номинально у нас сегодня гости — это команда Нюрбинского улуса. Итак, состав этой команды. Вратари: Григорий Осипов, 36 номер, и Артур Иванов, 1 номер. Полевые игроки: РС Садиб, 11, 2 Владимир Данилов, 7 Наум Моисеев, 17 Виталий Воронов, 3 Виталий Михайлов. Под 8 номером на площадку выйдет Петр Слепцов, 9 Александр Наговицын, 10 Николай Антонов, 4 Артем Николаев, капитан команды, 22 Айтал Николаев и главный тренер команды Адам Мухоплев. Перейдем к составу Северо-Восточного федерального университета. Вратари: номер 1 Владислав Корякин, номер 2 Денис Сивцев. Полевые: 7 Василий Захаров, 15 Роман Сивцев, капитан команды, 30 номер Альберт Цепандин, 5 Вадим Мохов, 10 Георгий Прудецкий, 9 Владислав Степанов, 12 номер Эрхан Колосов, 13 Георгий Тимофеев и 11 номер Роман Колодезников. Тренер команды Сергей Скрябин. Северо-Восточный федеральный университет сыграет в темно-синих футболках и темно-синих шортах. Соответственно, Нюрбинский улус выйдет на эту встречу в зеленых джерси и в белых шортах. Все готово для начала данной встречи. Сейчас прозвучит свисток, и спортсмены будут приглашены на площадку. Давайте обратимся к статистике. Да, у нас сборная Северо-Восточного федерального университета заняла, к моему удивлению, личному удивлению, последнее место в группе «Б». Конечно, очень сложная группа. Получается, студенты со счетом 2-7 проиграли Ленскому району, а затем в боевую ничью сыграли с второй командой Усть-Алданского улуса. В итоге заняла 3-е место данная команда, и сегодня она оспаривает право выйти на матч за 9 место. Что касается Нюрбинского улуса, Нюрбинский улус выступал в группе «С». Занял также 3-е место. Со счетом 1-9 нюрбинцы проиграли хозяевам соревнований, первой команде хозяев соревнований Усть-Алданскому улусу, и со счетом 3-4 в настоящем триллере они проиграли Мегино-Кангаласскому улусу. И вот с 3-го места нюрбинцы вошли в этот, так скажем, отдельный турнир, где разыгрываются 9 и 11 позиции. Капитаны команд подходят к судье. Капитан Нюрбинской команды Артем Николаев и капитан студентов Роман Сивцев. Жеребьевка прошла, и, как понимаю, команда остается на тех же позициях. Слева по телевизионной картинке у нас нюрбинцы, справа студенты. Сегодня очень комфортная погода, облачно, есть прохладный ветерок. И, конечно же, как мы убедились в прошедшей игре, да, это очень хорошо сказывается на динамике игры.
Мяч вводить в игру будут нюрбинцы. Дается свисток. Итак, Нюрбинский улус, Северо-Восточный федеральный университет. Поехали. Василий Захаров, номер 7. Георгий Прудецкий, номер 10. Ну и вот на общем плане хорошо видно, да, как сразу же у нас игра начинается при хорошем темпе. Владислав Степанов, номер 9. Состав сборной команды Нюрбинского района. Можем проанонсировать составы четверти финалистов. У нас после этой игры в 12:30 начнется первая игра 1/4 финала. Опасно. Итак, в четвертьфинале следующие пары. Мирнинский район сыграет с Горным улусом. Ленский район сыграет с первой командой Усть-Алданского улуса. Мегино-Кангаласский улус сыграет со второй командой Усть-Алданского улуса. Удар головой выше ворот. Ну и последняя пара четвертьфинала — это Якутск против Оленёкского улуса. Все матчи мы покажем в прямом эфире. Ну и давайте сейчас фокусируемся на этой встрече. Развернуться тут не получилось. Но тем не менее мяч остается у студентов. Цепандин готовится вести мяч в игру. Рядом располагается Мохов. Ну и, конечно же, Александр Наговицын готов прессинговать. Настолько готов, что судья просит отойти на положенные 5 метров. Не получилась задумка. Ну и тут также ответная ошибка. В атаке нюрбинцы. Аут в их пользу. Нет, мяч все-таки достается студентам. Северо-Восточный федеральный университет, как мы знаем, традиционно успешно представляет нашу республику на всероссийских соревнованиях, а именно в федеральном проекте «Мини-футбол вузы». Это самые престижные соревнования среди высших учебных заведений. И там существует несколько лиг. Наши студенты выступают в золотой лиге. Ну, досмотрим этот эпизод. Удар есть, и вратарь на месте. Выступает в золотой лиге. Это самый престижный дивизион данного турнира. Ну и студенты в этом сезоне, конечно же, ничего не добились на этих соревнованиях, но в предыдущие годы, 4 года кряду, 4 сезона подряд, подопечные Сергея Павловича Скрябина входили в число призеров. Лучшим результатом является серебро. Но сейчас досмотрим. Капитан студентов Роман Сивцев прорывался, пробил. Думал, что заработал угловой, но поняв, что углового не будет, сразу вернулся назад. Вадим Мохов. И Мохов сейчас мог пробивать, но делает передачу, получает обратно. Ну что сделал Мохов? Не, ну не бил же. Я думаю, все-таки как-то на автомате он сделал передачу. Но позиция была ударная. Ну так вот, лучшим результатом студентов на турнире мини-футбол вуза является серебро. Хороший тогда сезон получился. Тогда наши студенты уступили в финале только Московской академии физической культуры и спорта. Удар в ближний угол. Это кто у нас? Это Артем Николаев. Угрожал воротам. Ну так вот, уступили только москвичам, где играли ребята из высшей суперлиги России. Но только такому коллективу тогда уступили. Ну и в университете, между прочим, и девушки тоже играют в футбол. Под руководством Даниэля Дура-Даини организована женская сборная, проводятся внутренние турниры. И также мы досмотрим этот эпизод. Удар с острого угла, но тут, конечно, не получилось. Петр Слепцов
пробивал. Сразу встречная атака. С обработкой возникли проблемы у Василия Захарова. Ну и вот женская сборная в этом сезоне вроде тоже приняла участие вот в проекте мини-футбол вузы. Но пока результатов нет. Перехват. И на тоненького хотел сыграть Василий Захаров. Или это просто удар не получился. Но с комментаторской позиции мне показалось, что он таким образом, легким вот этим касанием пытался перевесить вратаря. Хорошая динамика, хороший темп. Это только радует. Вот еще пыли не было бы на паркете. Вообще красота была бы. Но, увы, мы играем на свежем воздухе. Пусть и красивый фон. Но в этом есть, конечно же, и минусы. Основным из которых является вот пыль, которая очень быстро собирается на паркете. Опасный момент, удар. Рядом со штангой мяч пролетает. Хорошо в отборе сыграл Роман Колодезников. Не дал сопернику что-либо в этом эпизоде сделать. Начинают организовывать свою атаку футболисты СВФУ. Ну и с этой позиции несколько бесхитростно Василий Захаров решил пробить. Накрыли. Василий Захаров вот в кучу, да, отправлял мяч. И смотрим, выход 1 на 1, есть удар. И безупречен в этой ситуации Денис Сивцев. 2 в 1 выходят студенты. Не решил делать передачу налево на своего сокомандника Василий Захаров. Взял игру на себя. Но поворотом попасть не получилось. Прессингует Захаров. И успешно прессингует Василий. На передачу никто не откликнулся. Вот сейчас на подборе, конечно же, студенты взяли мяч. Георгий Прудецкий отыгрывает назад на своего вратаря. В свою очередь Сивцев. Хороший навес вперед. Скидка головой. А тут Василий Захаров упустил мяч. Напомню, что на этом турнире, на финальной части, да, вот у нас начали турнир 12 команд, которые были разбиты на 4 группы по 3 сборные. Опасный момент сейчас, и закатывается мяч в ворота Нюрбинского Улуса. И счет в этой встрече открывает капитан студентов Роман Сивцев. Ну, дело к этому шло. Студенты очень активно атаковали. Их атаки смотрелись более опасными. И вот одна из таких атак завершилась взятием ворот. Все чисто по мини-футбольному. Видел прекрасно Владислав Степанов, что Рома Сивцев находится перед воротами, перед пустыми воротами. Ну и тут стражу ворот Нюрбинской команды ничего не оставалось делать. Он был полностью отрезан из этого эпизода. Продолжают атаковать студенты. Мохов мяч теряет, и сейчас у нюрбинцев есть возможность пойти в контратаку. Хорошо, конечно, тут толкается, да, Виталий Воронов. Коренастый игрок. И тут уже Воронов мяч потерял. Посмотрим, что в ответ предложат студенты. Так, но тут Воронов увлекся борьбой. Снес игрока, и звучит свисток. Фол. Хорошо на выходе играет страж ворот нюрбинской команды. Попытка пробить издали. Воронов, Цепандин его прессинговал, мяч не покинул пределы, да. В игре мяч. Роман Сивцев пытался выбить.
Систов играет с Цепандином. Цепандин видит хорошо движение Георгия Тимофеева и сразу мяч туда отправлял, но нюрбинцы это тоже прекрасно видели. Так, 2 мяча в поле. Надо дождаться, пока один игровой снаряд покинет пределы игровой площадки. Аут в пользу студентов. Ух, как тут. Это Слепцов же. Да, Петр Слепцов. Жестко, но в рамках правил. Играет Петр. Уронил на паркет студента. Продолжает владеть мячом подопечные Сергея Павловича Скрябина. Аут в их пользу. Если говорить о менее престижных соревнованиях, нежели проект мини-футбол вузы, то сборная ЗФУ также является победителем турнира Ассоциации спортивных клубов высших учебных заведений. Есть удар, это Цепандин. Гол, 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 гол. Альберт Цепандин делает счет 2-0. Студенты удваивают свое преимущество. Сходу пробил Альберт в нижний правый от себя угол. Слепцов хорошо на обрыв пошел. Ответная атака нюрбинцев опасна. Денис Сивцев выручил. Ну, вот смотрим. Получил мяч и поймал. Он поймал стража ворот нюрбинской команды на противоходе. Виталий Воронов вводит мяч в игру. Хорошо прессингуют студенты. Но студенты обеспечили себе хорошее преимущество. Для этого им понадобилась половина тайма. Плюс 2 у них. Вот видим, хорошо комбинируют. Передача хорошая. Еще один удар. И в последний момент Петр Слепцов блокирует удар. Угловой. Удар не получился, причем один из студентов упал еще. В большинстве сейчас могли в контр-атаку выбегать нюрбинцы. Не получилось. И вот сейчас один-одинешенько. Перед воротами Эрхан Колосов оказался, но вратаря обыграть не смог. Продолжают активно катать мяч студенты. Ну и вот безадресная передача. Мяч переходит к нюрбинцам. Петр Слепцов просит 5 метров. Хорошо убрал сразу двоих в этом эпизоде футболиста нюрбинской команды. И практически сам, да, перебежал все поле. И смотрите, 1-1. 1-1. И гол забивает Николай Антонов. Очень красивый гол. 2-1, конечно же, да, 2-1. Сокращают отставание футболисты нюрбинской команды. И, конечно, тут отмечаем ассист, да? Это тот самый случай, когда ассист красивее, чем гол. Сразу же ответ студентов. Роман Колодезников угрожал воротам. Голы ворота команды ССУ забил игрок под номером 10 Николай Антонов. Да, отмечаем мы, конечно же, Артема Николаева, который пробежал через все поле. Вначале накрутил двоих и на скорости убежал, пробил. И после чего вот как раз-таки Николай Антонов на добивании сыграл. Ну, Нюрбинский улус в игре. В игре. Сократил Нюрбинский район отставание в счете.
Роман Сивцев. С мячом. Встречает его Александр Наговицын. Небрежная передача. Сейчас могут нюрбинцы наказать. Но Николай Антонов хотел вывести своего сокомандника на ударную позицию, но друг друга в этом эпизоде нюрбинцы не поняли. Останавливают Романа Сивцева, и тут же разгоняется контратака нюрбинской команды. Разгонял эту контратаку Николай Антонов. Петр Слепцов у мяча. Пробует Артем Николаев пробить с дальней дистанции. Но мяч угодил соперника и ушел в угловой. Так, тут. И удар с летового у Петра Слепцова не получается. Роман Сивцев поднимает мяч. Ох, и тут вратарь подсказывается. Пыль продолжает вносить корректировки в игру. Ну и смотрим, тут опасный момент. И с убойной позиции Артем Николаев не попал по воротам. Ну и студенты сейчас начинают разыгрывать свою атаку, которая завершается вот безадресным навесом. Напоминаю, что победитель этой пары завтра встретится с Алданским районом и будет бороться за 9-е место. Проигравшие, соответственно, будут играть за 11-е место. Досталось Артему Николаеву по лицу. Прозвучал свисток. И у студентов это уже второе нарушение правил. Пробует пробить. 4-й номер нюрбинцев. И вот еще один удар. Петр Слепцов бил. Получилось неточно. Мохов. По левому флангу хотел он отправить в атаку Георгия Прудецкого. Так, ну тут руками придерживал Василий Захаров. Нет, тут оба футболиста придерживали руками. Просто вот когда наша камера обернулась, Василий Захаров, мне показалось, что он нарушал правила. Фол нюрбинцев. Очень интересно, конечно, на этих играх, да, вот то, что у нас мини-футбол идет на открытом воздухе, под открытым небом. И смотрите, с убойной позиции Ронового вратаря пробивает Владислав Степанов. Чуть ли не наказали студенты нюрбинцев за ошибку. Нарушают правила против Александра Наговицына. Шел в обыгрыш 9-й номер нюрбинцев и пришлось фолить студентам. Да, и причем коллективно нарушали правила студенты. Ну и давайте смотреть, как разыграют стандартное положение нюрбинцы. Стенка из одного человека, и вступает в игру хорошо Владислав Корякин. И еще раз пробивают нюрбинцы, но на сей раз мяч пролетел мимо ворот. В первом случае Владислав Корякин здорово спас свою команду. И студенты
начинает организовывать свою очередную атаку. Роман Сивцев уходит в центр и наткнулся на своего соперника и теряет мяч. Сейчас контратака нюрбинцев будет. Роман Сивцев сам же исправил ситуацию. Георгий Прудецкий слева. Нет, показалось, что слева был его сокомандник. Сбивают Прудецкого. Итак, что будет? 6 метров. Карточка. Нюрбинский район, третий фол. Третий по счету фол. Ну, как я понимаю, не будет 6 метров. Ну, интересно. Получил игрок команды Нюрбинского Ну, района. больше, да, кажется, что действительно Номер вне штрафной. Было это столкновение. У мяча сразу два игрока студентов. Это Роман Колодезников и Роман минутный перерыв Сивцев. взяла команда Северо-Восточного федерального университета. И Сергей Павлович Скрябин берет минутный перерыв, минутный тайм-аут. Ну и сейчас будут выбирать, да? Выбирать одну из домашних заготовок. Один из вариантов розыгрыша стандартного положения вот именно с этой позиции. Идет обсуждение. Ну, я думаю, что в арсенале у студентов очень много вариантов, потому что, по сути, сборная Северо-Восточного федерального университета, ну, как профессионалы, да, они постоянно находятся в тренировках, постоянно в тонусе. Поэтому это очень хорошая, они имеют очень хорошую школу. И вот такие моменты, как штрафной розыгрыш, углового и так далее, они отрабатывают, конечно же, очень и очень много. Не могу с уверенностью сказать, что нюрбинцы вот где-то играют в одних коллективах, да, это же, получается, сборная Улуса. Конечно же, они готовились, но в плане сыгранности у студентов преимущество перед всеми командами, потому что эти ребята постоянно сами занимаются, тренируются. Ну и давайте смотреть. Цепандин и Роман Сивцев у мяча. Альберт Цепандин. В бьющего Роман Сивцев. Ну, тоже может пробить. Нет, пробегает Роман Сивцев. Альберт Цепандин пробивает, вратарь на высоте. А тем временем остается меньше 4 минут играть. Альберт Цепандин, но нарушает против него правила. Выставлял же руку. Ну, судьям виднее, да? Дальний удар от Альберта Цепандина. И вратарь тут не смог с первой попытки мяч зафиксировать. Вот то, о чем мы говорим на протяжении всех соревновательных дней, да, то, что пыль, она мешает не только полевым игрокам, но и вратари тоже, ладошки тоже цепкость теряют. И вот именно из-за этого мы уже, ну, сколько таких эпизодов видели, когда вратари, казалось бы, на ровном месте роняют мяч. Очередное нарушение правил. Альберт Цепандин передает право ввести мяч в игру, может быть, пробить Мохову. Вадим Мохов. Передача в штрафную, и оказался там Цепандин. Роман Сивцев. Но пока разворачивался Роман, Николай Антонов вернулся и мяч выбил.
Мохов. С Сивцевым разыгрывают этот угловой. И смотрите. Да, какой казус, да, чуть было не случился. Да, такой мяч, конечно, пропустить было бы очень обидно. Альберт Цепандин. Последние 2 минуты первого тайма. Чистое время. И чистое время у нас стартовало. Хорошая передача и выход 1 на 1. Вратарь на месте. Да, очень интересно, да, мяч подпрыгнул, перелетел через ворота. Вот с общей камеры как-то и я не разглядел, не понял. Видимо, все-таки вратарь повлиял на траекторию полета мяча, вступив в игру. Мохов 1 в 1 сейчас будет играть. Пробивает рикошет и аут. Петр Слепцов по-вратарски, да, сейчас праздновал блок данного удара. Смотрим, очередной угловой. Мохов мяча. И передача есть, и в подкате пробивал Альберт Цепандин. Мяч пошел в сторону дальней штанги. Там еще был студент, игрок университета. Но обошлось. Ну, тут Владислав Корякин, когда преподносил своему сокоманднику игровой снаряд, тоже чуть было не подскользнулся. Но тут, да, действительно, когда слой пыли имеется, тут ладошками протирай, не протирай подошву, да, активно. Все равно очень скользко. Покидает мяч поле, и Артем Николаев с удивлением, да, обращался к судье, что против меня двое боролись, правила нарушали. Но судья стоял рядом, он оценил этот эпизод иначе. Мохов пробивает. Альберт Цепандин тут в словесную перепалку вступает с Александром Наговицыным. А после борьбы Мохов делает передачу на дальнюю, но эта передача не получилась. На дальнюю у нас дежурил Георгий Тимофеев. Да, все-таки аут, а не от ворот. Последняя минута первого тайма. И у нас тем временем стартовала уже последняя минута. И эта минута будет идти в формате чистого времени. И близится к завершению первый тайм. Впереди по-прежнему студенты со счетом 2-1. Точными ударами отметились у нас, напомню, Роман Сивцев, Альберт Цепандин. Ну а пока единственный мяч нюрбинской команды на свой счет записал Николай Антонов. И в контратаку надо бежать нюрбинцам. Смена прошла в составе нюрбинцев. Мы видим то, что на поле появился Виталий Воронов. Ох, как жестко в подкат стелится Петр Слепцов. Пятый фол. Нюрбинский район. И все, нюрбинцы висят на 5 фолах. Нарушать им больше нельзя. В
противном случае будет назначен 10-метровый удар. Да, в темп не попали футболисты сборной Северо-Восточного федерального университета. Но Моисеев не смог мяч обработать должным образом. Георгий Тимофеев шел в обыгрыш, но соперник его остановил. А вот в пользу студентов последние секунды первого тайма. Никто не откликнулся на эту передачу. Ну все, там сколько, пару секунд, наверное, осталось. Все, звучит свисток. При счете 2-1 в пользу студентов завершается первая 25-минутка. Роман Сивцев, Альберт Ципандин забивали за студентов. Ну а у нербинцев отличился Николай Антонов. Отдохнем и увидимся с вами во втором тайме. А пока предлагаем вам хайлайт минувшего тайма. Почти половина лесных пожаров происходят по вине людей, всем, кто отдыхает на природе, дачникам, ягодникам, грибникам, охотникам и рыбакам, фермерам, владельцам сельхозугодий, трактористам и коневодам. Частыми причинами пожаров являются брошенная спичка, окурок, стекло, разведение костра, поджигание мусора или сухой травы, проведение сельхозпала, искра выхлопной или печной трубы. В случае уничтожения лесных насаждений виновнику грозит до 10 лет лишения свободы, взыскание ущерба и затрат государства на тушение пожара. Не становитесь причиной лесного пожара. Детям нужно очень много для счастья. Измельчитель травы и кустов, грязевые ванны, дизайнерский наряд, древние артефакты и пол, который лава. А чтобы детского счастья стало еще больше, воспользуйтесь выплатами при рождении ребенка в рамках национального проекта «Демография». Совместно с компанией «Алроса» нами проводится
совместные исследования по программе сохранения дикого северного оленя, летно-оленёкской популяции. Благодаря компании устанавливаем новые ошейники, которые показывают поведение. Эти ошейники разрабатывались и тестировались в Якутии. Аналогов в мире по поведению нету. Также совместно с компанией «Алроса» мы провели авиаучет дикого северного оленя, где определили численность его. Беречь и сохранять, заботиться и вдохновлять. «Алроса» – якутская компания. Дорогие жители и гости столицы, 8 июля в 16 часов впервые в республике состоится масштабное праздничное шествие-парад первого республиканского семейного фестиваля, приуроченного ко Дню семьи, любви и верности. Приглашаем всех желающих принять активное участие в шествии-параде и в конкурсе на лучшее оформление детских колясок. Дайте волю своему воображению и покажите всем свою индивидуальность и креативность. Второй тайм встречи между Северо-Восточным федеральным университетом и Нюрбинским улусом у нас стартовал. Напоминаем, что эти команды оспаривают право выйти на матч, по итогам которого будет разыграно 9-е место. Со счетом 2-1 ведут студенты, и сейчас они в атаке. Есть удар. Воротам угрожал Роман Колодезников. Университет играет в синей форме. Может, кто только что подключился к нам. Соответственно, нюрбинцы в зеленой форме. И видим то, что на первых... И тут перехват мог бы быть. Но обошлось. Захлебнулась атака нюрбинцев. Но смогли сохранить мяч футболисты в зеленой форме. Ранее вот мы смотрели матч между Алданским и Среднеколымским районами. И победу одержала команда Алданского района со счетом 5-1. И победитель вот этой пары выйдет, собственно, на Алдан. И будут оспаривать они 9-ю позицию. Проигравшие будут бороться за 11-е место. Петр Слепцов развернулся, отыгрывает назад. Николай Антонов делал длинный навес. Вратарь мяч, ну не то что перехватил, зафиксировал. Не прошла комбинация от студентов. После этой встречи мы начнем транслировать уже матчи 1/4 финала данного турнира. И, как я уже не раз говорил, очень интересные пары. Самое интересное начнется на нашем турнире, где уже ставки будут намного выше. И, разумеется, все матчи мы покажем в прямом эфире. Также здесь сегодня на этом хоккейном корте будут проходить соревнования по аэробике. Кстати, вот в перерыве, да, мы тут с коллегами обсуждали эти моменты, то что вот, ну давайте досмотрим эту атаку. Вот сейчас в столба играет 7-й номер и безупречен вратарь нюрбинской команды. Ну так вот, то, что на одном объекте, да, вот на хоккейном корте идут соревнования по мини-футболу, и решили то, что с другого объекта сюда переезжает состязание по аэробике. Было бы здорово на самом деле совместить, да? Например, вот идет тайм, и во время
перерыва, например, выходит одна команда, выступила. Ну, как, не знаю, в национальной футбольной лиге, как вот в баскетболе, как в хоккее, да, между таймами, между матчами запускать по одной команде. Это было бы, конечно, интересно. Но трансляция состязаний по аэробике также будет. Оставайтесь на нашем телеканале. Очень плотный у нас график. Но мини-футбол, получается, вот эти состязания, да, они как-то по аэробику все равно, мне кажется, скажутся на расписании. Есть падение, нарушение правил. Звучит свисток. Планировалось, что последняя игра стартует на 6:30 вечера, но, не знаю, может быть, будут некоторые изменения. Мы по мере поступления информации, конечно же, озвучим изменения, если они будут. Но пока опасный штрафной. Вблизи от ворот студентов у мяча находится Артем Николаев и Петр Слепцов. Стенка из двух игроков по центру стоит. И также игрок располагается у ближней штанги. И сам вратарь тоже вот встал у стенки. Есть удар. Хорошо разыграли. Очень интересно. Мяч рядом с девяткой пролетел. Альберт Цепандин пошел в обыгрыш. Но Роман Систов подстраховал Альберта. Сохранил мяч. Мохов здорово тут обыграл соперника. Передача на Альберта Цепандина. Альберт Цепандин разворачивается. Удар. Опасно. Василий Захаров будет вводить мяч в игру. Мохов. Передача на левый фланг. Хорошо, Альберт Цепандин врывался в штрафную. Ударил, но... И... близки были студенты к тому, чтобы забить третий мяч. Передача верхом не дошла до адресата. Но 2-1 скользкий счет. Комфортным преимуществом такой счет никак не назовешь. Но тут без помощи соперников упал Георгий Тимофеев. Свистка нету. Борьба активная у нас ведется. Хорошая передача. И смотрим. Гол. Альберт Цепандин как здорово разобрался. Получил прекрасную передачу. Вышел 1 на 1. Показал пару ложных движений. И с черпачка. Хорошо так. Но не пробил, а буквально закинул мяч. А ворота 3-1. Студенты возвращают преимущество 2 мяча. И тут же они продолжают атаковать, наседать. Ну и смотрим повтор. Вернемся к этому взятию ворот чуть позже. Перехват. Роман Систов. Передача направо. И есть удар, штанга. В каркас ворот угодил мяч после удара Георгия Тимофеева. Вновь Тимофеев с мячом. Хорошее открывание. Но тут с обработкой, да. Не получилось, и в итоге мяч ушел в аут. Прудецкий на Сивцева. Сивцев отыгрывает назад и получает мяч обратно. Неточная передача. Мячом завладели нюрбинские футболисты. Не ошибается Прудецкий при выполнении передач. От игрока нюрбинской команды все-таки мяч покинул поле.
Опасно, Колодезников. Обыгрывал вратаря. Перекатил мяч в левую от себя сторону, но все-таки страж ворот нюрбинской команды мяча коснулся. Колодезников. И Прудецкий бьет. В минимум касаний хотели провести атаку нюрбинцы. Не получилось. И тут Роман Сивцев нарушает правила. Второе нарушение правил. Но туда выставлял правую ногу Роман Сивцев. Сбил своего соперника. Прудецкий. Ну, передача была неудобная. И хотел, конечно же, Прудецкий сохранить мяч. И атака нюрбинцев. Штрафной мяч. И Прудецкий мяч, игровой снаряд, выбивает в аут. Но Моисеев разыгрывает аут со своим сокомандником и бьет в ближний угол Наум. Да, и надеемся, что прогнозы синоптиков не сбудутся, и сегодня дождей не будет, потому что вот с учетом того, что вот соревнования по аэробике прибавились в план проведения соревнований на этом хоккейном корте, так в случае еще и дождливые погоды, изменения в графике будут существенными. Борьба в центре поля за мяч, и в этой ситуации не прав Наум Моисеев. Сравнялись по количеству нарушений правил, по 2 фола у обеих команд. Хорошая передача была, но Василий Захаров не смог мяч остановить. Серия перехватов, и мяч уходит в аут. Ну и, конечно, хорошо этот турнир идет для усть-алданских команд. Напомним, что на правах хозяев соревнований сборная Усть-Алданского района выставила 2 команды. И что примечательно, оба коллектива прошли отборочный этап и завоевали право выступить вот на этом турнире, где 12 сильнейших команд оспаривают медали. И будет второе заречное дерби у нас. Мы помним, что в рамках группового этапа Мегино-Кангаласский Улус встречался с первой командой Усть-Алданского района. Тогда со счетом 5-3 мегинцы одержали победу. Пожалуй, пока что самый такой красивый и зрелищный, напряженный матч. Ну и тут мы видим, Владислав Корякин на ровном месте мяч упускает в аут. Ну это, конечно же, опять-таки последствия слоя пыли, который у нас имеется на покрытии. Ну и вот, Мегино-Кангаласский Улус вышел с своей группы с первого места и сыграет со второй командой Усть-Алданского Улуса. Тоже очень интересная пара. Сейчас атака студентов. Петр Слепцов прерывает эту атаку. И не только прерывает, но еще и мяч остается у нюрбинской команды. Атака нюрбинцев. Но тут Роман Колодезников с Георгием Тимофеевым очень хорошо вдвоем сыграли в этом эпизоде. Коллективный отбор. Один подтолкнул, другой мяч выбил.
Петр Слепцов падает. Нарушение правил. Третий фол студентов. И Петр Слепцов немножко хулиганит, да? Ну, это да, конечно, когда вот игрок при штрафном, да, сразу встает перед мячом, чтобы исключить возможность вот розыгрыша мяча без свистка. Но Петру Слепцову это не понравилось. И дальний удар в исполнении Артема Николаева. Хорошая передача на правый фланг, жесткий стык. Но тут обошлось без травм. Артем Николаев с Альбертом Цепандиным сразу встали, обменялись рукопожатием. Все в рамках игрового момента. Роман Систов разворачивается, убрал Петра Слепцова и пробивает. Очень здорово тут заблокировал удар РС Сидип. Ну, спас команду от неминуемого гола. Аут в пользу нербинской команды. Остается играть номинально, да, чуть больше 10 минут, но на деле это, конечно же, примерно 12 минут, с учетом того, что у нас последние 2 минуты идут в чистом виде. И отсюда, ну, тянул до последнего, да, Георгий Прудецкий, выбирая вариант продолжения атаки между ударом и прострелом вдоль ворот, и в итоге атака заглохла. Сивцев отыгрывает назад на вратаря. Корякин играет с Колодезниковым. Колодезников отправляет мяч дальше по правому флангу. Но Петр Слепцов тут стелился в подкате. Нарушены правила против Слепцова были. У университета уже 4 фола. Но играть-то еще много. Порядка 10 минут, 11. И, конечно, то, что у студентов уже 4 нарушения правил, это фактор, который никак не может радовать Сергея Скрябина. По сути, еще одно нарушение правил, и на 5 фолах будут висеть студенты. У нербинцев, кажется, 3 нарушения правил. От ворот. И передача. Сильная передача верхом. Тут как бы не спешил, да, Владислав Степанов. Конечно, остановить мяч было очень-очень сложно. Альберт Цепандин оставляет мяч своему сокоманднику. Тут же получает обратно Роман Сивцев. Отбирает у него мяч, и сейчас нербинцы готовы предложить свою контратаку. Колодезников мяч отправил в аут. Пробует пробить с аута. Но сейчас уже, конечно, позиционная атака пойдет. Петр Слепцов ушел в сторону от соперника и попробовал пробить. Это выход 1 на 1. И да, конечно, досадно. Роман Колодезников не смог обыграть вратаря сначала, а потом выполнить передачу на пустые ворота тоже не получилось. Падение
Студенты висят на 5 фолах с этой минуты. И каждое последующее нарушение правил будет караться назначением 10-метрового удара. А играть еще, вот мы видим то, что на таймере 6 минут 40 секунд. И не забываем то, что 2 последние минуты у нас идут в чистом виде. То есть на протяжении всего этого времени студентам, по сути, фолить нельзя. Удар низом, и это гол! Да. Хорошо, конечно, да? Уложился в этот удар Александр Наговицын. Интересно было бы посмотреть замедленное действие на это взятие ворот. Ну что, хорошую... Хорошо, да, вот вообще сейчас идут дела у нюрнбергской команды. Ну, видим, да. Но тут, конечно, Владислав Корякин не доглядел за своим ближним углом. И залетает еще один мяч в ворота нюрнбергской команды, пока мы смотрели повтор. Студенты вновь забивают. Роман Колодезников становится автором забитого мяча. Да, и неплохо было бы посмотреть повтор, да? Вот сейчас как раз режиссер трансляции предлагает нам повтор этого момента. Ну, Прудецкий пробивал, и Роман Колодезников замкнул мяч. Вот то самое золотое правило, когда на дальней штанге обязательно должен быть игрок. Собственно, для этого. 3-2. Интересная у нас борьба. И тут опасно может получиться, но своевременно страж ворот нюрнбергской команды покинул свои владения и нейтрализовал потенциально опасный момент. Интересно, что по фолам у нюрнбергской команды. Студенты уже набрали 5 нарушений правил. Активно подсказывает Сергей Павлович Скрябин своим подопечным. Пробивает и угловой. В составе ЗУФУ у нас Альберт Цепандин оформил дубль. И по одному мячу забили Роман Колодезников и Роман Сивцев. У нюрнбергского Улуса взятие ворот провели Александр Наговицын и Николай Антонов. Навес, и есть удар от Альберта Цепандина. Мяч попадает в штангу. Плотный, хороший удар получился. Мохов от Цепандина. Мяч отправляет, и Альберт ошибается при выполнении передачи. Мяч переходит к нюрнбергцам. Ну, тут же встречная ошибка, и это опасный момент. Смотрим. Нет, это не передача, это удар в исполнении Мохова. Корякин сыграл на выходе здорово. Последние 2 минуты второго тайма. Чистое время. Ошибаются студенты при перепасовке перед своими воротами. Мягкий навес в сторону штрафной не прошел. Но у нас уже идет чистое время, последние 2 минуты. Сивцев хотел откатить мяч на набегающего Романа Колодезникова. Удар, аут.
Ну а после этой встречи, как я уже анонсировал, мы приступим к просмотру матчей 1/4 финала. И в первой игре четвертьфинал у нас встретится Мирнинский и Горный районы. Данная игра должна стартовать в 12:30. В атаке нюрбинцы. Смотрим. Перехват. Роман Сивцев делает передачу на правый фланг. Мохов обратно на Сивцева. Сивцев дальше. Вот это красота, конечно. Роман Колодезников оформляет дубль. Ну, как здорово, да, тут раскатались студенты. Ну, красота мини-футбола, геометрия мини-футбола. 5-2. И, конечно, это уже серьезная заявка на победу в этом матче. В случае успеха, да, доведения до победного конца, сборная Северо-Восточного федерального университета завтра встретится с Алданским районом и оспорит 9-е место. Ну и, соответственно, если Нюрбинский Улус не сможет переломить ход игры за оставшееся время, то нюрбинцы завтра в матче за 11-е место встретятся с Среднеколымским районом. Минутный перерыв пока у нас идет. Мы можем посмотреть повтор. Мохов на Романа Сивцева. И Роман Сивцев молниеносно делает передачу дальше на Романа Колодезникова. Ну и последнему ничего не оставалось, кроме как забить в пустые ворота. Но я полагаю, что минутный перерыв нюрбинцы взяли. Хотя, судя по тому, что нюрбинцы и не пошли к технической зоне, логичнее предположить, что Сергей Павлович Скрябин хотел выполнить передачу верхом, но Петр Слепцов вырос на пути мяча. Последняя минута у нас стартовала. Колодезников на Прудецкого. Прудецкий дальше на Мохова. И ну как разыграли студенты, да? Вот самые настоящие мини-футбольные голы забивают студенты и Прудецкий. Принимает поздравления. 6-2. Смотрим, как же все-таки здорово комбинируют студенты. 1, 2 и 3. Вот с этого ракурса еще один повтор. Все очень четко, точно. Да, пошла игра у студентов. Ну и вопрос о победителе снят. 6-2. И более того, сейчас студенты 5-го полевого выпустили. Но мы видели, да, уже не раз такую ситуацию, когда команда ведет с серьезным преимуществом и чувствует, что победа близка. Они вот практикуют перед следующими играми игру в 5 полевых. Завершается встреча со счетом 6-2. Победу одерживает сборная Северо-Восточного федерального университета. Дублями отметились Альберт Цепандин и Роман Колодезников. И по одному взятию ворот провели Георгий Прудецкий и Роман Сивцев. У нюрбинцев взятие ворот провели Александр Наговицын и Николай Антонов. Благодарим команды за этот матч. Хорошее действие в 2 актах, в 2 25-минутках нам предложили футболисты. Ну и, соответственно, завтра СВФУ встретится с Алданским районом в матче за 9-е место, а 11-е место оспорят Нюрбинский и Среднеколымские улусы. В скором времени мы возобновим нашу трансляцию и приступим к просмотру четвертьфинальных матчей. Дорогие друзья, оставайтесь с нами.
Совместно с компанией «Алроса» нами проводятся совместные исследования по программе сохранения дикого северного оленя, летно-оленёкской популяции. Благодаря компании устанавливаем новые ошейники, которые показывают поведение. Эти ошейники разрабатывались и тестировались в Якутии. Аналогов в мире по поведению нету. Также совместно с компанией «Алроса» мы провели авиаучет дикого северного оленя, где определили численность его. Беречь и сохранять, заботиться и вдохновлять. «Алроса» – якутская компания. Приветствую всех зрителей телеканала «Якутия-24». С вами Марфелина Алексеева в программе News on Air. Сегодня в выпуске я расскажу о самых ярких и интересных событиях из социальных сетей, а также о якутском кино и о том, как наши якутяне празднуют наш традиционный праздник Исэх, будучи в другой стране, и о том, как разнообразить наше короткое якутское лето и многое другое. Давайте начнем. Самая главная и большая поддержка для любого спортсмена – это, конечно же, его родные. Знакомьтесь, на видео мамы Сарданы Трофимовой и Изабеллы Борисовой. С такой-то поддержкой хоть на край света. Изабелла мамата, Сардана мамата, Беллер! Юддилер! Ондай кез бедеке галля Борисова Изабелла Узалда. Ja, onda bu kendi jüntülükler atılacak jüntüler. Başla. Hatta alama tu kula amira hatta alama. Bir de yapacağız. Anladın mı? Gel hadi. Sardana. Гости Якутии не перестают удивлять нас. В городе Вилюйск живет уроженец солнечного Азербайджана, который прекрасно поет на якутском языке. По-видимому, не только поет, но и понимает и даже немного говорит. Sibekli ugun, sibekli ugun, töktüden ılan, istini sanayır, çoğur borunam, her iski kebit, çoğuk ya, çoğun poga, hem biki kebit, Dolak bola kaç. Jolloq bola. Yaxshi sog'. Yaxshi Alloh kaç. Uruy ayqal. Uruy ayqal. Ayqal. Впервые в истории якутского кино сняли фильм полностью на английском языке. Российская кинокомпания «Кинологистика» завершила съемки фольклорного хоррора под названием «Граница», режиссером и сценаристом которого выступает Дмитрий Давыдов. Фильм снят полностью на английском языке и будет ориентирован на международный прокат. Съемки проходили в диких лесах Якутии. Оператор-постановщик Иван Семенов. Его мы знаем по таким картинам, как «Пугало», «Нелегал», «Холодное сердце». Продюсером фильма стал Анатолий Сергеев. Итак, фильм «Граница» – это мистическая история об отце и дочери, которые проживают вдали от цивилизации. Главным героям предстоит столкнуться с некими потусторонними силами. В Москве в Доме кино закрыли 87-й сезон. С большой сцены осыпали словами благодарности всех тех создателей кинолент, которые целый год радовали нас, зрителей, в том числе и якутское кино. Ну и, как известно, наше якутское кино с каждым годом все больше покоряет сердца зрителей. Около 500 клубных мероприятий, 120 всероссийских кинопремьер, старт цикла нового российского и актуального сейчас зарубежного кино. Это то немногое из списка, что было сделано за уходящий 87-й сезон. В фокусе особого внимания и регионы. Показы фильмов регионального производства 12. Количество зрителей более 63 тысяч. А теперь, мне кажется, самое важное. Спасибо большое за всестороннюю поддержку якутского кинематографа и содействие в проведении премьерных показов якутских фильмов.
Под сводами этого кинозала не раз проходили показы нашумевших якутских фильмов. Так, в 2021 сезон стартовал с киноленты Татьяны Эверстовой «Замыкание». Затем в августе показы продолжил фильм Никиты Аржакова «Тыгын Дархан». В марте 22-го зрители увидели «Белого ангела тундры» Александра Лукина, а завершили якутский марафон премьерой – фильмом «Джулур. Масс-рестлинг» режиссера Валентина Макарова. Занавидел каждый. Якутия всегда давала, даже в советские времена, фильмы особенные. Они связаны с природой, они связаны с людьми, которые обладают какой-то тайной, понимаете? Так что фильмы якутских мастеров всегда надо смотреть. Вы на них ходили. Как вы вообще следите за родной Якутией? За Якутией слежу, поэтому моя любовь к Якутии, она не пройдет и останется со мной до конца. Закрытие сезона в Доме кино – это повод не только взглянуть на проделанный путь, но и наметить планы на будущее. Ну, сделаем, все впереди. Приедете в Якутию? Да. А почему нет? Следующий 88-й сезон в Доме кино стартует 26 августа и обещает быть насыщенным. Основной вектор – стать центром притяжения отечественного кино. И куда же без якутских фильмов. Исторически сложилось, что все премьеры и весь, наверное, кинематографический истеблишмент, он прикован к этому месту. И стартовать здесь, наверное, не самая плохая история в новом сезоне. Возможно, мы как раз старт нового сезона начнем с подписания соглашения с Домом кинематографистов. Айсена Барнашова, Виктор Олесов, Москва. Сезоны эсэхов подходят к концу, и так отрадно, что свой национальный традиционный праздник празднуют даже те якутяне, которые в данный момент проживают в других концах света. Так якутяне отпраздновали национальный праздник в Сеуле. В городской парк столицы съехались якутяне с разных городов Южной Кореи. Как рассказывают земляки, несмотря на то, что они далеко, они всегда помнят и чтят родные традиции, а также популяризируют их. Сеульцы активно подходили и интересовались традиционным праздником. Тем временем, прямо в центре Сеула, якутяне показали настоящий эсэх и якутское гостеприимство. Ну а тем временем в Татинском районе прошел такой эсэх, который надолго запомнится всем. В селе Чемых Татинского улуса прошел долгожданный праздник эсэх, посвященный 145-летию основоположника якутской литературы, философа, просветителя Алексея Кулаковского. Впервые эсэх провели на берегу реки Амга, где за последние годы соорудили Тыгылге Кулаковского и установили парковые скульптуры по его произведениям. А также был открыт балаган, названный в честь первого произведения якутской литературы «Благословение Баяная». На этот эсэх были приглашены 4 поколения Кулаковских, которые почитают и увековечивают высокое имя своего дедушки. В эти дни в Усть-Алданском районе состоялось такое событие, которое жители Усть-Алданского района ждали уже на протяжении нескольких лет. В селе Барагонцы введено в строй новое здание – музей имени Кулаковского. Красивое добротное здание на центральной улице Улусного центра стало настоящим украшением города. Раньше у нас было деревянное здание, всего 236 квадратов. И сейчас при поддержке главы района нашего Алексея Васильевича Федотова отремонтировали старое здание аптеки. Историко-краеведческий музей в Барагонцах существует с 1972 года. Помимо своих уже известных экспозиций, в новом здании появились и новые. Наш проект называется «След, оставленный в будущее», посвященный столетию якутской автономии. Данный проект мы начали реализовать в 2022 году. В прошлом году мы участвовали по данному проекту на гранты главы республики Саха-Якутия и получили грант в сумме 1 520 000 рублей. И на эти деньги были заказаны восковые фигуры, которые, несомненно, вызовут огромный интерес как и у гостей и участников спартакиады, так и у подрастающего поколения усть-алданцев. В особенности прославленный герой, голова Барагонского улуса в 17 веке Легой. Легой был легендарным тойоно-барагонских якутов времен прибытия русских на Лену. Жил вокруг озера Мюрре, имел много братьев и сородичей. Восковые фигуры были заказаны в Москве, а одеяниями занялись местные народные мастера и умельцы. Среди исторических персонажей можно увидеть и самого Алексея Аржакова, лидера якутского самоуправления. Здесь он изображен вместе с Екатериной II.
Казалось бы, где связь? Алексей Ржаков почти 2 года добивался встречи с Екатериной Великой и, добившись ее, проговорил с императрицей 4 часа вместо положенных 15 минут. А способствовало этому, по утверждению известного общественно-политического деятеля Никифорова Кулюмнур, красивая наружность, высокий рост и замечательный ум. О результатах судьбоносной встречи в музее расскажут экскурсоводы, как и о выставке фотографа Марии Васильевой, уроженки Усялданского улуса, известной своими фоторепортажами спортивных событий. В дни проведения 8-х спортивных игр народов Якутии музей будет работать ежедневно, вход бесплатный. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите News on Air на телеканале Якутия-24. Будьте в курсе самых интересных событий. Всем хорошего дня! Дорогие земляки, якутяне, набираем добровольцев для участия в зоне специальной военной операции на Украине. Патриоты, настало время с оружием в руках защитить интересы нашей страны. Мы помним наших земляков, легендарных героев Федора Попова, Федора Охлопкова, Ивана Кульбертинова и многих других, которые беспощадно били нацистов. Республика Саха-Якутия во все времена славилась своими героями. Настало время и для нынешнего поколения. Встань на защиту своего Отечества, запишись в добровольцы. Я ветеран боевых действий, офицер запаса. И с первой командой выезжаю в зону специальной военной операции вместе с вами.
Приветствуем всех любителей спорта. Национальная вещательная компания «Саха» продолжает транслировать матчи турнира по мини-футболу, который проходит в рамках 8-х спортивных игр народов Республики Саха и Якутия. Мы находимся в селе Барагонцы Усть-Алданского района, где у нас продолжается выявление чемпиона и призеров турнира по этому замечательному виду спорта. Приступаем мы к просмотру матчей четвертьфинальной стадии. И сейчас на паркет выйдут команды следующие: Мирнинский и Горный районы. Самое интересное начинается, и давайте мы приступим к составам играющих команд. Номинально гости сегодня представители Горного района. Начнем с них. Без номера играет Антон Алексеев, 23-й Урыйдан Алексеев, 23-й Нюргун Николаев, 4-й Астан Варламов, 11-й Алексей Григорьев, Иван Иванов, 7-й, 6-й Александр Михайлов, 13-й Степан Слепцов, 5-й Нюргун Сафронов, 10-й Авксентий Филиппов, 8-й Альберт Яковлев и 17-й номер Джулустан Андреев. Тренер Аркадий Васильев. Мирнинский район. Стражи ворот. Номер 1 Павел Репин и 20-й Василий Мартынов. Полевые. 2-й Данил Каримов. 11-й Игорь Кайсаров, капитан команды. 9-й Никита Никитин. 8-й Олег Олейников. 13-й Александр Демидов. Под 5-м номером на площадку выйдет Степан Степанов. 4-й Вячеслав Ярославцев. 10-й номер Эльдар Инамжанов. И 7-й номер Геннадий Сергеев. Тренер команды Алексей Денисов. Команды вышли с разных групп. Давайте обратимся к результатам группового этапа. Мирнинский район у нас вышел с первого места группы А. Со счетом 5-1 мирнинцы одержали победу над алданской командой. И с аналогичным счетом они обыграли Оленёкский Улус. Горный. Команда Горного района вышла со второго места группы Д. Горный Улус со счетом 1-4 уступил Якутску и со счетом 2-1 одержал победу над сборной Среднеколымского Улуса. И со второго места получила путевку в четвертьфинал. Очень интересные пары нас с вами ждут после этой игры. У нас еще будет 3 встречи в стадии 1/4 финала. Далее у нас играют Ленский район против основной команды, первой команды Усть-Алданского Улуса. Затем Егинокангаласский Улус сыграет со второй командой Усть-Алданского района. И последняя игра у нас начнется ближе к 6:30 вечера. Якутск сыграет с Оленёкским Улусом. Так выглядят составы команд, которые играют на стадии 1/4 финала. Смотрите, даже так. Вот со стадии плей-офф, да, начали представлять по одному, выводить, да. Ну, чем вам не чемпионат России среди команд высшей лиги, да? По одному приветствуем всех. Андреев, номер 17. Антон Алексеев, номер 16. У микрофона для вас по-прежнему работает Власий Сергеев. Матч обслуживает бригада арбитров. И сейчас пригласили на паркет команду Горного Улуса, команда Горного Улуса играет в красной форме, в красных футболках, в синих шортах. Ну а мирнинцы у нас выйдут в таких бело-синих футболках и белых шортах. Василий Мартынов, номер 20. Олег Олейников, номер 8. Степан Степанов, номер 5. Да, очень вот эта церемония, да, она, конечно, усиливает. Игорь Кайсаров, номер 11, капитан команды. Дает атмосферу определенную. Номер 9. Вот еще перед матчем включали бы гимн Суперлиги, как обычно, да, перед матчем из Дари. Полный набор был бы. Данил Каримов, номер 2. Ну и видим прекрасное настроение у футболистов. Ну, конечно, они участвуют в большом празднике спорта. Уверенно вышли мирнинцы из своей группы. И сейчас с большим удовольствием они
начнут встречу уже в стадии 1/4. Приветствие команд. Физкульт, привет, Уру и Айхал. И рукопожатие, после чего начнется жеребьевка. Для обслуживания встреч нашего турнира приглашены арбитры из Центральной России, которые вместе с арбитрами, которые представляют Якутию, судят матчи. Приглашенные арбитры являются судьями Ассоциации мини-футбола России. То есть у нас на этом турнире выступают не только футболисты из, допустим, высшей лиги, да, а вот арбитры тоже люди, которые работают в лучших турнирах страны. Хорошая поддержка у Мирного. Итак, все готово для начала данной встречи. Дается свисток. Горный Улус, Мирнинский район. Поехали. Активно прессингует соперника Геннадий Сергеев. И добивается он того, что мяч переходит к его команде. Геннадий Сергеев, конечно, прекрасно знаком всем якутским любителям мини-футбола. Геннадий имеет богатый опыт выступления в высшей лиге России. Является он уроженцем города Мирный и выступал, соответственно, на протяжении долгих лет за мини-футбольный клуб «Алмаз Алроса». Геннадий является чемпионом. В его коллекции трофеев есть золотая медаль чемпионата России среди команд высшей лиги. В сезоне 17-18 Геннадий вместе с опасный момент. Мяч перелетает и вратаря, и в ворота. Геннадий Сергеев в сезоне 17-18, кстати, играя вместе в одной команде с Афанасием Федоровым из Усть-Алданского Улуса, стал чемпионом высшей лиги, победителем высшей лиги, победив в финале корпорацию России из Екатеринбурга. Ну, давайте смотреть. Есть удар. Геннадий Сергеев как раз-таки пробивал. Ну, а Геннадий Сергеев в данный момент выступает за «Зарю». Мини-футбольный клуб «Заря» в минувшем сезоне очень хорошую серию матчей продемонстрировала. И Геннадий Сергеев еще раз заряжает, расчехляет свою пушку. Сейчас в контратаку могут побежать футболисты Горного Улуса. Борьба в центре поля, по итогам которой мяч достается Геннадию Сергееву, который делает передачу на дальнюю штангу. И как раз-таки в каркас ворот попадает. Ну и вот, «Заря» вышла, если мне память не изменяет, с 6-го места дивизиона. Так, у нас какой дивизион? У нас Запад. Да, с дивизиона Запад. И, к сожалению, вот с первого... Нет, первый круг прошли. Со второго круга уже плей-офф подопечные Олега Марченко вылетели. Это, тем не менее, очень хороший результат, потому что давненько «Заря» не выходила в плей-офф. И мы надеемся, что сезон, который у нас стартует ближе к осени, будет продуктивнее. Хотелось бы, чтобы, да, поддержки было больше, и надеемся на домашние матчи. Ну, вернемся к этой встрече. Мирнинский район контролирует мяч. Геннадий Сергеев. Вся четверка Горного встречает у себя на своей половине поля. Хорошо пошел в обыгрыш. Геннадий Сергеев ушел в сторону и пробил неотразимо. Геннадий Сергеев выводит команду Мирнинского района вперед. Согласитесь, взятие ворот получилось очень красивым. Давайте посмотрим еще раз. Раскачал соперника, ушел вправо, сместился в центр и пробил очень мощно. 1-0. Ну, можем ли назвать это взятие ворот быстрым голом? В принципе, да. Мирнинцы выходят вперед. И фалят.
представители Горного Улуса. Хорошо корпусом сыграл Степан Степанов. Геннадий Сергеев играет на своего капитана Игоря Кайсарова. Кайсаров. Обратно на Сергеева. Сергеев на Мартынова. Василий Мартынов. Ну, Мирнинский район, конечно, традиционно входит по умолчанию, да, в число фаворитов любых соревнований по мини-футболу. В Мирнинском районе, как я знаю, тоже очень активно играют в лигах. То есть регулярные вот эти вот первенства проводятся. Ну и, конечно, есть условия. Кимберлит, дворец мини-футбольный. И там, конечно, внутренние соревнования проводятся. Второй момент опасный. С опасной позиции пробивала Эльдар Инамжанов. Угловой. Падение, нет свистка, надо играть. И сейчас шанс для Горного выбежать в контратаку. И самая лучшая передача из Степана Слепцова было очень трудно, конечно же. Игровой снаряд обработать в этой ситуации. И мяч покинул пределы поля. Утром у нас было достаточно прохладно. Было облачно. Свежий прохладный ветерок был. Геннадий Сергеев еще раз бьет. Ну, сколько работы, да, он уже вратарю команды Горного Улуса создал. Ну и, конечно же, будет продолжать угрожать воротам соперников. Звучит свисток. Так, это какой по счету? Уже фол будет. Третий у Горного. Ну что-то быстро, да? Второй все-таки. Был бы третий, да, конечно. Это динамика не самая лучшая для команды Горного Улуса. Потому что встреча у нас, по сути, только началась. Отыграли 6 минут. Навес хороший. Это убойная позиция для удара. Удар есть и прямо во вратаря. Бил Алексей Григорьев. Ну, проспали, да, мирнинцы? Тут передачу. После рикошета мяч рядом со штангой проходит. Будет еще один угловой удар. Степан Слепцов направляется вводить мяч в игру. Да, после рикошета тут, конечно, мяч очень удачно, да, пошел в сторону Ивана Иванова. Тот играл до последнего и без злого умысла, конечно, нанес повреждение Василию Мартынову, стражу ворот мирнинской команды. Но работа вратаря, да, такая. Приходится вот вступать в игру, прыгать руками вперед в ноги. Частенько, да, достается вратарям в мини-футболе. Ну и, конечно, на руках никакой защиты, потому что подавляющее большинство вратарей, да, играет без перчаток, потому что в перчатках неудобно. Хороший дальний удар. Плотно так вложился в этот удар Никита Никитин. Но страж ворот Горного Улуса все видел и парировал этот удар. Неудачная последняя вот передача была. Геннадий Сергеев, смотрите, как здорово тут. Ух, это был бы гол тура. Гол игрового дня, вернее. Как же резок, да, Геннадий Сергеев. Еще есть возможность у Геннадия сейчас пробить или же сделать передачу. Смотрите, как здорово откатил мяч назад. И продолжается атака Мирнинского района. Никита Никитин получает передачу. Но тут перехват и выход 1 на 1 может случиться. А тут Никита Никитин вернулся и двумя ногами вперед стелился 9-й номер мирнинской команды и остановил опасную атаку. Ну, Геннадий Сергеев, конечно, в предыдущем эпизоде, да, как здорово разобрался. Уж сильно резок 7-й номер мирнинской команды. Ушел от соперников и изящно хотел перекинуть вратаря. Почти получилось, но каркасооборот сыграл на стороне Горного Улуса. Продолжаем смотреть 1-0. Единственный мяч
Пока что единственный мяч, как мы помним, забил именно Геннадий Сергеев. Перехват, и Никита Никитин сейчас пойдет в обыгрыш. Нет, передача направо, и вратарь на добивание. Никита Никитин вколачивает мяч. 2-0. Мирнинский район удваивает преимущество. Ну и оживились трибуны, болельщики. Но тут, конечно, да, не повезло вратарю Горного Улуса. В принципе, вышел, да, в принципе, как бы вступил в игру, но мяч, сами видели, дошел до Никиты Никитина, который без проблем поразил пустые ворота. Чуть больше 9 минут сыграли, и за это время мирнинцы дважды огорчили своих соперников. И, в принципе, они смотрятся предпочтительнее команды Горного Улуса. Еще один удар. В нижний угол целился Данил Каримов. Но футболисты Горного, конечно, тоже придумали несколько очень интересных атак. Вот сейчас, например, нет, передача все-таки не прошла, и мирнинцы завладели мячом. Каримов по левому флангу двигается. Олег Олейников. Передача в штрафную, и Каримов попадает в штангу. Ну и тут Олег Олейников, возвращаясь, да, на свою зону, нарушил правила. Ну, тактический фол. Ну, мирнинцы, да, конечно, здорово катают, здорово комбинируют. Радует глаз. Такой вот мини-футбол качественный. Что сможет противопоставить мирнинцам команда Горного Улуса? Очень интересно посмотреть. Пока что мирнинцы вновь в атаке. И удар с носка. Или по-дворовому, можно сказать. Спыра Вячеслав Ярославцев заряжал. Так, у нас тут рядом с коробкой проехала... Ну, досмотрим. Удар. Рядом с коробкой оживился трафик. Много машин тут проехало. И вот пыльная завеса у нас стоит. И сейчас, я так думаю, что после первого тайма необходимо будет протереть паркет. Потому что и без этого оживленного трафика у нас тут скользко. Вот так сейчас достаточно пыли. Эти машины подняли. Рукой подыграл. Нет. Судья молчит, значит, можно играть. Перехватили мяч футболисты Горного Улуса. Аксентий Филиппов. Ошибка при передаче. И тут Василий Мартынов берет мяч. Геннадий Сергеев начнет атаку мирнинской команды. Геннадий Сергеев. Степан Степанов. Столкновение, но нет свистка. Степан Степанов, Каримов. Каримов смещается на фланг. Да, попытался тут по-бразильскому, да, сделать передачу. Не получилось. И хороший удар есть. Иван Иванов протащил мяч на 3 метра и попробовал пробить. Степанов. Никита Никитин. Степанов, Сергеев ищет варианты продолжения этой атаки. Кайсаров, Сергеев. Передача в центр, и смещается сам Сергеев тоже в сторону штрафной. Но комбинация в данном случае не прошла. Ну, безусловно, конечно, Мирнинский район, он имеет традиционно, да, самые высокие амбиции. Ну и по качеству игры, конечно, они статус одного из фаворитов турнира, конечно же, подтверждают. Степан Степанов. Кайсаров делает передачу направо. Никита Никитин. Может пойти в обыгрыш Никитин. Кайсаров. Раскачал соперника и сделал неточную передачу. Ну, не поняли, да, друг друга, не почувствовали передвижение
вот Кайсаров с Никитиным. Кайсаров хорошо на перехвате сыграл. Степанов оставляет мяч на Сергеева. Сергеев делает передачу на Никитина. Никитин дальше на Кайсарова и на Степанова, извиняюсь. Да, хотелось бы проанонсировать. У нас после этой игры турнир по мини-футболу будет приостановлен. И здесь, на хоккейном корте, начнутся состязания по аэробике. Трансляция данных состязаний также будет. Сейчас смотрим. Степанов с убойной позиции не попадает по воротам. Так вот, соревнования по аэробике также будем транслировать. Так что оставайтесь на нашем телеканале. Вас ждет не менее зрелищное состязание. Тем временем угловой у ворот Горного Улуса Геннадий Сергеев делает передачу и удар мощный. Ну, не летит, не идет мяч в ворота, да? Никита Никитин очень брутально сейчас вынес мяч. Но туда существует тоже, ну, не то чтобы проблема, есть неудобство, да, такое, то что играем на открытом воздухе и мячи далеко улетают, поэтому организаторы задействовали сразу 4 или 3 мяча, и волонтер активно работает над тем, чтобы вот мячи своевременно доставлять обратно на спортивный объект. Ну, на самом деле, да, остановок, связанных вот, с доставлением мяча на площадку, у нас нет. Поэтому организаторы с этим вопросом, конечно, справились очень хорошо. Звучит свисток, мяч в игре. Продолжаем смотреть первую четвертьфинальную встречу нашего турнира. Ну, Горный Улус провел хорошие вот последние минуты, да? Вышел из своей зоны, попытался проводить атаки. Степан Степанов. Так, на площадке у нас появился Эльдар Инамжанов. Мартынов начинает атаку своей команды. Сергеев делает передачу. Степан Степанов на Инамжанова. Инамжанов возвращает Сергееву. Сергеев. Ярославцев пойдет в обыгрыш. Двоих накрутил. И хорошая прострельная передача. Но тут, видимо, адресовалась эта передача Геннадию. Но Геннадий опередил. Так, звучит свисток. Так. Свободный назначает арбитр. Да, не прошла передача. Алексей Григорьев хотел отпасовать забегающему Аксентию Филиппову. Филиппов. Против него Инамжанов. Передача в центр штрафной. Сейчас Степан Степанов разгоняет атаку своей команды. Хорошо в отборе сейчас сыграл Уридан Алексеев. Да, заряжен Инамжанов. И даже вот после падения уже лежа выбил мяч своего соперника. 10-й номер мирнинской команды. Олег Олейников попытался пробить. Удар заблокировали. Ну и напрягать, конечно, Инамжанов будет. Прессингует соперника. Аут в пользу Горного Улуса. Нет, такие пасы пяткой, конечно же, не пройдут. Атака мирнинцев. Ну, на паркете, да, там оказался Вячеслав Ярославцев. Ему, конечно же, адресовалась передача. Но я напомню, что команда Мирнинского района вышла с первого места группы А, одержав 2 победы с одинаковым счетом 5-1 над командами Алданского и Оленёкского районов. Что касается
футболистов из Горного Улуса, которые сейчас могли, в принципе, очень на опасную атаку, контратаку убежать. Так, Горный Улус у нас вышел со второго места группы D. Футболисты Горного района со счетом 1-4 проиграли Якутску. И вот победа со счетом 2-1 над командой Среднеколымского Улуса позволила со второго места трио выйти вот в стадию четвертьфинала. Так, и Намжанову желтую карточку арбитр показал. Горчичник. С этого момента Намжанов будет играть аккуратнее. И стандартное положение у ворот мирнинской команды. Мы смотрим, сразу 3 игрока сейчас находятся у мяча. Будет что-то интересное разыгрываться. Пробежал один розыгрыш, и вот какой вариант, да? Домашняя заготовка. Пробивал последним Авсентий Филиппов после этого интересного розыгрыша. Но удар был заблокирован. Василий Мартынов дает мяч Геннадию Сергееву. Никитин возвращает мяч Сергееву. Показывает Геннадий, чтобы смещался Никита Никитин. Сам тоже смещается в сторону центра и передачу адресовал Никитину, но пас не получился. И сейчас Горный Улус идет в атаку. Олег Олейников блокирует удар. Мяч в игре. Тем временем остается играть порядка 5,5-6 минут. Это я говорю с учетом того, что последние 2 минуты тайма у нас идут в формате чистого времени. Могли тут подправить и создать, конечно, проблемы для Василия Мартынова, но Василий Мартынов не дрогнул, остался на своей позиции и по реакции играл страж ворот мирнинцев. Олег Олейников. Геннадий Сергеев. Последнего игрока. Последним игроком выступает Геннадий Сергеев. Техника, умение пасоваться, конечно, позволяет. Никита Никитин. Сергеев. Каримов. Делает неправильную передачу и мог тут выбегать Алексей Григорьев. Но отскок был неудачнее, и мы знаем то, что мяч быстрее человека. Олег Олейников. Никитин на Каримова. Потеря. В атаке Горный Улус. Да, пытался пойти в обыгрыш Иван Иванов. Но мяч был потерян. Иван Иванов готовится ввести мяч в игру. Арбитр призывает отойти на положенные 5 метров мирнинцев. Дали удар, и Василий Мартынов не решил рисковать. На самом деле удар-то не самый сложный. Если бы мы играли в помещении, но Мартынов прекрасно понимает, что пыль имеется на ладонях, и решил не рисковать, просто кулаками выбил. Но неточная передача с углового, и мирнинцы выбегают в контратаку. Каримов почти получил мяч. Минутный перерыв для команды Мирнинского района. Алексей Денисов, рулевой мирнинской сборной, берет минутный перерыв. Таймер у нас остановился на отметке 2 минуты 13 секунд. Но по истечению этих 13 секунд, которые пойдут в формате грязного времени, у нас начинается чистое время со всеми остановками. А 2-0. Счет у нас по-прежнему такой. Результативными ударами отметились Никита Никитин и Геннадий Сергеев.
Ну и, конечно, плюс был супер момент с участием 7-го номера мирницкой команды, когда он растерзал прямо оборону Горного Улуса и хотел забить очень изящным ударом, перевесив вратаря. Но перекладина в том моменте сыграла за Горный Улус. Ну и видим, как Кайсаров, да, на правах капитана активно что-то объясняет своим товарищам по команде. Прозвучал свисток, и футболисты возвращаются на исходной позиции. Угловой идет. На угловой идет Вячеслав Ярославцев. Рядом с ним Инамжанов. Инамжанов получает мяч обратно. Очень красивая динамичная комбинация прервалась. И Василий Мартынов. Нет, было сыграно в мяч. Тут нарушения правил не было. Авсентий Филиппов. Передача на Алексеева. И хороший удар. Но Василий Мартынов сегодня очень спокоен, хладнокровен. Вот то, что появляется работа. Василий Мартынов справляется с ней спокойно. Вот еще один момент, и Василий Мартынов, наваливаясь направо, мяч переводит на угловой. Горный Улус берет минутный перерыв. Минутный тайм-аут. Аркадий Васильев сейчас, это тренер Горного Улуса, напомню, он сейчас будет, конечно же, вести работу со своими подопечными в плане того, что было бы неплохо им, да, до конца первого тайма отыграть хотя бы один мяч. Тогда задача заметно стала бы проще. Согласитесь, здесь все-таки разница начать второй тайм, отставая в счете на один мяч или же на два. Ну, другое дело, другой вопрос, что позволят ли мирнинцы. Обороняются представители Алмазного края очень надежно, очень качественно смотрится команда из Мирнинского района. Отведенная минута истекла, и футболисты возвращаются. Угловой у ворот мирнинцев. И удар сразу следует. Бьющего разыграли футболисты Горного Улуса. Хорошая передача и удар с носка. Василий Мартынов на месте. Так, смотрим. Угловой. Аут. Ну, идут, конечно, активно вперед футболисты Горного Улуса. Счет обязывает. После рикошета следует отбор. Инамжанов. Слева есть Никита Никитин. Как в обыгрыш пошел Инамжанов, но мяч потерял. Сейчас ответка Горного Улуса. Смотрим. 2 в 1 практически выходит Горный район. Успел вернуться Вячеслав Ярославцев. Выбил мяч. Есть удар. Олег Олейников блокирует. Еще один удар. Авсентий Филиппов пробивал. Инамжанов. Олейников играет на Никитина. Никитин. Последняя минута первого тайма. Стартовала последняя минута. Инамжанов делает передачу на Олейника. Олейник
уперся в соперника. И сейчас очень хорошо, так легко выбегают, да, футболисты Горного Улуса в контратаке. Легко имеется в виду очень на легких ногах. Инамжанов, Степан Степанов, Инамжанов, Олейников безадресную передачу делает. И еще одна возможность для футболистов Горного Улуса попробовать сократить отставание в счете. Две десятки у нас схлестнулись около центра поля. У Горного хорошо получаются длинные передачи. Мы видели, не раз они выводили, ну не то чтобы 1 на 1, да, но вот на опасную ударную позицию. Хорошо идут такие передачи. Но в плане мобильности, конечно, я думаю, преимущество у Горного Улуса. Последние секунды первой 25-минутки. Олейников, Инамжанов. И все, звучит свисток. Свисток, который отправляет футболистов на перерыв. Со счетом 2-0 продолжает лидировать команда Мирнинского района результативными ударами. Напомню, отметились Никита Никитин и Геннадий Сергеев. Друзья, оставайтесь с нами. В скором времени мы начнем просмотр второго тайма.
Рак не случается вдруг. Следите за органами дыхания. Если заметили хотя бы один из этих симптомов, обратитесь к врачу. Также не забывайте про ежегодную диспансеризацию. Это поможет своевременно обнаружить рак легкого. Выявление рака легкого на ранней стадии гарантирует излечение. Выбери жизнь. Исключи рак. Рак не случается вдруг. Следите за любыми изменениями на коже. Опухоли кожи могут возникать в любом возрасте и выглядят очень по-разному. При любом из этих симптомов обратитесь к врачу и пройдите обследование. Выявление рака кожи и меланомы на ранней стадии гарантирует излечение 98% больных. Выбери жизнь. Исключи рак. Рак не случается вдруг. Следите за работой желудка. При появлении этих симптомов обратитесь к врачу и сделайте фиброгастроскопию. Друзья, мы продолжаем смотреть первую четвертьфинальную игру турнира по мини-футболу в рамках 8 спортивных игр Республики Саха-Якутия. Встречаются на паркете у нас Мирнинский район и Горный Улус. Со счетом 2-0 ведет команда из Алмазного края. Сейчас она в атаке. Передача Степана Степанова не проходит. Но вот сейчас искал этой передачи Степан Степанов Вячеслава Ярославцева, но футболисты Горного района отбились. Ну, давайте пробежимся по составам играющих команд в начале тайма. Номинальные гости у нас сегодня футболисты Горного Улуса. Без номера играет Антон Алексеев, 23-й Руйдан Алексеев, 22-й Нюргун Николаев, 4-й Аистан Варламов, 11-й Алексей Григорьев, 7-й Иван Иванов, 6-й Александр Михайлов, 13-й Степан Слепцов, 5-й номер Нюргун Сафронов, 10-й Авсентий Филиппов, 8-й Альберт Яковлев и 17-й номер Джулустан Андреев, тренер команды Аркадий Васильев. Штрафной зарабатывают футболисты Мирнинского района. После розыгрыша мы озвучим состав мирнинцев. У мяча Геннадий Сергеев. Геннадий может зарядить с этой дистанции, мы знаем. Что у нас по стенке? Да, по-разному расставлены игроки Горного Улуса. Плюс там идет борьба. Степан Степанов активно толкается с футболистами Горного Улуса. И смотрим, Геннадий Сергеев будет бить. Да, удар, но не лучший удар, учитывая то, что пробивал-то Геннадий Сергеев. Он может зарядить очень сильно и очень точно. Ответная атака и удар с прицелом в дальний верхний угол от Аксентия Филиппова. Опасный момент и падение. Но свистка не было, или что в итоге решат, вернее, арбитры. Отворот. Мирнинский район. Стражи ворот. Это Павел Репин и Василий Мартынов, который сейчас на площадке. Хорошую встречу проводит 20-й номер Мирнинской команды. Очень надежен. Идем далее. Полевые игроки. Номер 2 Данил Каримов. 11-й Игорь Кайсаров, капитан команды. 9-й Никита Никитин, автор одного из забитых мячей. 8-й Олег Олейников. 13-й Александр Демидов. 5-й Степан Степанов. 4-й Вячеслав Ярославцев. 10-й Эльдар Инамжанов, которому нельзя уже фалить. Он висит на желтой карточке. И автор второго забитого мяча — это Геннадий Сергеев, тренер команды Алексей Денисов. Продолжаем смотреть. Заглохла атака Горного Улуса в центре поля. Мяч, тем не менее, остается у них. Авсентий Филиппов. Передача в центр. Потеря. Сейчас может получиться опасно. Хо-хо-хо. Вячеслав Ярославцев, да? Ну, попробуй потолкайся с таким габаритным игроком. Ну и первое нарушение правил мирнинцев во второй 25-минутке. Немного переборщил все-таки 4-й номер. И Горный район ищет возможности для проведения своей атаки. Перехват.
Геннадий Сергеев играет на Никиту Никитина. Никитин пробивает. Вратарь на месте. Ну, очень много времени, да, на площадке проводит Никита Никитин, вот Кайсаров, Степан Степанов и, конечно же, Геннадий Сергеев. До удара дело тут, скорее всего, не дойдет. Да, так и есть. В контратаку выбежать не получилось. Ну вот основную четверку Мирный активно наигрывает. Ну и погода позволяет, да, вот 1/4 играть долго, потому что у нас сегодня облачно. Например, при погоде, которая у нас стояла предыдущие дни, да, когда вот по-настоящему летняя жара, больше 30 градусов, то 1/4 так долго играть, конечно, было бы сложно. Неточный удар. Я напомню, что у нас уже стартовала стадия плей-офф турнира. Групповой этап завершен. Команды, которые вышли в плей-офф, вот сегодня сыграют. И передача вдоль ворот. И Никита Никитин должен был оказаться на дальней штанге. Но 9-й номер, конечно же, не успел подойти к нужной позиции. Ну так вот, сегодня уже сыграли в рамках утренней программы, так назовем, да, команды, которые оспаривают у нас 9 и 11 место. Вот состав этих команд мы уже знаем. Завтра, я так полагаю, что программу откроет именно матч за 11 место, и следом в стык пойдет матч за 9 место. Геннадий Сергеев тут вновь блестяще всех обвел, и Никита Никитин гол забил, но мяч пересек линию перед тем, как Геннадий Сергеев делал эту передачу. Здорово было бы посмотреть повтор и убедиться, да, в решении судьи. А, нет, нарушение правил. Ну так гол забит же. Да. Штрафной. Посмотрим. Никита Никитин делает передачу в сторону центра. И Василий Мартынов тут не стал мудрить и просто выбил мяч в сторону соперника. Но Геннадий Сергеев, конечно, да, делает разницу на площадке. Все-таки человек из высшей лиги России. Но Геннадий Сергеев, конечно же, не подписанный, да, человек, как мы называем их на этом турнире. То есть это он не менял прописку, прописка у него мирного. Вообще Геннадий Сергеев — это человек, с которым ассоциируется мирнинский мини-футбол, в частности Алмаз Алроса. Ну тут да, конечно, значит, было нарушение правил, и почему я вот озадачивался, да, почему гол не засчитали. Свисток был уже после момента дан, ну вот все-таки мяч линию пересек, но нарушение правил уже было до этого, поэтому судья, да, разобрался. Все правильно. Инамжанов. На площадке появился Александр Демидов. Ну, что-то мы не видели давненько, да, вот опасных выпадов в сторону ворот в исполнении футболистов Горного Улуса. Вот. Что-то они часто используют вот эти вот верховые передачи. Низом, видимо, ну, не получается, да, на перехватах. Мы помним в первом тайме, как здорово действовали мирнинцы. Авсентий Филиппов смещается в центр и пробивает, и рикошет опасный. Ну вот видим, да, Василий Мартынов сейчас тоже подскользнулся. Проблема с пылью, но все
При равных условиях, на равных условиях. Подошвы скользят у всех одинаково. И вот здорово! То, чего как раз мы хотели. Заговорили об опасных атаках в исполнении горных футболистов Горного Улуса. И вот вам, пожалуйста. Очень здорово провели атаку. Красивая комбинация. Несколько попыток пробить. Но Мирный выстоял. Начинает атаку футболисты Мирнинского района, но тут до Каримова передача не дойдет. Олег Олейников. Демидов играет с Ярославцевым. Вновь Ярославцев. Аккуратненько Демидов стелился в подкат. С надеждой на то, что мяч кого-либо коснется и отправится на ворота. Решили разыграть, да, вот так футболисты Горного Улуса. Навес, и Василий Мартынов очень уверенно сыграл на выходе. Мирнинский район, второй фол. Предупреждение получил тренер команды Мирнинского района Василий Мартынов. Нарушал правила Мартынов. При этом разыграли без свистка. Так, что у нас тут? Сигнализировал ли судья о том, что играть надо строго по свистку, или это правило касается настолько большого футбола? Желтая карточка за самодеятельность получает Алексей Григорьев. Ну и, конечно, не согласны футболисты Горного Улуса. Но тут, с одной стороны, да, конечно, арбитр ведь объяснял, да, футболистам Мирнинского района мотивы своего принятого решения. И смотрите, это очень опасная позиция, вот практически пенальти. Есть удар. Так, и звучит снова свисток. Что на сей раз? Отворот. Нет, не отворот. Мяч. Стандартное положение в пользу мирнинцев. Геннадий Сергеев запускает мяч по воздуху вперед. Каримов хорошо играет на перехвате. Не получилось сделать передачу вдоль ворот. На месте Вячеслав Ярославцев. Еще один аут в пользу Горного Улуса. Олег Олейников, Никитин, извиняюсь. Никитин не смог мяч обработать. С мячом футболисты Горного Улуса. Есть удар. Алексей Григорьев показал пару обманных движений и с левой ноги решился пробить. Никиту Никитина остановили. Тем не менее, мяч по-прежнему у мирнинцев. Никитин. Геннадий Сергеев. Показал, что будет давать пяткой на Ярославцева, но пошел дальше и перевел мяч на Каримова. Каримов бьет. Штанга. И тут же Каримов на всех парах помчался обратно в свою зону и в подкате в последний момент успел выбить мяч из-под ноги своего соперника. Аут. Иван Иванов будет вводить мяч в игру. Бьющего разыграл он вместе с Алексеем Григорьевым, но удар получился неудачным. Никитин пяткой оставляет мяч на Геннадия Сергеева. Ярославцев. И в центр на Никитина. Но тут очень здорово в подкате сыграл футболист Горного Улуса Иван Иванов. Так, Аксентий Филиппов сыграл с Григорьевым. Получает мяч обратно Аксентий.
передача на правый фланг, куда должен был, по всей видимости, сместиться Григорьев. Но футболист Горного Улуса не успел. Геннадий Сергеев. Ярославцев. Мягкая передача на Геннадия Сергеева. Подрабатывает мяч себе на ход пяткой. И после этого на 7-м номере Мирнинского района нарушается правило. Нарушение правил и стандартное положение. Стенка из 2 человек. Ну и сам Геннадий будет пробивать или делать передачу. Это передача и перехват. И сейчас можно было выбежать в контратаку, но немножко Ярославцев, да, вот придержал своего соперника руками. И гол все-таки. Все-таки гол. Аксентий Филиппов. Так, свисток. Нет, все нормально. Этот свисток был связан с желтой карточкой, которую арбитр показал кому-то из игроков на скамейке запасных. Аксентий Филиппов, его гол полностью легален. Ну, дадим должное Аксентию. Ведь в начале, да, его забега придерживали рукой Филиппова, но Филиппов не стал падать, остался на ногах и дело завершил. Так, ну у нас тут нарушение правил. Не прав в этой ситуации Олег Олейников. Очень жестко сыграл. Так, судьи просят возобновить матч с места фиксации нарушения правил. Все дается добро. И сейчас бить будет, по всей видимости, Аксентий Филиппов. Мяч остался у представителей Горного Улуса. А вот в их пользу Миргун Сафронов передает право вести мяч в игру Аксентию Филиппову. И Аксентий Филиппов, что делал 10-й номер Горного Улуса, не совсем понятно. Кайсаров делает передачу на Инамжанова. Сейчас уже с мячом Демидов. Передача вперед. Олейников. Кайсаров. Доходит передача до Олега Олейникова, который уже оказался здесь. Хорошее движение демонстрирует футболисты Мирнинского района. Никита... Нет, это Олег Кайсар. Олег Олейников. Демидов. Кайсаров. Филиппов встречал Кайсарова. И сейчас вот с Инамжановым Филиппов вступил в борьбу за мяч. Аут в пользу мирнинской команды. Кайсаров вводит мяч в игру. Олег Олейников. Да, проникающая передача. Не дошла до адресата. Ну, Кайсаров тут подстраховал, да, своего вратаря. Перенаправил мяч, сменил траекторию угловой. Аксентий Филиппов играет последнего защитника. Да. Несмотря на весь опыт Игоря Кайсарова, в этом эпизоде вот нечто такое забавное, да, получилось. Олег Олейников отправляет мяч в аут. 7 минут 30 секунд остается. Ну и не забываем о том, что последние 2 минуты у нас идут в формате чистого времени. Неудачно ввели мяч с аута футболисты Горного Улуса. Но вот сейчас доходит мяч до Альберта Яковлева. Тот хотел развернуться и, конечно же, в этот момент глазами искал набегающих сокомандников. Но, по сути, Альберт был один. В этом эпизоде Никита Никитин демонстрирует хороший дриблинг. Передача налево на Олега Олейникова.
Кайсаров. Передача на Олейникова. Правым флангом атакуют мирницы. Удар с прицелом в верхний левый угол от Никиты Никитина. Тает время, и счет-то у нас скользкий, 2-1. Напомню, что тут даже напоминать не стоит. Понятное дело, что в четвертьфинале ничьи быть не может. В случае невыявления победителей в основное время будут 2 экстра тайма по 5 минут. Если же будет ничья по итогам дополнительного времени, то будет назначена серия пенальти. Команды будут пробивать по 3 удара. Звучит свисток. Фалят мирнинцы. Мирнинский район, 5-й фол. Уже 5-й фол. На 5 фолах висят мирнинцы. И теперь за каждое нарушение правил, за каждое последующее нарушение правил арбитры будут ставить мяч на 10-метровую отметку. Вот этими прекрасен, да, мини-футбол, то, что все правила этого замечательного вида спорта придуманы с целью того, чтобы игра была динамичной, чтобы участники соревнований не играли скучный футбол, антифутбол, как хотите. Вот сейчас, например, Горный Улус, конечно, остаток времени проведет в атаках, и они прекрасно тоже знают, что у мирнинцев 5 фолов. И вот все эти обстоятельства, конечно, добавляют такой дополнительный накал. Мирнинцам сейчас фолить нельзя. Футболисты Горного района сейчас активно пойдут вперед. И футболистам из Алмазного края нужно будет обороняться, отбирать мячи в рамках правил. В противном случае будет назначен 10-метровый удар. Ну и посмотрим, что придумают футболисты Горного Улуса. Какая заготовка будет использована, или же будет прямой удар. Да, есть прямой удар, в стенку попадает мяч. Аут. Удар блокирует Кайсаров, угловой. Авсентий Филиппов идет подавать, делать передачу. И Руйдан Алексеев бьет сходу с левой. Получилось неважно. Ну, а теперь уже Алексей Денисов, тренер мирнинской команды, берет минутный тайм-аут. Уверен, что, конечно же, сейчас Алексей Денисов будет просить своих подопечных играть максимально аккуратно. Ну, а времени-то очень много. 4,5 минуты. 2 минуты 32 секунды пойдут грязным временем. И оставшиеся 2 чистым. Учитывая это, вот сколько еще играть, да? И без возможности нарушать правила. Ну и интересно, решатся ли представители Горного Улуса выпустить 5-го полевого. Ну, хотя, учитывая то, что на 5 фолах, да, висят мирнинцы, я думаю, то, что не станут прямо сейчас выводить 5-го, но в ближайшее время, да, 5-го полевого. Уже ближе к концу, да, уже будет чистое время. Там, наверное, уже будет выпускать 5-го. Наступил на мяч Ярославцев. Навесная передача не принесла плодов.
Ну, тут, да. Алексей Григорьев прикрывал мяч своим корпусом. Может быть, в надежде на то, что сзади прилетит по ногам или будет толчок сильный. Но нет. Конечно, при возможности футболисты Горного Улуса будут подставляться, да, под дальний удар. Василий Мартынов несколько неуверенно, но все же отводит угрозу от своих ворот. Будут подставляться под фолы, да, конечно же, футболисты Горного Улуса. Это понятное дело. Все-таки 10-метровый удар – это отличная возможность для взятия ворот. Аут в пользу Горного Улуса. Аксентий Филиппов простреливает вдоль ворот. И сейчас хорошая возможность пробить. Есть удар, блокируется. Доходит мяч до Ивана Иванова, который откатывает мяч назад. И очередной удар Алексея Григорьева. Олег Олейников. Спокойно начинает атаку своей команды. Иван Иванов. Григорьев отыгрывает назад на Ивана Иванова. Передача вперед. Иван Иванов хорошо находит передачи пасом своего сокомандника. Урейдан Алексеев хорошо обыграл соперника. Но тут Кайсаров, о чем он сигнализирует? О том, что не впалил или же не касался. Но угловой все-таки. Алексей Григорьев будет вводить мяч в игру. Ох, Аксентий Филиппов пробивал с опасной позиции, но в створ не попал. Стартовали у нас последние 2 минуты от чистого времени. И я так полагаю, что мы в скором времени дождемся выхода 5-го полевого. Геннадий Сергеев делал верховую передачу на Никиту Никитина. Не прошла эта идея. Ярославцев перехватывает мяч. И тут Никита Никитин. И пробивает Никита Никитин. Так, ну тут не без труда, но вратарь Горного Улуса все-таки справляется с этим эпизодом. Нет, ну тут, да, действительно, пока свисток не звучит, потому что была верховая борьба. И я бы не сказал, что футболист Мирнинского района акцентированно атаковал уже находящегося в воздухе вратаря. И я думаю, то, что судья тоже так же сейчас трактует этот момент. Так, непонятно, но если вы штрафной разыгрываете... нет, все-таки да. 5-й полевой появляется в составе Горного Улуса. Фол не зафиксирован. Играем дальше. Так, у нас тут свисток за свистком. Давайте посмотрим, в чем дело. Ну, аут. В пользу... Нет, не аут. Минута 40. 30 остается. Удар. 5-й полевой, так как вратарь в порядке. Иван Иванов в спешке вводит мяч в игру. Посмотрим, как Горный Улус будет катать своих соперников. 5 полевых играет. Иван Иванов делает передачу на Аксентия Филиппова. Есть удар. И Василий Мартынов сразу набрасывает вперед. Кстати, вот хорошая возможность. Хорошо убирает мяч под правую ногу Урейдан Алексеев. Но Никита Никитин вернулся и угрозу нейтрализовал. Кстати, интересный момент. Горный Улус играет в 5 полевых без обратной замены вратаря. 5-й полевой постоянно остается. Ну, видите, все, минута осталась. Минута чистого времени. Но тут череда прям ошибок с обеих сторон. Ну, как-то небрежно
разворачивался Нургун Сафронов. Тут, когда он обернулся, уже его настиг футболист мирнинской команды. Арсентий Филиппов показал, что будет бить, но делает передачу на правый фланг. И вот здесь удар. И этот удар превратился в передачу. И вновь Уридан Алексеев был в числе главных действующих лиц этого эпизода. Василий Мартынов. Верхом, да? Уже вторую атаку к ряду. Мартынов отправляет мяч вперед. Но тут Олег Олейников все делал, конечно же, правильно. Он прикрывал мяч корпусом. Выиграл порядка, не знаю, там 10 секунд, 7. Ну и без нарушения правил футболисты Горного Улуса мяч отобрали. Да? Интересный момент. Вот пятый полевой. Видно, что все-таки полевой игрок. Он бросил мяч в игру и в аут отправил в игровой снаряд. И смотрите. Ну это точка. 3-1. 3-1. Степан Степанов принимает поздравления. Мы также его поздравляем. Ну, казалось бы, да, вот это вот то, что тактическое решение. То, что Мартынов отправляет мяч верхом. И там идет игра на затяжку времени. Как, например, Олег Олейников прикрывал мяч корпусом. И смотрите, вот эта затея все-таки имеет и атакующий потенциал, да, как оказалось. Степан Степанов. Ну, проглядели, конечно, футболисты Горного Улуса. И Степан Степанов без проблем переиграл соперника. 3-1. Но отыграть 2 мяча — это очень сложная задача. И, конечно, на это времени-то и не осталось. Звучит финальный свисток, который фиксирует победу Мирнинского района со счетом 3-1. Мирнинский район таким образом выходит в полуфинал турнира. Напомним, что результативными ударами отметились Никита Никитин, Степан Степанов и Геннадий Сергеев. В составе проигравших взятие ворот провел Арсентий Филиппов. С вами футбол смотрел Власий Сергеев. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию хайлайт прошедшей встречи. И призываем вас оставаться на нашем телеканале сейчас на этой площадке, на хоккейном корте. Но не прямо сейчас, а в скором времени, в ближайшее время начнется трансляция состязаний по аэробике. Оставайтесь с нами, занимайтесь спортом и будьте здоровы!
Андрей Сандоминович, здравствуйте. Здравствуй, Максим. Уже около месяца якутская команда находится здесь, в Донецкой области, в городе Кировское. Давайте объясним, что здесь делают наши ребята. Я думаю, что сегодня здесь, на Донбассе, решается вопрос не только свободы Донбасса, не только свободы для жителей Донбасса на собственный путь развития, так, как они желают, за свободу общаться на своем языке, развивать свою культуру. Ровно такие же вопросы сегодня решаются в целом для страны. Вы видите, какой глубинный процесс изменений, геополитических изменений вызвал, в общем-то, региональный конфликт. Это говорит о том, что сегодня здесь решается вопрос будущего для всей нашей страны, для всех наших, собственно говоря, соотечественников во всем мире. И решается вопрос, будет ли на планете многополярный мир, или все-таки победит идея однополярного мира, когда в Вашингтоне будут принимать решения быть Якутии, не быть, развиваться якутскому языку, не развиваться, как должны жить люди в Арктике, как должны жить люди в Москве. Вы понимаете, о чем я говорю? Посмотрите, как западный мир реагирует. Им даже не нравится образ нашего президента Владимира Владимировича Путина. Они категорически отрицают, что Россия, россияне должны решать вопросы своего развития, свое будущее самостоятельно. Они же нас всячески пытаются ограничить в экономическом развитии, теперь уже и в культурном развитии. Они отменяют русскую культуру, то ровно так же они отменят скоро якутскую культуру. Вот именно об этом сегодня мы говорим здесь. И Донбасс просто оказался на переднем краю этого глобального противостояния, которое сегодня разворачивается в мире. Россия не одна в этой борьбе. Мы сегодня видели недавно саммит стран БРИКС, ШОС. Мы видим сегодня, что многие большие страны, такие как Китай, Индия, Южная Африка, Бразилия, Аргентина, Иран и многие другие, они рядом с Россией, и они поддерживают Россию, потому что считают, что для них тоже невозможен путь развития такой, какой им утвердят в Вашингтоне. Вот именно поэтому мы здесь сегодня находимся и подставляем свое плечо жителям Донбасса в этой борьбе. Но борьба здесь идет и на фронте, где принимают участие и наши земляки из Якутии, и их очень немало. Находясь здесь и общаясь с военными и с другими представителями других структур, мы знаем, примерно догадываемся, где они, сколько их. С некоторыми из них даже удается встречаться нам, поддерживать, прежде всего морально, психологически поддерживать. Но сегодня очень важна и поддержка здесь, в относительном, собственно говоря, тылу. Давайте поговорим о самом городе Кировское. Сколько здесь живет человек и как далеко отсюда находится фронт? Все-таки мы сейчас с вами в тылу. Город Кировское находится сегодня примерно в 40, сейчас около 50 километров от линии боевого соприкосновения, как здесь называют фронт. Частенько мы слышим, как работают системы ПВО в небе и над Кировском, и над соседними городами. Но это все-таки тыл, и здесь необходимо сегодня уже строить новую мирную жизнь. Мы по предложению донецкой стороны взяли шефство над развитием города Кировского. Город Кировский – это небольшой город, примерно 25 тысяч жителей. Многие мужчины находятся сегодня, выполняют свой долг на фронте. В разгар лета, конечно, мы все уже думаем о том, что наступит осенне-зимний период, и мы стараемся помочь городу подготовиться к этой зиме очередной, подготовиться к очередному учебному году.
Сюда поставляется гуманитарная помощь различная и предметы первой необходимости, медицинские препараты, которые необходимы здесь в городской больнице. Мы помогаем подремонтировать теплосети, котельные. Только наше присутствие здесь, оно дорогого стоит для местных жителей, потому что они видят, что Россия пришла, и пришла сюда навсегда. Они живут мечтой стать частью России. Андрей Санаминович, прошла рабочая встреча, рабочий визит главы республики сюда. Резюмируйте немножечко, что удалось сделать, какие, может быть, соглашения или наработать на будущее какие-то действия. Сюда делегация нашей республики прибыла по поручению Илдархана нашего, Арсения Сергеевича Николаева. И он прилетал сюда для того, чтобы посмотреть, что удалось сделать за тот неполный месяц, который мы здесь находимся и работаем. Также было подписано соответствующее соглашение о нашем взаимодействии и сотрудничестве. Арсений Сергеевич, вместе они поработали с председателем правительства Донецкой Народной Республики Виталием Павловичем. Эта встреча, она заложила основу на многие годы вперед о сотрудничестве между Донецкой Народной Республикой и нашей республикой Саха-Якутия. Но если говорить конкретно о городе Кировском, то вчера появилась здесь идея, и я думаю, что она может быть осуществлена, чтобы город Кировское и наш город Нерюнгри, шахтерские города, стали городами-побратимами. Мне кажется, это будет реализовано в ближайшее время. Гуманитарную помощь, которую сюда была доставлена от шахтеров Нерюнгри, очень с большой благодарностью была принята здесь. Мы ее распределили между социальными учреждениями города. Сегодня здесь работает также представитель нашей одной из угледобывающих компаний с тем, чтобы оказать содействие в развитии шахты «Комсомолец Донбасса». Это крупнейшая шахта ДНР, значит, и она обеспечивает 70% потребления угля на электростанциях Донецкой Республики. Мы также видим возможности обмена по линии нашей культуры, спорта. Безусловно, я думаю, полезным было бы обмен опытом между педагогами, встречи различные между школьниками. Здесь также развивается юноармейское движение, вот конкретно в Кировском и в целом на Донбассе. Мне кажется, что наши педагоги могли бы поделиться своим опытом работы в тех стандартах России, которые сегодня они работают у нас в Якутии, но и педагоги, и дети школ Донбасса очень много могли бы рассказать о патриотическом воспитании, потому что, прожив 8 лет в условиях войны, не прекращающейся, это, конечно, очень большой опыт того, как можно побеждать вот в таких условиях. Мне кажется, это дорогого стоит, и нам обязательно надо общаться, встречаться, поддерживать друг друга, потому что без такого патриотического отношения, без любви к родине невозможно построить свое свободное будущее. Здесь это все понимают от мала до велика. Если говорить конкретнее, давайте обозначим фронт работ. Чем занимается здесь якутская бригада? Мы сегодня помогаем отремонтировать и подготовить к учебному году 2 школы. Одну мы делаем большой ремонт, во второй мы будем помогать, перекроем крышу, поможем по отоплению, некоторые окна заменим. Это все раны прошлой войны, потому что шла война непрерывно, недостаточно средств было, и многие здания системы ЖКХ пришла, в общем-то, достаточно такое в аварийное состояние. Мы помогаем по теплосетям отремонтировать кое-какое оборудование в котельных, в насосных группах. Мы несколько домов поможем перекрыть кровли, где течет действительно очень сильно. Есть здесь 2 здания, которые до сегодняшнего дня не приведены в нормальное состояние после прямых попаданий снарядов. Договорились, что мы поможем их отремонтировать. Небольшие работы мы планируем провести в Доме культуры, который сегодня является единственным таким объектом, где проходит организованный досуг горожан. Также мы приступили сегодня к ямочному ремонту городских улиц, к восстановлению освещения там, где его
на сегодняшний день нет. Вот примерно такие работы, если говорить конкретно, запланированы. Но это по силам, на самом деле, республики. Когда мы рассказываем, сколько школ и детских садов у нас сегодня строится в республике и ремонтируется, но здесь это вызывает просто восхищение и еще большее желание, конечно, быть в России. Потому что таких программ, как переселение из аварийного ветхого жилья, капитальные ремонты домов культуры, школ, дошкольных учреждений, здесь не было 30 лет. Это не только 8 лет войны, это все годы после развала Советского Союза. Никаких капитальных вложений в социальные объекты здесь не проводилось. И когда мы рассказываем, как живут у нас в России, как подходят к этим вопросам, конечно, значит, у них вызывает много вопросов, удивления, восхищения тем, как организована жизнь у нас. И они тоже хотели бы жить именно так. И вот наше присутствие здесь их просто в этом ободряет. Они становятся увереннее в том, что борьба их, многолетняя борьба, значит, за свое будущее, хорошее будущее, она уже на финише, и она правильная. Я так понимаю, мы поможем и в восстановлении центральной городской больницы. Значит, мы там поможем провести ремонт кровли, которая протекает очень сильно. Поможем заменить лифт для перевозки тяжело больных. В больнице лечится достаточно много пациентов, раненых на войне. Мы также уже помогаем им с медикаментами. И эта помощь действительно для них очень-очень необходима. Думаем, что поможем по ряду позиций в оборудовании. Когда Арсений Сергеевич посещал в том числе больницу, встречался с ранеными, он обратил внимание на то, что оборудование здесь 60-х, 70-х годов прошлого столетия. Например, в хирургическом отделении вот осветительные лампы, они не все вообще горят, значит, но вот в таких условиях работают здешние медики, но они работают с очень большим энтузиазмом. Это тоже вот говорит о том, что действительно наша помощь необходима. Мы договорились, что будем ее оказывать, в том числе делиться собственным опытом развития городов. Мы сегодня думаем о том, чтобы помочь им создать схемы вода, газа, снабжения, отопления, поскольку таких схем и вообще генерального плана развития города Кировского нет. И это нас тоже очень сильно удивляет, как можно было 30 лет вот жить без генерального плана. На что нам просто отвечают, что, в общем-то, большой необходимости в этом не было, потому что ничего не строилось, ничего не развивалось. И это на самом деле так, это плачевно, что здесь как бы жизнь в своем развитии остановилась на 30 лет. Андрей Александрович, спасибо вам за беседу. Спасибо вам. Совместно с компанией «Алроса» нами проводятся совместные исследования по программе сохранения дикого северного оленя, летно-оленевской популяции. Благодаря компании устанавливаем новые ошейники, которые показывают поведение. Эти ошейники разрабатывались и тестировались в Якутии. Аналогов в мире по поведению нету. Также совместно с компанией «Алроса» мы провели авиаучет дикого северного оленя, где определили численность его. Беречь и сохранять, заботиться и вдохновлять. «Алроса» – якутская компания.
Андрей Кривошапкин родился 17 октября 1940 года в селе Себян-Кюль Кобяйского улуса в ивенской семье оленеводов-охотников. Детство его прошло в бескрайней тайге в стойбище. Отважному сыну Севера было предназначено судьбой приблизить и приумножить события, ставшие решающими для малых северных народов. Прежде всего о родном крае, о родной природе, про свое детство, про мать, о жене, о детях. Если где родина, там есть мои люди, мои друзья, мои земляки и сородичи. Важнейшие достижения северян прошли с участием или при поддержке Андрея Васильевича. Открытие кафедры северной филологии в Северо-Восточном федеральном университете имени Максима Кировича Амосова и Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук. Разработка программ деятельности кочевых школ, создание и деятельность телерадиостудии «Геван», газеты «Илькен», открытие Дома народов Севера и открытие Театра коренных малочисленных народов Севера и ведение должности уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха-Якутия. Он был инициатором первого Всероссийского съезда эвенов. По инициативе и при активном участии Андрея Васильевича были приняты жизненно важные для народов Севера законы. Самое главное, мы добились того, что сейчас в республике на всех уровнях государственной власти устойчивое внимание и желание помочь, поддержать наши народы в решении их многочисленных проблем. Вот это самое главное наше достижение. Андрей Кривошапкин издал более 70 книг, автор многих учебных пособий для эвенских школ, учебников, изданных на русском и эвенском языках. Работая в местах проживания своих избирателей, не оставлял без внимания ни одно обращение от населения. Оказывать нуждающимся и пострадавшим реальную поддержку и помощь – это жизненное кредо Андрея Васильевича Кривошапкина. Ганал беме мутту як тун катчебежин. Мутту жавскайт хорал ла задар спиле тагаттил хавантал лагун мирал багачанжул як бежин мутту тарит декан тойдит декан тагшеддат. Бон ян тарап дапки ганга хунто маргаванаганы кан ана ганал жугудун гургат тажар хуйрил нада. Жуласке мутту хариннат хардит элкан мишет таракам. Як тургат чевичит, як бургаминка багачавен мат декан жулас гана жанчи. Добрый день, уважаемые телезрители. Сегодня по телеканалам НВК «Саха» и Якутия-24 мы будем с вами в режиме прямой трансляции наблюдать за соревнованиями по фитнес-аэробике. Надо отметить, что, наверное, это один из зрелищных видов спорта, потому что чего стоят только одни костюмы выступающих участниц. Вот прямо сейчас идет объявление о том, что действительно начались соревнования. Сегодня комментирую этот вид спорта для вас я, Надежда Саханская, и вместе со мной Айталина Сыроватская. Айталина, добрый день. Добрый день, дорогие слушатели. Прямо сейчас перед нами начинается соревнование по фитнес-аэробике. Фитнес-аэробика – это вид спорта, официально зарегистрированный во Всероссийском реестре видов спорта. Это один из самых молодых видов спорта, быстро развивающихся по всему миру, популярно, да? Ага. Это зрелищный командный вид спорта, который требует много энергетических затрат и общей физической подготовки. Безусловно, это же и самый главный упор здесь идет на эстетику. Это на самом деле увлекательный вид спорта. Давайте поговорим пока идет представление команд, так как жеребьевка уже состоялась, о вашей федерации.
Так, наша федерация организована с 2003 года в городе Якутске. Далее республиканскую аккредитацию она прошла в 2005 году. Исполнительный директор федерации Лилия Петровна Дмитриева. В этом году проводился 18-й чемпионат Республики Саха-Якутия. В спортивных играх республики этот вид спорта проводится в 3-й раз. В Намском улусе 2014 года, в Амгинском улусе в 2019 году. И вот сегодня в селе Барагонцы у Салданского улуса проводится 3-й раз. Давайте поговорим тогда о командах, кто у нас сегодня выступает, потому что сейчас идет полностью представление команд. У нас есть и Чурапчинский, Вилюйский, и Верхоянский улус, к которому я испытываю отдельную любовь, также Нюрбинский, Горный, Усть-Алданский, сборная Северо-Восточного федерального университета, Мегино-Кангаласские участницы, Хангаласские, Намские и столицы нашего региона, и сунтарские спортсменки. Отмечу, что 2 апреля этого года на чемпионате Республики Саха-Якутии по фитнес-аэробике отобрались именно эти команды, 12 команд. Да? На чемпионате приняло участие 150 спортсменов из 21 команды. И сегодня мы увидим их выступления. Команды были подготовлены, выступили все на высоком уровне. Конечно же, были моменты падения, поражения. Была очень высокая конкуренция между командами. И по итогам чемпионата первое место заняла сборная команда города Якутска, второе место заняла команда Мегино-Кангаласского улуса и 3-е место команда Усть-Алданского улуса. То есть, Айталина, мы так с вами можем говорить о том, что это действительно фавориты сегодняшних состязаний? Да. Да. Поговорим тогда давайте и о судейском составе. Сегодня у нас на соревнованиях гость, председатель судейского комитета Федерации фитнес-аэробики России, это Юлия Васильевна Котельникова. Она старший судья соревнований по сегодняшнему мероприятию. Также есть судьи республиканской категории по технике. Это Лена Винокурова, Анна Сотникова, Лилия Дмитриева. И судьи по артистичности Лена Сивцева и Любовь Борисова. Да. Только что объявили о том, что сейчас будет начата программа. Давайте же понаблюдаем за тем, за очередностью выступлений. Естественно, обратим внимание на костюмы, музыку и технику и артистизм. Сейчас у нас выступает команда Сунтарского улуса, сборная команда Одуну, название. В составе команды 8 спортсменок. Ульяна Васильевна Максимова, Карина Егоровна Никанорова, Колымана Васильевна Ларионова, Айталина Афанасьевна Афанасьева, Наталья Андреевна Попова, Милена Николаевна Наумова, Амина Александровна Иванова и Виолетта Романовна Наговицына. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Следует отметить полную синхронность и единство движений. Такое зрелище не может не завораживать. Мы слышим также еще и крики болельщиков, которые очень ярко и сердечно переживают, возможно, за своих землячек. Но действительно, посмотрите, уважаемые зрители, насколько все технично и завораживающе. Да, очень сложные элементы выполняют, конечно. Очень интересный элемент только что был. Касание рук, переворот идет. Цветовое сочетание костюмов очень необычно. Я вижу, возможно, это этнические какие-то узоры, которые нас отсылают как раз к родному улусу выступающих. Сейчас в данный момент были включены очень много элементов из спортивной аэробики, то есть там касания, перевороты, да. Это уже как бы дает очень нагрузку большую. Прекрасное выступление. Молодцы, девочки. Соответственно, и макияж у выступающих девушек также перекликается с формой выступления, имеется в виду с костюмом. Далее у нас на очереди выступает следующая команда. Команда Вилюйского улуса, сборная команда Оленск.
Хотелось бы отметить еще вот время выступления 1 минута 45 секунд. Темп музыки должен находиться в пределах 150-60 ударов в минуту. Это очень большая нагрузка, интенсивность, да, выступления. Судьями оценивается сложность движения, интенсивность исполнения, разнообразие движений. Конечно же, качество исполнения, хореография, музыкальное сопровождение, синхронность исполнения и презентация. Это уверенность и эмоциональность группы. Красивой, ровной, выстроенной походкой выходят девушки из другой команды. Они также поразят нас своим выступлением. Это Вилюйский улус. Да, Вилюйский улус. В составе команды 8 спортсменок. Даяна Анатольевна Прокопьева аэробикой занимается 2-й год. На спартакиаде выступает 2-й раз. Мария Филипповна Ионова занимается фитнес-аэробикой 3-й год. Выступление спартакиады 2-й раз. Михайлова Даяна Александровна, студентка СВФУ, аэробикой занимается 3-й год, выступает тоже 2-й раз. Сахая Егоровна Яковлева, артистка театра, народного театра танца РЛ, аэробика занимается 2-й год, выступает тоже 2-й раз. Скажем, команда уже комплектованная, 2-й раз, половина команды уже выступает 2-й раз вместе, да. Далее Анастасия Александровна Неустроева, аэробика занимается 1-й год, выступает тоже впервые. Кюне Никитична Николаева, аэробика занимается 1-й год, выступает тоже впервые. Саина Николаевна Мякишева, студентка СВФУ, тоже впервые выступает на спартакиаде. И Юлия Петровна Федорова, балетмейстер районного культурного центра народного творчества Вилюйского улуса, занимается аэробикой с 2005 года, выступает 2-й раз. Юлия Петровна, она капитан команды, тренер, хореограф, постановщик программы команды, да? Но постановка действительно, это, как ты только что отметила, это, Алина, да, повторюсь, единство команды, укомплектованность, все это видно невооруженным взглядом. Возможно, здесь еще на руку будет сыграно то, что есть культурная профессиональная деятельность за плечами, которая только и помогает поднять качество, уровень выступления. Надо отметить, что и погода сегодня довольно-таки хороша, благоволит, потому что на свежем воздухе такие выступления, как мне кажется, смотреть куда приятнее. Более того, это все происходит здесь, в селе Барагонцы, на хоккейной коробке, на паркете, где не так давно завершились одни из соревнований по мини-футболу, которые также продолжатся вплоть до закрытия спортивных игр народов Якутии. Сейчас волонтеры протирают пол, но это грамотно. Это необходимо для того, чтобы обезопасить, да? Да, обезопасить выступающих, чтобы ничего не случилось. Ну а у нас на очереди еще одна команда. Мы можем пока поговорить о ней. Да, ну команда Чурапчинского улуса «Феникс», сборная команда. Тренером является Вера Накентьевна Мосова, отличник Республики Саха-Якутия. Уже 17-й год тренирует своих спортсменов. В составе команды 8 спортсменок, половина из них выпускницы Чурапчинской школы. Карина Егоровна Наговицына, студентка, 10 уже лет, занимается, 5-й раз выступает в спортивных играх, то есть уже имеет большой опыт со школьных времен, да. Дарья Константиновна Филиппова, студентка, 4-й год занимается, выступает 1-й год. Лилия Егоровна Дичковская, 5-й год занимается, 5-й год выступает, то есть они выступали ранее за категорию юниоры. Далее Наина Гавриловна Платонова, студентка СВФУ, 8-й год занимается спортивной фитнес-аэробикой, извините, пожалуйста, 6-й год выступает. Далее Сардана Васильевна Оконешникова, выпускница Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта. 2-й год занимается и 2-й год выступает на спартакиаде. Да? Сардана Алексеевна Макарова,
выпускница Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта. 10-й год занимается, выступает 6-й год. И Сахая Александровна Попова 5-й год занимается, 5-й год выступает. Саяна Александровна Местникова, студентка АГИКИ, 6 лет занимает, 6 лет занимается, 2-й год выступает. Не хочется быть предвзятой в комментаторстве этого вида спорта, но я думаю, что вот Чурапчинский улус, он же и славится своей спортивной школой. Оттуда родом очень много людей, которые продолжают свою профессиональную карьеру именно в спорте, в различных видах спорта, надо отметить. Очень красивые элементы сейчас вы видите на своих экранах. И музыка, да, программа 150. Интересная, сложная, да. Музыкальное сопровождение 150-160 ударов в минуту дает о себе знать. Оно вроде как, если смотреть со стороны, начинает заряжать чем-то таким положительным и движущим. Но на самом деле стоит представить, насколько непросто приходится сейчас выступающим. Спасибо команде. Завершилось еще одно выступление. Вообще в основе программы по фитнес-аэробике, да, лежат движения высокоударной аэробики, основанные на постоянных прыжках и бегах, да, без остановки в течение вот заданной времени. Используется музыкальное сопровождение с четко различной ударностью. Такой у меня несколько наивный вопрос, потому что в фитнес-аэробике я больше наблюдательскую точку зрения занимаю. Без остановки все происходит. То есть если нужно выполнить какой-то художественный элемент, где такая специальная задержка на 2-3 секунды, или такого вообще никогда не предусматривается? Нарушениями считается это 8 счетов. То есть если спортсмен остановится на 8 счетов, это уже будет грубой ошибкой. И уже будет минус балл. Еще одна команда на очереди выступить перед нами, перед всей республикой. Сунтарский улус, сборная команда Сунтарского улуса «Джулур». Прошу прощения, Вилюйский улус. Сейчас пока проходят элементы поддержки. Нет, Сунтарский улус, тренер Анастасия Афанасьева. И все мелодии, надо сказать, узнаваемы многими, которые можно Прыжок уже хороший. назвать классическими. Прыжок был потрясающий, да. Ноги вроде. У девочек растяжка очень хорошая. Махи на высокой амплитуде. В составе команды, хотелось бы сказать, 7 спортсменок. Александра Артуровна Михайлова, инструктор физкультурный инструктор детского сада номер 5 Миргугун, занимается и выступает 1-й год. Алина Руслановна Григорьева, студентка ЦВФУ юридического колледжа, выступает 2-й год. Андреева Италина Только Валерьевна. что произошло небольшое, незначительное падение одной из выступающих. Но я думаю, что судьи уже обратили на это внимание. Если говорить о укомплектованности команды, перед нами были вот все выступающие по 8 человек, и здесь 7. Да. Какое минимальное количество танцующих Да, должно команды быть? вообще по правилам, да, 6-7. Ну, у нас как бы чуть-чуть отстает развитие, да, но и у нас по старой программе сейчас выступает 8, максимально 8 спортсменов. По правилам 6-7. Так, далее Сардана Дмитриевна Стручкова, учитель начальных классов Сахакорейской школы, с 15-го года выступает. Так, Аина Николаевна Никифорова, Варьяна Александровна Шеломова, студентка 3-го курса, Яна Валерьевна Белолюбская и Сардана Сареловна Морозова. Мне очень нравится, что все костюмы выполнены так красиво. Они все искрятся нашитыми стразами, пайетками. Это очень завораживает. И, конечно, была проделана очень большая работа визажистов, стилистов, которые сделали им такие красивые прически и макияж. Вот у нас сейчас идет повтор выступления команды. Махи.
Так и хочется сказать, как это было в одном советском фильме. Это энергичный танец. Вот был момент того самого падения, да. Но это падение не повлекло за собой грубых нарушений. Но все равно там судьи оценят. Не помешало дальнейшему исполнению программы. И группа продолжила свое исполнение. Это минус 0,5 баллов. Еще одна команда выходит на помост перед публикой. И они выделяются в первую очередь зеленым цветовым сочетанием. Это необычно, потому что пока мы встречали красно-черные сочетания. Нам надо сказать, команда какого УЛУСа перед нами выступает сейчас. Команда Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. «Алмаз». Тренер Марьяна Байшева. Потрясающая растяжка. Ну, сборная команда СВФУ «Алмаз», они были очень сильными, да, вот все некоторые девочки, они выпускницы этой сборной команды СВФУ. База хорошая. Бритни Спирс заиграла прямо сейчас. Это дает нам отсылки к тем самым клипам нулевых годов, когда мелодия звучала из любого источника, который мог издавать звуки. В составе команды было заявлено 7 спортсменов, но выступает 6. Виктория Ивановна Петрова, Алина Петровна Кривошапкина, Любовь Васильевна Иванова, Юлия Игоревна Сокольникова, Елизавета Сергеевна Филиппова, Кристина Романовна Бурцева и Марьяна Петровна Байшева. Поддержим нашу Поддержим, да. Остается только поаплодировать. Артистичный поклон. На самом деле, будь у меня воля раздавать оценки, я бы оценивала соревнования не только по технике и артистизму, но и за музыкальное сопровождение, потому что испытываю очень большую любовь к тому, какая мелодия играет. Сейчас у нас очередная команда на очереди выступать. Поклонники, болельщики уже аплодируют, поддерживают. Команда Намского УЛУСа, сборная команда «Триумф». Нет, что-то пошло не так. Сейчас. Видимо, они вышли чуть раньше, и сейчас выйдут повторно. Ну, конечно, волнение, это же игры народов республики, без этого никуда. Насчет музыкального сопровождения хотелось бы отметить, да? Музыка должна вообще соответствовать требованиям спортивной дисциплины, ну, то есть вот удары, да, удары в минуту 150, 160. Ну, музыкальное сопровождение движения спортсмен должны быть неразделимы, то есть это одна большая композиция должна быть, и спортсмены не должны опаздывать, да, вот должны ровно в ритм движения выполнять. Цельный художественный номер. И вот иногда бывает такое, что темп музыки, да, музыкального сопровождения быстрый. И иногда такое бывает, что физическая подготовка не хватает, и возможность вот ровно движение выполнять тоже бывает сложно. Намский УЛУС прямо сейчас выступает перед нами с задорным приветственным элементом. Стойка на руке. Синхронной. У спортсменок, да, вот должна быть осанка очень
Осанка, конечно, Да. влияет на технику исполнения. Ну, при выполнении одновременных вот движений рук и ног, да, и там уже, если осанка уже не держится, там уже общая Какой переворот. картина уже меняется. Мах в 3 стороны. Ну, это чистого рода профессионализм, потому что, да, ничто не стирает улыбку с лица, несмотря на изнурение и утомление. Продолжается программа, выступление. Все для того, чтобы очаровать зрителей, все для того, чтобы показать свой уровень подготовки. Намский улус, тренер Екатерина Ивановна Федорова, хореограф Центра развития ребенка детского сада села Намцы. В составе команды 7 спортсменок. Диана Азарова, студентка СВФУ, Алина Матананова, тоже студентка СВФУ, Эвелина Максимова, Арина Калмогорова, Нария Пестерова, Милада Андросова и Снежана Белюкина. Спасибо команде. Осанка, Девочки до конца уважаемые держатся, зрители, это молодцы. все, да. Мы можем пока предварительно сказать, пока сейчас идет повтор, и сразу после него заранее объявить команду со всеми участниками, чтобы потом уже полностью насладиться выступлением. Да, давайте. Следующим выступает команда Мегина Кангаласского улуса. Кыталык, сборная команда. Тренером является Алена Геннадьевна Давыдова, хореограф народного ансамбля Кыталык, села Майя Мегина Кангаласского улуса. С 2003 года тренирует по фитнес-аэробике. И можно сказать, что здесь половина состава, она уже выпускницы народного ансамбля Кыталык. И это уже очень хорошая база, подготовленность, укомплектованность команды. В составе команды Майя Эдуардовна Назарова, фитнес-тренер по направлению зумба, занимается Тоже с 8 года. 14 год выступает уже за сборную команду Мегина Кангаласского улуса. Далее Мария Артуровна Стручкова, педагог дополнительного образования, занимается 8 год, выступает 6 год, родом из Аллаиховского улуса. С 15 по 18 год, скажем, она выступала за команду СВФУ «Алмаз», сборная команда, да? В 2019 году выступала за команду города Якутска, и в этом году она выступает за команду Мегина Кангаласского улуса. Какие потрясающие прыжки сейчас происходят. Напомним, что на чемпионате Республики Саха-Якутия вот в этом году они заняли 2 место. Девочки очень физически подготовленные. Далее Александра Петровна Соловьева, хореограф народного ансамбля «Кыталык». Занимается с 7-8 года по фитнес-аэробике. 14 год выступает за сборную команду Мегина Кангаласского улуса. Сардана Дмитриевна Стручкова, учитель начальных классов Саха-Корейской школы. С 15 года, 7 год уже выступает за сборную команду. Родом из Мегина Кангаласского улуса. Аина Николаевна Никифорова, учитель начальных классов, тоже занимается 1 год. Шеломов Варьяна Александровна, студентка кафедры туризма и сервиса, занимается с 15 года. 8 год выступает в сборной команде Мегина Кангаласского улуса. Яна Валерьевна Белолюбская, студентка АГИКИ, педагог-хореограф, занимается 1 год. Но база уже есть, да? База видно, есть. Да. Сардана Сарыловна Морозова, делопроизводитель Мегина Кангаласского улуса, филиала ГУП ЖКХ, занимается 8 года. Очевидно, это было одно из самых ярких выступлений. Молодцы, девочки. Или же болельщиков Мегина Кангаласского района собралось большее количество, потому что это были самые громкие аплодисменты. Но нельзя не восхититься тем, что происходит сейчас на экране. Да, у них уже постановка, база очень хорошая, физическая подготовка.
в каждой команде или это на усмотрение выступающих танцующий тренер? Ну, это уже, да, это очень сложно. Это надо отметить, что вообще сложно быть в команде и даже вот тренировать и хореографию, постановку делать, да, получается. Надо и свою подготовку физическую догнать, да, вместе с девочками. И вот когда отдельный тренер, это очень, даже очень хорошо. Еще одна команда у нас готовится. Выступает команда Хангаласского улуса, сборная команда Модун. Тренер у них Сабина Соловьева. В составе команды 8 спортсменок заявлено. Выступает 7. Татьяна Иннокентьевна Тобонова, студентка СВФУ. Александра Ивановна Пермякова выступает второй раз. Эти девочки. Сабина Александровна Соловьева, студентка СВФУ, выступает первый раз в спартакиаде. Уруйдана Иннокентьевна Мадун, инженер ЕГРЭС, выступает первый раз. Чуть-чуть опаздывает. Так, Людмила Артуровна Архипова, студентка СВФУ, занимается только с апреля 2022 года. Да, это очень сложно догнать девочек, у которых есть хорошая база подготовки спортивной. Да? Но результаты приходят с дисциплиной. Да, целеустремленность. Мария Сергеевна Рафаилова, тренер футбольной школы «Спартак», занимается с мая месяца тоже этого года, выступает первый раз. Светлана Леонидовна Семерова, студентка ЯКИКИ, первый раз выступает. Александра Гаврилевна Константинова, студентка ЯПК педагогического колледжа, тоже первый раз выступает. Ну, половина, то есть половина дебютанток. Да, большая половина дебютантов. Молодцы девочки. По себе знаю, как очень сложно, волнительно выступать на большой аудитории, да? Конечно. Есть большая классификация публичных выступлений. Наверное, как раз фитнес и аэробика – это одно из тех, которые можно поставить в один ряд с театральным искусством. Да. Артистичность очень высоко ценится. Харизма. Вот некоторые... Красивый был выполнен прыжок. Элементы нам показывают с разных планов. Ну, естественно, судьи остаются беспристрастными в этом деле. В отличие от нас. Готовится команда Нюрбинского района «Огни Нюрбы». Очень красивое название. И у них очень красивые костюмы. Команда Нюрбинского района, тренер Снежана Максимовна Николаева, тренер фитнес-центра «Эндорфин» в городе Якутске. В составе команды 8 спортсменок. Сандара Васильевна Иванова, Управление Федеральной налоговой службы по республике, занимается, выступает с 2019 года. То есть второй раз уже выступает. Чувство волнения уже должны быть знакомы. Следующим Альбина Валерьевна Маякунова, Управление Федеральной налоговой службы по республике. Первое выступление. Ровной, чинной походкой, изящной. Сразу они начинают с какого-то сложного элемента. Да, хотелось бы отметить, что эта команда на прошлых играх в Амкинском улусе заняла 3-е место. Далее Маргарита Васильевна Шадрина выступает первый раз. Анастасия Меркурьевна Обоева,
Первое выступление, раньше не занималась фитнес-аэробикой. Дебют. Вероника Михайловна Кутанова, Донская. Работает в Государственной противопожарной службе республики. Занимала студенческие годы, принимала участие в чемпионатах республики фитнес-аэробики 18 и 19 года. Вот в составе команды, выступавшего в Бангинском Улусе в спортивных играх. Вот, кстати, Музыка один из неповторимых элементов и музыка. Да. Не то чтобы неповторимых, сложно повторимых, но, по-моему, мы сейчас, посмотрев определенное количество выступавших команд, увидели его впервые. Виктория Михайловна Кутанова занимается, выступать 4-й год. Ранее занималась студенческие годы, члены сборной команды факультета СВФУ. Тоже опыт выступления в чемпионатах республики 18 и 19 года. И тоже в составе сборной команды Нюрбинского района заняли в 3-е место в Амкинском Улусе. Нюргун Кирилловна Корякина занимается, выступает с 19 года. Очень красивое выступление. Действительно молодцы. Так, и Остается Марина только Ивановна согласиться с Васильева. 2-й год занимается. Первое выступление в спортивных играх. Было в Амге. 3-е место тоже. Но половина команды, она уже выступала. У них уже есть опыт в спортивных играх. Призеры спортивных игр в селе Амга. Вот как раз про один из таких элементов я говорила. Пока готовится у нас следующая команда к выступлению. Девушки уже выходят на паркет. Команда города Якутска. Сборная команда города Якутска Туймада. В честь долины. Очень сильная команда. Это победители чемпионата. Победитель чемпионата? Да, победитель. В составе команды 8 спортсменок. Девочки очень подготовленные физически, уже видно по ним. Эверстова Аяна Михайловна, выпускница медицинского института, мастер спорта Республики Саха-Якутия по северному многоборью. Призер Игорь Манчара 17 и 21 года по национальному многоборью. В данное время работает с СММ. И тренер групповых занятий СВФУ ИФКИС. В Барагонцах выступает уже в 3-х играх. 2014 года выступала за Горный Улус, категории юниоры. В 2019 году тоже выступала в селе Амга за команду Горного Улуса. И сегодня выступает за команду города Якутска. Какое скольжение только что было. Далее Карина Семенова выступает 3-й год. В 2014 году в селе Намсах команда СВФУ «Алмаз» 1-е место заняла. В 2019 году в играх в Амге команда города Якутска 1-е место. Вообще занимается с 8 и 9 года в Чурапчинском Улусе село Чеппара. Ваша коллега. Наша коллега. Ну да. Вот Чурапчинский опыт база. Спортивный, да, база говорит. Молодцы девочки. Варвара Геннадьевна Бурнашова, Анна Дмитриевна Семенова, это капитан сборной команды, тренер. Ксения Романовна Слепцова, Карина Сергеевна Васильева, Нюргуяна Андреевна Кривогорницына и Александра Егоровна Кириллина. Девочки, это половина выпускниц сборной команды «Алмаз» СВФУ. Да, переворот был. Усть-Алдан. Ну, а я скажу, что болельщики все прибывают и прибывают. На самом деле много кто пришел сегодня посмотреть выступления, соревнования по фитнес-аэробике.
Давайте знакомимся. Команда Усть-Алданского Улуса «Мюрю». Тренер Туяра Лаврентьевна Ларионова, тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы имени Егора Федоровича Габышева, села Барагонцы, руководитель танцевального коллектива «Энергия». Тренирует девушек с 2011 года. В составе команды 8 спортсменок. Алина Викторовна Черкашина, выпускница Мындабинского спортивной школы. Занималась в танцевальном коллективе «Энергия» с 7 лет. Гимнастикой и настольным теннисом. Выпускница СВФУ ИФКИС. Имеет второй взрослый разряд по спортивной гимнастике. Преподаватель физической культуры Якутского колледжа связи и энергетики. Участвовала в спартакиаде в 2014 году в селе Намцы. Эти игры у нее вторые. Далее Арина Алексеевна Трифонова, выпускница Мюрюнской средней общеобразовательной школы номер 2. Ранее занималась легкой атлетикой и народными танцами. Студентка СВФУ, занимается 4-й год. В спортивных играх выступает 2-й раз. Болельщики между тем все рукоплещут и рукоплещут. Василина Владиславовна Румянцева, студентка юридического факультета СВФУ, выпускница Мюрюнской спортивной средней школы номер 2. С детства тоже выпускница танцевального коллектива «Энергия». Фитнес-аэробикой начала заниматься с 2011 года. Выступает в 6-х и 7-х спортивных играх. И в этом году 3-й раз. Полина Станиславовна Васильева, студент лингвистического университета имени Добролюбова. Со 2-го класса занимается спортивными танцами, легкой атлетикой и баскетболом. С фитнес-аэробикой начала заниматься с 2011 года. И в играх выступает в 3-й раз. Выступала ранее команда в категории юниоры. Далее Светлана Владимировна Стрекаловская, выпускница Мюрюнской общеобразовательной школы номер 1 Барагонцы. Тоже выпускница танцевального коллектива «Энергия», 10 лет занимается. Сторожева Милена Юрьевна занимается с 2017 года, выступала тоже в селе Амга. Аина Катерина Ириковна Ануфриева, 5 лет занимается бальными танцами, выступает 2-й раз. Ангелина Евгеньевна Павлова, выпускница Мюрюнского общеобразовательной школы номер 2. Легкая атлетика, ранее занималась гимнастикой. В этом году выступает впервые. Но это был коллектив «Энергия». Мы ощутили. Большая половина, да, выпускницы уже работающие уже с тренером Туярой Лаврентьевной. Я просто хочу отметить, что мы действительно сейчас получили энергетический импульс. То ли от болельщиков, то ли от выступавших девушек. А вот у нас на очереди Верхоянский Улус. Да. Верхоянский Улус также представлен несколькими выступающими. Так, тренер команды Аина Афанасьевна Пономарева-Лампадистова, артистка Государственного театра коренных малочисленных народов Севера Гулун. Чемпионка по фитнес-аэробике 6-х спортивных игр народов республики в селе Намцы. Состояла в сборной команде СВФУ «Алмаз». Уроженка Вилюйского Улуса, капитан сборной команды Вилюйского Улуса 18-19 годы. В этом году она работает как тренер сборной команды Верхоянского Улуса. В составе команды 8 спортсменок. Виктория Олеговна Домнина, 5-й месяц занимается фитнес-аэробикой, выступает впервые. Валентина Егоровна Старостина, тоже 5-й месяц занимается и впервые выступает в спортивных играх. Елена Айхаловна Стручкова, тоже 5-й месяц, только 5-й месяц. Только 5-й месяц. Нужно отметить. Впервые выступает, волнение очень должно быть, ощущение. Галина Николаевна Павлова, тоже 5-й месяц, впервые. Но база у них одинаковая, да уже половина. Все девочки уже дебютируют.
Матрена Аркадьевна Горохова, студентка АГИКИ, 5-й месяц тоже занимается фитнес-аэробикой, впервые выступает. Анастасия Николаевна Неустроева. Ну, как знать, возможно, вот занятие фитнес-аэробикой, когда у тебя есть такой небольшой опыт, если занимаешься 5 месяцев, и потом тебя ждут такие масштабные спортивные соревнования, это дает какой-то новый толчок вдохновения, новый виток в спортивной своей деятельности. Да. Алена Леонидовна Амосова тоже дебютирует в спортивных играх. Юлия Васильевна Юмшанова тоже 5-й месяц занимается. Ну, девочки, они уже скомпонованная команда. База одинаковая. На соревнованиях присутствует министр по физической культуре и спорту Леонид Николаевич Спиридонов. А вот и девушки из Верхояния выходят на площадку. Тренер у них очень сильный. Постановка хорошая. Синхрон у нас отмечается у девочек. Стойка на руке. Действительно, единство движений мы можем сейчас наблюдать, что, в общем-то, и создает ту самую единую художественную композицию. Ну, не скажешь, что 5 месяцев, да? Конечно. Девочки молодцы. Вообще, глядя на всех выступающих, я причислила бы их, точнее, приписала бы им многолетний опыт. Еще одна стойка. Ну вот сложный элемент такой, да? Энергетика сильная, молодцы. Интересно, чем в этом случае можно покорить судей? Сложными элементами, энергетикой или просто единством композиции? Нет, ну вообще вот оценивается, да, каждый вот направление, каждое вот и артистичность, и сложность движений, и программы. Выполнение их вот на 100%, на сколько там они процентов выполнили, да, вот это вот тоже оценивается. Аплодисменты слышим мы. Ну да, для этого и есть как раз судьи и по технике, судьи и по артистичности. Изящной походкой покидают девушки из Верхояния сцену, если можно так выразиться. Давайте посмотрим повторы. Красота, красота, да и только. Ну, тогда мы поговорим о всех выступавших. Можно подвести пока небольшие итоги. Перед нами выступила команда Верхоянского ЛУСа. Видим повтор. Ну, хотелось бы рассказать про разрешенные движения, да. То, что вот девушки выполняли. Прыжки с приземлением на 1 или 2 ноги. Отжимания на 2 руках. Упор на 2 руках без фиксации позы. Проходящие и без поворота. Элементы на гибкость без фиксации позы. Падение в упор лежа. Подъемы поддержки в положении стоя или на полу без перемещения, самостоятельное продвижение, опираясь на партнера, да, вот то, что вы видели, да, или с поддержкой партнера в положении стоя или на полу. Кувырок на полу, это уже почти у каждой команды выполнено.
И кувырок на полу вперед и назад тоже. Вертикальная стойка на руках. Но сейчас мы наблюдаем небольшой перерыв. Это дается для того, чтобы выступающие команды отдохнули. Это дается для того, чтобы судьи подвели свои предварительные итоги. Да. После чего нас ждет финал. Да. Финал соревнований по фитнес-аэробике. Давайте, дорогие телезрители, сейчас мы предлагаем вам посмотреть хайлайты данного выступления, после чего мы обязательно вернемся. Оставайтесь с нами на телеканалах Якутия-24 и НВК «Саха».
С глубоким прискорбием сообщаем, что 5 июля в возрасте 42 лет после тяжелой непродолжительной болезни скончалась отличник пограничной службы Кириллина Ольга Васильевна, горячо любимая дочь, жена, мама. Гражданская панихида состоится 8 июля в 11 часов в траурном зале «Небесный рай», расположенном по адресу город Якутск, улица Стадухина, 81, корпус 9Б. Светлая память о нашей Ольге навсегда сохранится в наших сердцах, родные и близкие. Дорогие земляки, якутяне, набираем добровольцев для участия в зоне специальной военной операции на Украине. Патриоты, настало время с оружием в руках защитить интересы нашей страны. Мы помним наших земляков, легендарных героев Федора Попова, Федора Охлопкова, Ивана Кульбертинова и многих других, которые беспощадно били нацистов. Республика Саха-Якутия во все времена славилась своими героями. Настало время и для нынешнего поколения. Встань на защиту своего Отечества, запишись добровольцем. Я ветеран боевых действий, офицер запаса. И с первой командой выезжаю в зону специальной военной операции вместе с вами.
Глава Республики Саха-Якутия является Арсен Сергеевич Николаев. Я бы отметил у нашего Ильдархана такие качества, как стрессоустойчивость, хорошая работоспособность и близость к народу. Требовательный, старается. Он очень терпеливый человек, очень умный, образованный. Он следит за благополучием народа и защищает права и свободу человека. Я думаю, он может вести переговоры с очень важными людьми и ведет переговоры с Путиным. Если бы я был главой, я бы обеспечил людей достойной зарплатой. Новых школ, дорог, домов. Я бы сделал природу более чистой, чтобы она всегда оставалась в чистоте. Думать о будущем народа. Я бы включил роботизацию в помощь сельскому хозяйству. Знать о проблемах народа. Он может ночевать на работе, потому что у него очень ответственная и важная работа. Сделал бы медицину более доступной, не бесплатной, но уменьшил бы цену. Я бы реформировал систему образования под более современные рамки. И делал бы все хорошее для народа. Мне пока не очень хочется быть президентом, потому что это довольно будет трудно. Нужно каждый день что-то там подписывать, автографы там. Я тогда не смогу почти что появляться дома. Чтобы управлять целой республикой, нужно быть человеком честным, ответственным и образованным. Современным. Помогать людям, чтобы люди развивались. Справедливым и сохранять нейтралитет. В меру строгим. Помогать людям во время трудных проблем. Знать несколько языков. Любить свою страну, уважать народ, делать правильные решения и быть патриотом своей страны. Чтобы держать за собой целый народ. Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. Сегодня в выпуске я расскажу о самых ярких и интересных событиях из социальных сетей, а также о якутском кино и о том, как наши якутяне празднуют наш традиционный праздник Исэх, будучи в другой стране, и о том, как разнообразить наше короткое якутское лето и многое другое. Давайте начнем. Самая главная и большая поддержка для любого спортсмена – это, конечно же, его родные. Знакомьтесь, на видео мамы Сарданы Трофимовой и Изабеллы Борисовой. С такой-то поддержкой хоть на край света. Изабелла мамата, Сардана мамата, Он Беллер. Юддилер. Ондай кез бедекегалла Борисова Изабелла Озалда. Да, он был кем бедекелер. Бадла. Хатана мама ту куда амира хатана. Бедек бедек. Ондай. Дера вада. Сардана. Гости Якутии не перестают удивлять нас. В городе Вилюйск живет уроженец солнечного Азербайджана, который прекрасно поет на якутском языке. По-видимому, не только поет, но и понимает и даже немного говорит. Сибяки угон,
İstediğini sanıyor, çok borunum, her iski. Мы возвращаемся, уважаемые телезрители, вот так резко, неожиданно, с выступлением команды Мегина Кангаласского района. Для вас по-прежнему здесь работают Надежда Саханская и Айталина Сыроватская. Состоялся отборочный тур, полуфинал состоялся. Сейчас у нас ждет на очереди 6 команд. Уже определены шестерка лучших команд. Вот перед вами выступает Мегина Кангаласский улус, сборная команда Кыталык. Напоминаем, что тренер Алена Геннадьевна Давыдова, хореограф народного ансамбля «Кыталык». В составе команды, как вы видите, 8 человек, спортсменов. Меня очень радует флаг болельщиков на заднем плане, которые переживают. Синхронность очень хороший. Яркое выступление девочек. Трудность элементов. Но неподдельные эмоции, да, действительно, это и радость того, что ты проходишь финал состязаний, и радость того, что твое выступление было выполнено на должном уровне и понравилось судейской коллегии. Да, против судейского мнения не скажешь ничего, потому что оно остается, как правило, самым беспристрастным. Видим повтор. Вот очень сложные связки выполняют девочки. Переворот с махом. Чурапча выходит выступать. На площадку вышла команда Чурапчинского улуса «Феникс». Тренер Вера Накентьевна Мосова, отличник Республики Саха-Якутия. У нее 17-летний опыт работы тренером. Цветовая гамма костюма очень интересная, да? Да, самая необычная, кстати. Но здесь, в костюмах по фитнес-аэробике, мы не говорим о практичности. Мы говорим о том, чтобы это было ярко, зрелищно, запоминающееся. Происходят махи. Отметим, что девочки выполняют парные элементы. Все 8 спортсменок. Вот тоже парные элементы. Движение рук очень сложное выполняется совместно с прыжками, махами. Ну, здесь задействованы, потому что, да, все группы мышц сразу. Вот 2 элемента подряд выполнили. Но у большинства участниц команды, да, Чурапчинского улуса уже большой опыт, потому что здесь были отмечены и дебютантки. Да, тут тоже вот некоторые разница у них выступлений и вообще опыта разная. У некоторых девочек 8 лет, у некоторых 10-й год. Некоторые выступают только 1-й, 2-й год. А между тем на площадку приглашается команда Вилюйского улуса. Сборная команда Вилюйского улуса «Оленск».
Меня очень радуют эти предвыступательные приветственные элементы. Вот, очень сложный элемент прошел. Энергетика очень хорошая. Юлия Петровна Федорова, тренер, и сама же участница, спортсменка. Да, не так давно мы говорили о том, что танцующий, выступающий сложно. тренер, это как раз на руку команде играет. Передвижения очень хорошие, да, вот смотрится. Гирокоптер сделали. Если так говорить, пока незначительных нарушений ни у одной из команд не было отмечено. Нет. Моменты бывают, когда вот обувь слетает, да? Это Такое тоже считается нарушением? Это нарушение, да. Потому что ломается единство Да, образа. эстетика и вообще вот форма, там особые условия по форме, да. Тут ничто не должно мешать. Руки, ноги уже все вот комплексно закрыты. Обувь тоже, соответственно, требованиям. Вот элементы хореографии. Очень ярко, очень ярко. Айталина, скажи, а вот у тебя тоже есть богатый опыт выступлений? Да, ну я, скажем, в студенческие годы тоже выступала в спортивных соревнованиях республиканских, да, и на чемпионатах тоже выступали. Сама состояла в сборной команде СВФУ «Алмаз» тоже. Вот, кстати, о сборной Северо-Восточного федерального университета, потому что мы отметили, есть некоторые студентки, которые выступают за свой родной Улус-район, и те, которые выступают от имени учебного заведения. Это по желанию? Да, это по желанию спортсменок. Тут, получается, СВФУ. Это раньше была такая база, в которой вообще девочки из разных улусов выступали за команду СВФУ. И вот, соответственно... Нюрбинский улус. На сцене выступает Нюрбинский улус «Огни Нюрбы». Так, тренер Снежана Максимовна Николаева, тренер фитнес-центра «Эндорфин». Напоминаем, что эта команда, половина команды участвовала в спортивных играх, 7-х спортивных играх в селе Амган Гинского Улуса. Призеры, 3-е место. Ну и тогда можем вернуться как раз к тому, что главный вуз республики – это та самая база. Да, СВФУ, она база из всех, ну, у всех девушек, ну, начало есть в СВФУ, и у меня тоже было вот выступление с командой, да. И вот команда города Якутска, тоже там база СВФУ. Хотелось бы отметить, да? Да, вот про этот элемент я говорила некоторое время назад, о том, что он трудноповторим. Тренер команды, тренер центра «Эндорфин», в общем-то, заряжает эндорфинами прямо сейчас и нас вместе с вами, уважаемые зрители, и тех, кто воочию, вживую здесь находится в селе Барагонцы, смотрит спортивные соревнования по фитнес-аэробике. Хотелось бы отметить, что вообще в фитнес-аэробике не существует никаких обязательных упражнений, да? А также не приветствуется исполнение элементов из спортивной аэробики, то есть это рандат, да, ну, такие как движения рандат, это очень сложные. И вот девочки, в каждом номере, в каждой команде есть элементы, которые уже повторяются, да, и уже заметен на глаз
Столица республики будет выступать прямо сейчас перед нами. Один из сильнейших команд. Состав команды сборные. Команды «Алмаз» ВФУ. А вот если мы говорим о единстве костюмов, вот как раз у сборной Якутска можно заметить топы разных тонов. Да. Это такой художественный элемент. Да, это уже их выбор. Ноги врозь очень качественно выполнили девочки. Обязательные элементы. Вот. Энергетика. Красивые синхронные прыжки происходят прямо сейчас. Переворот. Ну, тут девушки из Аллайховского луса, Мегино-Кангаласского луса. Оленёкского Венкийского национального района. Только что. Синхронность. Но физическая подготовка у девочек сильная. Вот на середине команды вот выступает тренер сам. Сама тренер? Да. Семенова Анна Дмитриевна, капитан команды, тренер. Молодцы, девочки. Яркое выступление. Остается лишь поаплодировать. И на очереди у нас осталась 6-я команда, которая будет выступать. Это Усть-Алданский. Хозяева 8-х спортивных игр. Принимающая сторона. Вот здесь в повторах можем обратить внимание еще раз на синхронность выступлений. На площадку приглашается команда из Усть-Алданского клуба. Сборная команда Усть-Алданского луса «Мюрю». Тренер Туяра Ларионова. Туяра Ларионова. Тоже один из сильнейших команд. Да, Туяра Ларионовна, она вообще тренирует команду с 2011 года. Ну, то скажем, выпускницы, половина команды, выпускницы танцевального коллектива «Энергия», они уже с сеньорского возраста, уже в категории выступают на чемпионатах республики. И тут уже видно, что команда уже чувствует друг друга, да? Да, да, это действительно заметно. Энергия такая яркая. Невербальная связь. Ну и, конечно, поддержка родных болельщиков, которая, наверное, оказывает самое мощнейшее влияние. Вот у Чурапчинского луса и Усть-Алданского луса вот база, тренера, они работают с сеньорского возраста, поэтому они как бы с возрастом уже возрастная категория меняется, да, у взрослых, и там уже команда уже выходит на взрослый уровень. Вот работа тренера вся. Коллектив «Энергия» продолжает заряжать нас энергией. Я хочу сказать так, действительно, наверное, и название команды влияет на твой успех, на твою степень победы, но никуда не уйти без должной подготовки. Ну что, уважаемые зрители, выступили перед нами сейчас все 6 команд. Мы посмотрели с вами только что финал.
спортивных состязаний по фитнес-аэробике. Будут судьями подведены результаты. Надо отметить, конечно, у нас было действительно сегодня несколько команд, но в финал вышли не все выступавшие. Да, за это есть небольшая обида. Может быть, нам стоит назвать тех, кто не прошел финал. Не прошел финал команда Сунтарского Луса, Горного Луса. Вот с 7-го места начинают, да? Ага. Далее Верхоянского Луса, Хангаласского Луса, Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова и Намского Луса. Всем спасибо. Соревнования окончены. На этом и заканчиваются соревнования, о чем сообщает нам ведущий данного мероприятия. Ну а мы, уважаемые зрители, уходим на небольшой перерыв, в котором покажем вам самые отборные кадры. Вы пока оставайтесь с нами, потому что после этого обязательно будут объявлены результаты.
Не оставляйте детей без присмотра. Храните спички и зажигалки в безопасном месте, недоступном для маленьких детей. Необходимо обеспечить доступ к ключам от запертых дверей на случай эвакуации при пожаре. При пожаре звоните 101. Социальная газификация Якутии – программа догазификации населенных пунктов республики без привлечения средств граждан до границ земельного участка или дачного товарищества. Социальная газификация проводится только в газифицированных населенных пунктах. Почти половина лесных пожаров происходят по вине людей, всем, кто отдыхает на природе, дачникам, ягодникам, грибникам, охотникам и рыбакам, фермерам, владельцам сельхозугодий, трактористам и коневодам. Частыми причинами пожаров являются брошенная спичка, окурок, стекло, разведение костра, поджигание мусора или сухой травы, проведение сельхозпала, искра выхлопной или печной трубы. В случае уничтожения лесных насаждений виновнику грозит до 10 лет лишения свободы, взыскание ущерба и затрат государства на тушение пожара. Не становитесь причиной лесного пожара. Детям нужно очень много для счастья. Измельчитель травы и кустов, грязевые ванны, дизайнерский наряд, древние артефакты и пол, который лава. А чтобы детского счастья стало еще больше, воспользуйтесь выплатами при рождении ребенка в рамках национального проекта «Демография». Совместно с компанией «Алроса» нами проводятся совместные исследования по программе сохранения дикого северного оленя, летно-оленёкской популяции. Благодаря компании устанавливаем новые ошейники, которые показывают поведение. Эти ошейники разрабатывались и тестировались в Якутии. Аналогов в мире по поведению нету. Также совместно с компанией «Алроса» мы провели авиаучет дикого северного оленя, где определили численность его. Беречь и сохранять, заботиться и вдохновлять. «Алроса» – якутская компания. Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствую всех любителей спорта. Национальная вещательная компания «Саха» начинает прямую трансляцию матча 1/4 финала турнира по мини-футболу в рамках 8-х по счету спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Второй четвертьфинал. Напомню, что ранее мы транслировали игру между Мирнинским районом и Горным Улусом. Эта встреча у нас завершилась со счетом 3-1, и Мирнинский район стал первым полуфиналистом турнира. Сейчас мы узнаем второго участника 1/2, и это право будут оспаривать Ленский район и Усть-Алданский Улус, хозяева соревнований. Вот как раз они на ваших телеэкранах выступают в черно-зеленых футболках. И, соответственно, кстати, вот Ленский район-то тоже вышел в зелено-белых таких формах, да. Вот вопрос, будут ли приняты меры по поводу того, что цвет одинаковый, возможно, одна команда будет одета в манежке. Но, в принципе, шорты разных цветов, я думаю, будут играть в таких же формах. Ну и мы можем, в принципе, да, перейти к составам играющих команд. Начнем, как и по традиции, да, с команды номинальных гостей, а это сегодня команда Усть-Алданского Улуса. Итак, вратари: Василий Лыткин, номер 1, и Сергей Аманатов, номер 15. Полевые игроки:
Сергей Волошин, 75-й, 7-й Афанасий Федоров, 8-й Владимир Жирков, 5-й Буджул Пестряков, 17-й Джулустан Пестряков, 88-й Виктор Винокуров, 9-й Родион Иванов и 21-й номер капитан команды Андрей Иванов, 4-й Айтал Бурцев и 12-й номер Николай Савин. Главный тренер команды Сергей Павлович Скрябин. Можем перейти к составу Ленского района. Ленский район на этих соревнованиях стартовал очень хорошо. Вышел из группы с первого места. Так, состав Ленского района. 22-й номер Вадим Юшинов, 17-й Алексей Таракановский, 5-й Олег Кислица, 13-й Никита Колосов, 2-й Николай Измайлов, 10-й Вадим Хускулин, 11-й Владимир Потапов, 7-й Иван Пыхтин, 9-й Иван Сидоров, 8-й Дмитрий Олейников, 1-й номер Александр Бабяк и 91-й номер Дмитрий Качнов. Команда выступает под руководством тренеров Алексея Нечая и Ивана Сидорова. Представил составы играющих команд, представлюсь теперь и я. Для вас у микрофона работает Власий Сергеев. Мы находимся на хоккейном корте, который был возведен специально к этим играм. Тут, как видите, установлен паркет в селе Барагонцы Усть-Алданского района. И мы в скором времени начнем просмотр второго четвертьфинального матча. Но можем обратиться к итоговому положению команд, к итогам группового этапа. Ленский район вышел из группы «Б» с первого места. Ленчане со счетом 7-2 одержали крупную победу над представителями Северо-Восточного федерального университета. Ну и, конечно, была такая трудовая победа со счетом 2-1 над второй командой Усть-Алданского Улуса, которая, между прочим, тоже вышла в стадию плей-офф со второго места. Команда хозяев соревнований Усть-Алданский Улус. Команда вышла из группы С со второго места. Усть-Алданцы со счетом 3-5 проиграли команде Мегина Кангаласского Улуса. Эта встреча, пожалуй, остается самым зрелищным матчем текущего турнира. Затем усть-алданцы со счетом 9-1 разгромили, не оставив шанса, сборную Нюрбинского Улуса. И вот Ленский район и Усть-Алданский Улус сейчас будут оспаривать право выхода в полуфинал турнира. Также сегодня мы смотрели матчи команд, которые оспаривают право выхода на... Но не право выхода, а которые оспаривают с 9 по 12 места. В утренней программе мы смотрели матч Алданского района против Среднеколымского района. Встреча завершилась со счетом 5-1 в пользу алданцев. Они завтра будут оспаривать 9 место с командой Северо-Восточного федерального университета, которая в своей встрече со счетом 6-2 обыграла нюрбинцев. Алданский район и СВФУ матч за 9 место и матч за 11 место. Это у нас Среднеколымский район и Нюрбинский. Но я могу огласить еще других участников четвертьфинала. Мы до этого смотрели первый четвертьфинал. И, как я уже говорил, Мирнинский район со счетом 3-1 одолел Горный Улус. Ну а если переходить к следующим парам четвертьфинала, то после этой игры у нас Мегино-Кангаласский Улус сыграет с второй командой Усть-Алданского Улуса. Опять-таки заречное дерби у нас состоится. Если же в рамках группового этапа мегинцы выиграли первую команду, то на сей раз им будет противостоять вторая команда хозяев соревнований. Ну и программу сегодняшнего дня у нас закрывает встреча между Якутском и Оленёкским Улусом. Завтра так что нас ждут матчи за 9 и 11 места, а также полуфинальные встречи. Продолжается разминка на хоккейном корте в селе Барагонцы Усть-Алданского Улуса. Ну, если идти по составу, да, вот
Обратим внимание на состав Усть-Алданского улуса, хозяев соревнований. Тут у нас есть люди, которые специально к этим соревнованиям поменяли прописку, чтобы выступить на паркете барагонском. Это, конечно же, в первую очередь мы говорим о Сергее Волошине. Сергей Волошин – это игрок мини-футбольного клуба ЛКС из Липецкой области. Сергей Волошин в завершившемся сезоне чемпионата России среди команд высшей лиги стал серебряным призером. И также могу сказать, что Джулус Пестряков, скорее всего, тоже подписанный игрок, потому что я знаю, что он родом точно из Намцев. Но усилились хозяева соревнований, конечно, амбиции самые высокие, задачи стоят самые высокие. Ну и, конечно, мы не можем не обратить внимания, вот как раз-таки сейчас в кадре был Афанасий Федоров под 7-м номером. Это безусловный лидер команды Усть-Алданского улуса. Афанасий Федоров является, напомню, чемпионом России среди команд высшей лиги. Афанасий в сезоне 17-18 выступал за Мирнинский мини-футбольный клуб «Алмаз Алроса». Ну а нынче Афанасий вернулся в «Зарю» и продолжает защищать цвета клуба, который его, собственно, воспитал. Очень интересное противостояние нас с вами ждет. Стадия плей-офф – это всегда максимальный уровень накала страстей. И уверен, что сейчас трибуны, и не только трибуны, вообще вся территория хоккейного корта будет забита полностью. Когда Усть-Алдан играл с мегинцами, то тут аншлаг был приличный. И сейчас, конечно, я думаю, множество людей, множество местных жителей придут поболеть за свою команду. Ну и, в принципе, вообще статус этой встречи вызывает интерес даже у нейтрального болельщика. Не обязательно быть уроженцем Усть-Алданского или Ленского районов, чтобы с большим интересом и удовольствием смотреть матчи с такими участниками. Ленский район очень уверенно начал турнир, нанеся разгромное поражение Северо-Восточному федеральному университету. Университет нынче, конечно, расстроил, да? Но Ленский район, конечно, один из фаворитов. Да, в принципе, сейчас на стадии четвертьфинала нет команд, слабых команд. В принципе, на финальном этапе здесь барагонцев слабых команд не было и быть не могло, потому что отборочный этап прошли 12 сильнейших сборных, которые на протяжении уже 4 дней оспаривают медали турнира по мини-футболу. Ну и получается, на стадии 1/4 финала у нас остались сильнейшие из этих 12 команд. Прозвучал свисток, и сейчас, как я понимаю, футболистов приглашают на линию, чтобы сейчас выйти к центру поля и будут озвучивать составы играющих команд. Также, конечно же, будет процесс рукопожатия и жеребьевка с капитанами. Ну и давайте насладимся этой атмосферой. Сверяюсь я с номерами играющих команд. Но, по крайней мере, всматриваюсь в лица футболистов, которые сейчас на паркете. Изменений по номерам быть не должно. И, конечно же, встречу, которая начнется после этого, последнюю четвертьфинальную на сегодня игру, мы также покажем в прямом эфире. Поспешил. Нет, конечно, у нас еще 2 игры после этого. Все эти 2 игры мы покажем в
в прямом эфире. Встречаются, как я сказал, после этого Мегина Кангаласский улус со второй командой Усть-Алданского улуса, и город Якутск сойдется с Оленёкским улусом. И начинается наша встреча с вызова футболистов к центру поля. Сергей Волошин, интересно посмотреть на его номер, потому что он в первой игре выступал, уже не помню, под 14-м, кажется. Во второй встрече он уже вышел с футболкой номер 75. Ну и вот, да, сейчас тоже вижу 75-й номер Сергей Волошин. Номер у него не поменялся. Афанасий Федоров, само собой, носит на спине любимую семерку. Ну и диктор объявляет составы играющих команд. И по одному приглашают футболистов, прямо как на матчах чемпионата России среди команд высшей или суперлиги. Ну и видим параллельно, как у нас слаженно работают волонтеры. Протирают паркет, очищая от пыли перед четвертьфинальным матчем. Ну и вы сами прекрасно слышите, как собравшиеся болельщики приветствуют футболиста сборной Усть-Алданского улуса. Ну и футболисты Ленского района выходят к центру поля. Да, обе команды играют в зеленых цветах, но манишек не будет, потому что визуально формы отличаются, можно их отличить без проблем. У ленчан форма вот зелено-белой шашки, да и у усть-алданцев форма-то зеленый цвет, там более темный, ну и проблем с распознаванием не будет. Привет всем команд! Ну, сразу видно, да, как заряжены оба коллектива. То, что у нас запредельный настрой, само собой. Сейчас ставки очень высоки. Встречу у нас, не только эта встреча, в принципе, и другие матчи обслуживает бригада, которая была специально приглашена из центральной части России. Арбитры Ассоциации мини-футбола России, люди, которые обслуживают встречу игры высшей лиги. Ну и сейчас жеребьевка состоялась. Капитаны команд со стороны ленчан — это Вадим Юшинов и капитан усть-алданцев Андрей Иванов. Все решили. Ну, как я понимаю, команда остается на тех же местах. По телевизионной картинке ленчане слева и Усть-Алдан справа. Боевой клич обеих команд. И давайте посмотрим стартовую четверку усть-алданцев. Я вижу Афанасия Федорова, Джилстана Пестрякова, Сергея Волошина и, конечно же, Айтал Бурцев. Так выглядит стартовая четверка усть-алданцев. Ну и на воротах у нас Василий Лыткин.
У линчан в старте капитан Вадим Юшинов. И начинается встреча. Сейчас мы разберемся со стартовой четверкой линчан. Также Иван Сидоров на поле. И первая попытка пойти в атаку через дриблинг в исполнении Ивана Пыхтина. Аут. Застучали барабаны. Афанасий Федоров готовится ввести мяч в игру. Волошин, Федоров. Перевод не получился. Сразу же вводит мяч в игру линчане. И ох, как Афанасий жестко встречает своего соперника. Джилустан Пестряков с мячом. Потеря. Сейчас линчане будут искать возможности для проведения своей атаки. Пыхтин решил играть шире и таким образом начать атаку позиционную со своей половины поля. Сидоров. Против него Пестряков. Ну и Пестряков вот прессингом, да, вынудил соперника совершить ошибку. Аут в пользу усть-алданцев. Афанасий Федоров мяч отправляет вперед. Айтал Бурцев. Афанасий Федоров с мячом. Афанасий Федоров на Джилустана Пестрякова. Джилустан Пестряков может пойти в обыгрыш, мы это знаем, но оставил неаккуратно мяч для Афанасия Федорова. И сейчас контратака. Сергей Волошин. Айтал Бурцев, конечно же, извиняюсь, останавливает эту атаку на радость местным болельщикам. Иван Сидоров сейчас будет вводить мяч в игру, и бьющего может сыграть Владимир Потапов. Нет, Потапов отправляет мяч назад. Это Вадим Юшинов. И тут ошибка. Сергей Волошин сразу дает мяч Джилустану Пестрякову. Пестряков обратно на Волошина. Волошин бьет. И Дмитрий Качнов вступил в игру и вступил очень удачно. Волошин на Афанасия Федорова. Федоров с левой ноги пробивает очень хорошо, мы это знаем, и с лету может зарядить прилично. На это и был расчет. Гонят трибуны вперед свою команду. Проблемы с обработкой мяча у Сидорова. Пестряков перехватывает мяч и хотел дать пас Айталу Бурцеву. Тут борьба за мяч очень динамичная. И смотрим сейчас Сидоров. Сидоров! Лыткин без проблем мяч зафиксировал. Афанасий Федоров с Бурцевым перепасовывается на своей половине поля. Звучит свисток. По всей видимости, мяч пересек линию. Так, ну, Вадим Юшинов, видимо, чем-то недоволен и высказывает, да, частенько вот что-то судье. Судья провел профилактическую беседу. Вот, конечно, капитанам, да, дозволено общаться с судьями, но все, конечно же, должно быть в рамках дозволенного. И, видимо, судья предупредил, что поменьше разговоров. Мы знаем, что за лишние разговорчики можно получить и желтую карточку. Афанасий Федоров вводит мяч в игру. Пестряков! Джилустан Пестряков открывает счет в этой встрече. Какой удар в исполнении Джилустана. Сходу пробил Джилустан. И удар оказался не берущимся для Дмитрия Качнова. 1-0. Хозяева соревнований, хозяева турнира, хозяева паркета вышли вперед. Смотрим на повторе, как это было. Тут хорошо отборолся Афанасий Федоров. Но с повторами у нас проблемы, конечно. Не то показывают. Надеюсь, что в последующем дело пойдет иначе. Сергей Волошин хорошо отборолся. И сейчас будет угловой. Афанасий Федоров блокировал передачу. И смотрим. Иван Сидоров и Владимир Потапов сейчас будут вводить мяч в игру. Владимир Потапов может сыграть бьющего. Два игрока сразу будут накрывать. Прострел вдоль ворот не пройдет. Сразу два игрока, Пестряков и Федоров, накрывали эту попытку.
Не проходит передача. Перехват, и сейчас опасный момент может получиться. В подкате стелется Джилстан Пестряков и успешно, без нарушения правил, и при этом еще и... Нет, мяч все-таки покинул предел игрового поля. Пыхтин. Против него Афанасий Федоров. Хорошо встретил Афанасий. Еще и Айтал Бурцев стелился в подкате. Качнов закидывает мяч. Ну и перевесить, конечно, в воздухе линчан, конечно, будет трудно, потому что все игроки рослые, габаритные. Ну и заброс тоже в одну сторону. Нарушение правил. У селданцев первый фол. Смена прошла в составе у Селдана. Сейчас на поле Владимир Жирков, Николай Савин. И вышел также капитан Андрей Иванов. И Родион Иванов также. Вот сейчас он встречает. Дальний удар. Ну, видимо, Василий Лыткин не видел начала удара. Потому что увереннее он сыграл бы. Тут ногами. Ну тут, да, из-под своего игрока мяч вылетал. Поэтому несколько сориентировался с небольшим опозданием страж ворот у селданской команды. Но главное, он угрозу от своих ворот отвел. Линчане разыгрывают аут. Подключают Качнова. Дмитрий Качнов. Мягкая подача верхом вперед. Линчане начинают организовывать свою атаку. Кислица дает пас назад. Юшинов. Юшинов находит передачей своего сокомандника. Тут активная борьба за мяч ведется. Да, Иван Пыхтин отборолся с Андреем Ивановым. Хорошо, плотно на ногах стоит 7-й номер линчан. Против Юшинова тут жестко было сыграно. Продолжается момент. И впоследствии Николай Савин мяч выбил. Аут. И сразу следует удар. Перекладина. Пушку расчехлил Владимир Потапов. Нормально зарядил. Николай Савин разгоняет атаку своей команды. Правым флагом сейчас пойдет игра. Неудачная передача. И пришлось фалить Родиону Иванову. Два нарушения правил совершили у селданцы. Юшинов. Не прошла передача. Ну и проводил до линии аута мяч Иван Сидоров. На кону выход в полуфинал. Тут Андрей Иванов доработал эпизод. Ну и потихоньку идет смена. Афанасий Федоров вновь на поле. Не поняли друг друга сейчас. Ну вот видите, друг друга не поняли Василий Лыткин со своим защитником. Лыткин кричал то, что он будет играть на этом мяче, то, что я. Ну и впоследствии вот угловой на ровном месте подарили соперникам. И удар следует. Никита Измайлов бил, и Талбурцев этот удар накрыл. Ну вот стартовая четверка практически сейчас на поле у селданцев. Пестряков, Афанасий Федоров и Айтал Бурцев. Так, ну тут зачем надо было налетать на вратаря, тогда как он уже мяч зафиксировал, Николай Измайлов.
Ну, да, по голове досталось Василию Лыткину. И ему потребуется некоторое время для того, чтобы прийти в себя. Но в свою очередь, конечно же, Николай Измайлов принес извинения. Футбол, мини-футбол — это контактный вид спорта. Здесь такое может быть. Сергей Волошин. Пестряков. Назад на Афанасия Федорова. Так, тут потеря, и опасно могло бы получиться, но Сергей Волошин мяч выбивает. Борьба за мяч у линии аута. И мяч достает у солдатских футболистов. Звучит свисток. Ну и сейчас игра будет возобновлена. Джилстан Пестряков отправлял мяч Афанасию Федорову. Не получилось. Отбор. Джилстан Пестряков играет на Айтала Бурцева. Джилстан Пестряков. Пестряков пробивал, но Юшинов в подкате заблокировал удар. Аут в пользу усть-солданской команды. И Афанасий Федоров дает на Сергея Волошина. Волошин пробил. Сергей Волошин, игрок Липецкого мини-футбольного клуба ЛКС. Кстати, очень интересный факт. Формы практически одинаковые. Вот сейчас Усть-Солдан играет в этом комплекте, черно-зеленом. У ЛКС практически такая же форма. И цветовая гамма. Я думаю, Сергею Волошину сейчас очень привычно, да, играть в подобной форме. Иван Пыхтин с мячом начинает атаку на своей команды. Пошел в обыгрыш, обыграл практически Пестрякова, развернулся. Передачу на Сидорова делает. Сидоров уходил от Афанасия Федорова. Желтая карточка сразу Афоне. Ну да, Иван Сидоров, конечно, позиционно обыграл уже Афанасия. Но тут уже Афанасий, да, по инерции уже он бедро выставлял. Нарушение правил, стандартное положение. Ну и сам Иван Сидоров сейчас у мяча. Будут разыгрывать. Юшинов. Сидоров. И Сидоров бьет. Подача верхом. Тут все это пробить не получится. Юшинов. Пыхтин. Растягивает игру. Ширину все площадки используют для венчания. Борьба в воздухе. Так, тут хорошая скидка на Айтала Бурцева. Бурцев навесом, да, искал Афанасия Федорова. Получилось чуть сильнее, чем хотелось бы. Но вообще, согласитесь, да, экзотика. Экзотика. Мини-футбол на открытом воздухе с таким красивым фоном. Я думаю, еще ни одни соревнования по мини-футболу с таким красивым фоном не проходили. Ну и, конечно, барабаны тоже сильно добавляют атмосферы. Иван Пыхтин. Волошин его встречает. Ну, усть-солданцы у себя встречают сейчас соперников. Передача, пусть и с рикошетом, но почти дошла до Вадима Хускулина. Лыткин забрасывает мяч в сторону половины поля соперника. Жирков играет на своего капитана. Сейчас Афанасий Федоров подключает
сокомандника. Удар, блок. Все еще надо играть. Мяч в поле. Так, угловой заработать не получилось. Активно трибуны поддерживают своих футболистов. Против Андрея Иванова были нарушены правила. Жирков. Ну, тут же Жирков страхует. Хорошо развернулся Потапов. Опасный момент. Ну и Жирков хорошо сыграл и доиграл этот эпизод. Бил Владимир Потапов. Минут и 35 секунд остается играть. Ну что-то уж совсем простенько. Владимир Потапов уже второй раз бьющего играет. Кислица. Вновь Кислица отдавал обратно на Потапова. И удар следует. Опасно. Но Василий Лыткин, как мы видели, контролировал ситуацию. По фолам у нас динамическое равновесие 3-3. По 3 нарушения правил набрали команды. Тут без вариантов Василий Лыткин берет мяч. Жирков. Качнов вводит мяч в игру. Атака Линчан. Захлебнулась на половине поля хозяев площадки. Судья просит отойти футболистов Усталданского Улуса на положенные 5 метров. Что-то непонятное. Разыграли линчане. Василий Лыткин закидывает мяч на Айтала Бурцева. Бурцев сигнализирует о том, что мяч покинул поле после касания игрока Линчан. Кислица боролся и правила нарушил. Дилустан Пестряков вышел на площадку. Афанасий Федоров слева. Бить пробует Афанасий. Угловой. Афанасий Федоров навешивает, и Пестряков сходу пробивает. Стартовая четверка сейчас у усталданцев. Волошин, Бурцев, Пестряков и Федоров. Вернулись они на паркет. Восстановились и сейчас будут играть. Удар! Удалось отбиться. Но тут с Василием Лыткиным
еще и боролись, да, футболисты Ленска. Так, ну, Тетюшинов, по всей видимости, продолжает активно общаться с судьями. Тут уже другой судья поговорил с Вадимом. Качнов. Есть падение, но нет свистка, надо играть. Афанасий Федоров сейчас будет разгонять атаку у солданцев. Налево он на Волошина хотел дать передачу, но атака уже первым темпом не пойдет. Пестряков. Хорошо, обратно получает Джилстан Пестряков. И передача на Афанасия Федорова. Ну и тут, конечно, столкновение. Качнов с Пестряковым столкнулись. Давайте смотреть на повторе. Ну это нарушение правил, конечно же. Джилстан Пестряков сделал передачу и перепрыгивал через Качнова, но Качнов вот выставленными руками все-таки, конечно же, сбил игрока Усть-Алданской команды. Ну и, как я понимаю, Усть-Алдан взял минутный перерыв. Сергей Павлович Скрябин сейчас активно обсуждает со своими подопечными, как же разыграть это стандартное положение. Ну и видим, что Сергей Волошин тоже активно разговаривает в этой команде. Он с Афанасием Федоровым имеет, пожалуй, самый богатый, да, вот багаж знаний и опыта. Ну и Джилстан, конечно, тоже. У Усть-Алдана, между прочим, да, 3 человека, которые играют в высшей лиге чемпионата России. Во втором дивизионе, во втором по силе дивизионе страны. А так нет, нарушения все-таки не назначили, да, как я понимаю? Отворот, да. Ну, странно. По факту-то Пестрякова сбили. Ну, смотрим. Пыхтин. Против него Айтал Бурцев. Хорошо отборолся. Пыхтин чем-то недоволен. И сейчас у нас начнутся последние 2 минуты чистого времени. Атакует Линчане левым флангом. От Пестрякова мяч уходит. Угловой будет. Подавать идет Вадим Юшинов, капитан ленской команды. На Сидорова следует подача. Сидоров идет в обыгрыш и справа заряжает. Но Волошин вроде бы мяча не коснулся. Будет отворот. Сергей Волошин подключает Пестрякова. Пестряков назад на Афанасия Федорова. Афанасий не решился пробить. Волошин. Волошин хорошо на Бурцева. Афоня возвращал Бурцеву. Ну и пробить может быть. Нет, передача следует. Но как здорово-то разыграли Пестряков. Сам не бил, делал передачу на Афанасия Федорова, на пустые ворота. Ну тут арбитр, да, вот по предыдущему эпизоду, тут когда мяч из зоны линчан выводился, тут Афанасий потолкался с игроком ленской команды. Судья это видел. Он попросил вопрос этот закрыть. Ребята, руки пожали. Играем дальше. Подходит завершение первый тайм. Согласитесь, напряженная игра.
единственный мяч забил Джулустан Пестряков. Но я думаю, нормально на этот гол мы в повторе посмотрим после. Но по завершению этого тайма Пыхтин неточную передачу делает, и мяч переходит к уйсалданцам. Да, неудачно ввели мяч в игру. И чуть до потери дела не дошло. Так, ну тут первый Василий Лыткин. И сразу бросает мяч в сторону Нет, это не Джулустан Пестряков, это Андрей Иванов, капитан команды. И нарушение правил. 4 нарушения правил в активе уйсалданских футболистов. В принципе, это уже, я думаю, не важно, потому что... Так, у нас есть еще и с таймером проблемы в сегодняшнем матче. 2 минуты только сейчас начинаются последние. Приносим свои извинения. Ну вот сейчас 2 минуты чистого времени. И смотрим, атака Линчан. А мог с этой позиции Владимир Потапов пробить. Пыхтин. Хорошо на дриблинге ушел от Жиркова, и удар. С щечки, да, с такой приличной дистанции. Владимир Потапов очень сильно пробил. Угловой. Кислица будет подавать. Прострел вдоль ворот. Но ни Потапов и ни Пыхтин не забегали по направлению траектории, которую задал Кислица. Джулустан хорошо обыграл и помешали ему сделать хорошую передачу. И Афанасий Федоров бьет, Юшанов блокирует. Мяч в игре. Афанасий Федоров себе на ход хорошо прокинул и упустил мяч в аут. Очень эмоционально отреагировал на свою ошибку Афанасий. Ну и Уйсалдан, конечно же, не спешит, да, вводить мяч в игру. Я не говорю то, что время идет во время аута, просто вот поставить, подышать, успокоиться, собраться с мыслями. Бурцев направо на Афанасия Федорова. Афанасий Федоров нашел пасом Джулустана Пестрякова. Джулустан Пестряков хорошо пошел в обыгрыш. Но я хотел на Бурцева мяч довести, но в итоге потеря. Юшинов. Пыхтин. Пыхтин отправляет мяч вперед на Росова Потапова. Развернулся и попробовал пробить 11-й номер ленской команды. Ну сколько у нас уже в сумме, вот интересно, этих блокшотов? 2 семерки противостоят друг другу. Пыхтин против Федорова. Так, ну тут Афанасий, да, он всегда, конечно же, заряжен. Именно спортивную агрессию, да, у него всегда ее достаточно. Вот, что там Афанасий, да, например, потолкался. Вот я уже сейчас не вспомню, с Кислицей, что ли. Судья это заметил, и после того, как дождался, пока мяч не покинет поле, и провел профилактическую беседу с Афанасием. Но тут тоже, видите, Афанасий сильно отмахнулся рукой в сторону соперника.
Смотрим. Да, неудачная передача, и линчане также ошибаются. Ну и диктор на арене информирует о том, что 13 секунд осталось до конца первого тайма. Напряженное противостояние Ленского района и Усть-Алданского улуса. Но сейчас у Алексея Нечая с Иваном Сидоровым и у Сергея Скрябина будет ровно минута для того, чтобы дать установки касательно плана на оставшееся время. Ленчане установки получили и возвращаются на игровую площадку. Смотрим. Да, Сидоров, мне кажется, даже специально пропустил, показав, что якобы играет по мячу, но чтобы футболист Усть-Алдана не бежал до линии аута. Иван Сидоров делает навес, но сильным навес получился, и все, звучит свисток, который отправляет команды отдыхать. По итогам первой 25-минутки впереди усть-алданские футболисты. Напомню, единственный мяч забил Джулустан Пестряков. Дорогие друзья, не переключайтесь, скоро мы начнем смотреть второй тайм, а пока предлагаем вашему вниманию хайлайты минувшего тайма.
Друзья, думаю, вы прекрасно чувствуете атмосферу, которая царит у нас на хоккейном корте. Фанаты, болельщики активным скандированием начинают второй тайм нашей встречи, четвертьфинальной встречи. Ленский район играет против хозяев соревнований первой команды Усть-Алданского улуса. Много любителей спорта, в частности мини-футбола, сейчас находится на корте, активно поддерживают команду Усть-Алданского улуса. Сейчас не доходит мяч до Айтала Бурцева. Была там небольшая срезка. Афанасий Федоров. Передача на Пестрякова. И как сегодня стреляет, да, Джилстан Пестряков? Это дубль. Дубль Джилстана Пестрякова. Но сегодня удары Пестрякова идут. Отлично зарядил Джилстан Пестряков. Ну и смотрите, линчане поспешили, сразу же вводят мяч в игру. Ну и Пестряков оформляет дубль. И тут же опасный момент у ворот усть-алданцев. Линчане с мячом. Пыхтин. Кто у нас справа? Там Сидоров. С Джилстаном Пестряковым боролся. Напомним, что это стадия 1/4 финала. От греха подальше. Выбивает мяч вратарь. И смотрим. Угловой. С острого угла пробивал Сергей Волошин. И Качнов забрасывает мяч сразу туда, в сторону штрафной. Ну, рост, да, вот таких игроков, как Потапов, конечно, позволяет. Не только рост и габариты позволяют хорошо бороться за верховые мячи. В плане физики у линчан есть преимущество. На дальней штанге Юшинов будет ждать передачи. Иван Пыхтин бьет. Волошин блокирует. И линчане сейчас будут уже второй волной организовать атаку. Пыхтин. Аут. И смена в составе усть-алданской команды. Как я понимаю, Волошин покинул площадку. Пестряков все еще остается. Пестряков. Хорошо, тут Жирков отборолся за мяч, сохранил. Ну и слева, почему бы сразу не дать? И удар! Мяч все еще в поле, надо играть. Ну, Андрей Иванов, да, вот чуть ли не криками достучался до своего сокомандника Владимира Жиркова. Владимир Жирков почему-то действительно немножко придержал мяч. Нет, не угловой, а аут. Жирков ищет варианты. Сидоров отыгрывает передачи с ближним. Лыткин забрасывает хорошо, и тут хорошо очень
Андрей Иванов устоял, да, в принципе, на ногах против защитников ленской команды, но все же не удалось ему развить эту атаку. Жирков забрасывает вперед на Иванова, но сильно получилось. Ну, активно используют, да, вратари обеих команд вот забросы. Что удивительно, да, вот устилданцы тоже очень даже продуктивно это используют. Если, например, в случае с Ленским районом это понятно, ввиду того, что рослые ребята играют, да, за ленчан. Но устилданцы вот именно за счет молниеносных открываний, вот как сейчас, да, в предыдущем эпизоде Андрей Иванов же, в принципе, мог развернуться и пробить. Мяч все еще в игре. Чуть больше 5 минут команды отыграли во втором тайме. Благодаря двум результативным ударам Джулстана Пестрякова команда хозяев паркета ведет. Пыхтин. Хороший дриблинг продемонстрировал и до Потапова мяч почти довел. Юшанов. Пыхтин. Хорошо себе на ход. Мяч прокинул, но тут грамотно очень действовал Владимир Жирков. Сыграл плечо в плечо. Таким образом проводил мяч до аута. И звучит свисток. Так, тут стычка. Андрей Иванов. Потолкался, да, со своим соперником. Обменялись там парочкой слов, и арбитр сразу же пресек данный конфликт. Юшанов пробивает. Спокойно Василий Лыткин берет этот мяч. И Жирков сейчас будет разгонять атаку. Но чуть сильнее бы, да? Ну, не забываем, что у нас поле находится рядом с дорогой. И проблемы с пылью, они, конечно же, все-таки имеются. Иногда вот так обидно, в самый такой нужный момент футболисты у нас подскальзываются. Пыхтин. Вперед на правый фланг. Борьба за мяч и аут в пользу устилданских футболистов. Ну и стартовая четверка сейчас на площадке у устилданцев. Бурцев, Волошин, Пестряков, Федоров. На кону выход в полуфинал турнира. Тут Бурцев, да, пытался всеми силами, конечно же, к мячу выйти. Но передача на Афанасия не проходит. Ну, нужно прессинговать сейчас. Но немного Джулстан Пестряков, конечно, тут перестарался, но судьи не стали свистеть. Ушел мяч. Так, второй мяч надо убрать с игровой зоны. Идет атака линчан. Не успел к этому мячу Олег Кислица. Неточная передача. Тут Сидоров на перехвате сыграл, но оставить мяч в поле у него не получилось. Сегодня мы также увидим и на паркете вторую команду устилданского улуса. Сразу после этой игры нас ждет второе заречное дерби в рамках этого турнира.
Мигна Кангалаский Улус играет со второй командой Усть-Алданского района. Но до этого мы еще дойдем. Ух, как красиво тут действует, да? И до удара доводит. Это Николай Измайлов. Красиво подработал мяч. И до удара дело довел. Сидоров. Против него Волошин. Пыхтин. Бурцев его встречает. По игроку действуют усть-алданцы. Ну и тут Пестряков правила нарушает. Второе по счету нарушение правил. И назначается штрафной удар. Стенка из 2 человек выстраивается. Ну, разыгрывать будут. Да, таки есть. И удар! Лыткин. С рефлексами все хорошо. У Василия. Потапов пробивал. Потапов не смог передачу выполнить. Сидоров идет в обыгрыш. Уходит от Бурцева. Прострел. И от Волошина мяч. Уходит на угловой. И удар будет. И тут на добивание не удалось сыграть. Василий Лыткин справился. Сергей Волошин передачей хотел найти Айтала Бурцева. Но линчане очень быстро вернулись и эту возможность нейтрализовали. Афанасий Федоров заряжал с острого угла. Афанасий. Повторение предыдущего эпизода. И прострелить надо. После свистка уже Джилустан Пестряков наносил второй удар. Ну и в этом эпизоде у Пестрякова небольшое повреждение. Проблемы с правой ногой возникли у Джилустана. И, по всей видимости, потребуется помощь медицинского персонала. Надеемся, что все обойдется обычной заморозкой. Ну тут да, конечно. Сидоров. Пнул не по игровому снаряду, а по ноге Джилустана Пестрякова. Так, и Качнов сейчас будет вводить мяч в игру. Мяч пределы поля покидает. Ешинов. Пыхтин заблокировал, да, это Лабурцева. Сидоров переводит мяч направо. Стоит отметить Василия Лыткина. Хорошую встречу проводит страж ворот хозяев. Очень надежно играет Василий. Афанасий Федоров выносит мяч. Продолжает Ленский район, да, вот искать возможности для проведения своей результативной атаки. Но усть-алданцы очень хорошо обороняются и хорошо атакуют. Афанасий Федоров
откликнулся на эту передачу, но Качнов на выходе безупречно сыграл. Порядка 10 минут остается. Афанасий бьет. Айталбурцев играет с Лыткиным. Жирков на подборе хорошо сыграл, нарушение правил. Андрей Иванов нарушил правила. Три нарушения правил у усталданцев. Ошибаются линчане, и сейчас Андрей Иванов будет разыгрывать аут с Жирковым. Да, отчаянно, конечно, хотел оставить мяч в поле Николай Савин. И улетел Николай за пределы паркета. Надеюсь, там без повреждений, потому что у нас паркет установлен на бетоне. Время оттает. Это я говорю касательно линчан, потому что линчане им надо отыгрывать 2 мяча, как минимум. Сидоров сыграл на опережение, но мяч переходит к усталданцам. Джилстан, Пестряков, Сергей Волошин, Пестряков, Волошин. Назад отходит Волошин. Пас на Лыткина и неудачный вынос. Проходит передача. Аут в пользу линчан. Вишинов. Ну что тут, неправильный ввод мяча. И удар. Но мяч вроде на линии был, так что это, видимо, время истекло. Сколько там давали? 5 секунд на ввод мяча. И мяч поэтому перешел к усталданцам. Виктор Винокуров вводит мяч в игру. Мало сегодня Виктор появлялся на площадке. И Волошин хорошо прочитал намерение соперника и мяч выбил. Хорошая передача. Джилстан Пестряков. Сигнализирует Джилстан о том, что Качнов играл руками вне штрафной. И удар. Смотрите, как сильно, да, пробили, но Василий Лыткин справился, пусть и не с первого раза. И сейчас Пестряков направо хотел дать, но Владимир Потапов вернулся. Ну, Качнов хорошо на выходах играет, да? Даже если когда он не первый на мяче, вот как сейчас, да? Не дал себя переиграть. Пыхтин.
Смотрим. Я напомню, что мы играем 23 минуты грязного времени, и последние 2 минуты идут с остановками. Афанасий Федоров. Нет, Бурцев. Вот Афанасий Федоров. Ну, Афанасий Федоров тут делал передачу, да, как говорится, на чувстве. Зная то, что примерно там должен оказаться его товарищ по команде. И Ленский район начинает разыгрывать свою комбинацию. Пыхтин. Сидоров. Федоров его встречает. Ну и Ленск тоже активно поддерживает. Хускулин. Потапов в касание отправляет мяч дальше. Хорошо тут развернулся, да? Хускулин. Хорошо на ногах стоял Хускулин и хорошо отыграл этот момент. Досталось в этом эпизоде Василию Лыткину. Я думаю, пятого полевого в скором времени пятого полевого выпустят линчане. Вот развернулся, не успел к мячу. Вот в этом эпизоде, да, вот за кадром, конечно, осталось, но, видимо, не знаю, рукой отмахнулся игрок Ленского района. Минутный тайм-аут. И сейчас я смотрю. Да, пятый полевой выйдет в составе Ленского района. Достали манишку. Ну и порядка 3 минут. Это у нас чуть больше минуты грязного времени и 2 минуты чистого. Этого достаточно, чтобы отыграть 2 минуты. Это приличное количество времени. Ну и будет очень интересно посмотреть на то, как ленчане будут разыгрывать пятого полевого. Завершилась минутная пауза. И ленчане сейчас будут играть в 5 полевых. Но тут один Пестряков не дает, да, выйти ленчанам из своей половины поля. Сколько проблем доставил Джилстан. В итоге вынудил ошибиться соперников. Обратная замена вратаря тем временем у ленчан. И здорово! И Качнов. И Жирков. И бить будет Жирков. И вновь на высоте Качнов. Да, выше всяких похвал сегодня играет Дмитрий Качнов. Дмитрий Качнов. Мы смотрим. Сейчас будут пытаться раскачивать. Пытаются раскачать соперников
Линчане, Пыхтин. Сидоров. И аут. Ну, конечно, усталданцы не спешат вводить мяч в игру, потому что у нас все еще идет грязное время. Время играет в пользу усталданцев. Родион Иванов не успел к мячу. Пыхтин. Близится к завершению данная встреча. Усталданцы очень близки к тому, чтобы выйти в полуфинал нашего турнира. И смена в составе Усталдана. А, 2 минуты чистого времени осталось играть и 50 секунд грязного. Линчане с углового начинает атаку. Сергей Волошин хорошо на перехвате сыграл. Можно было бы выбегать на пустые ворота. Не получилось. Смотрим. Пыхтин. Ну, это, не знаю, скорее не удар, а передача на правую штангу. Отборолись хорошо в этом эпизоде. И держит мяч усталданцы. Ну, сейчас с началом чистого времени. Опасно! И ворота пустые. Бить надо. Мимо. Малого не хватило, да? Спешат линчане. Потапов. Сидоров обратно на Потапова. Но тут втроем сразу накрывали. Ну и, конечно же, стоит отдать должное Василию Лыткину. Весь матч он сегодня проводит на рамах и тоже очень хорошо действует. Если же мы говорим про Дмитрия Качнова, то он играл здорово сегодня на выходах, то Лыткин, в принципе, во всех аспектах был очень хорош. Продолжает очень уверенно играть. Активно, конечно, поддерживают своих футболистов усталданские болельщики. Они, кстати, после этой игры сразу же еще и начнут болеть за вторую команду Усталданского Улуса, которая после этого матча сойдется с командой Мегина Кангаласского Улуса. Тут, конечно, очень ответственная стадия. И плюс принципиальное это противостояние. Тоже будет очень интересная игра. Так, у линчан состоялась обратная замена вратаря. И все, Качнов покидает площадку. 5 полевых. Играет линчане. Пыхтин. Пыхтин. Сидоров. Афанасий, когда его прессинговал. Передача вдоль ворот. И на этот раз может быть. Но с камерами у нас беда, конечно, сегодня. Очень многое пропускаем. А если гол был бы сейчас? Сидоров дальше на 5-го полевого. Но, конечно, играть 5 полевых – это риск определенный. Ну и так часто бывает. Либо же команда, выпуская 5-го полевого, выполняет свою задачу и сравнивает счет, либо же пропускают, да, вот от ворот до ворот. Ну, сколько? Усталданцы уже 2 раза пытались пробить. Пока нет. Ну, хорошо держатся усталданцы, компактно очень обороняются. Реагируют на все передвижения линчан.
Ну и, конечно, запредельная мотивация у футболистов Устюг-Алданского Улуса. При родных стенах, при родных бортиках, вернее, выйти в полуфинал турнира. Василий Лыткин, один из героев сегодняшней встречи, отправляет мяч сразу в аут. Ну, до этого тоже так же устюгданцы, да, вот отправляли мяч вперед, и, ну, это с мыслью о том, чтобы, например, окажись там условный Пестряков, да, и подержи мяч у линии аута, выиграй там 10-15 секунд. Сидоров ушел в сторону от Афанасия, но Сергей Волошин не дал прострелить вдоль ворот. Сидоров. Пыхтин. Нет, он бить не будет. Будут пытаться линчане сейчас раскачать команду Устюг-Алданского Улуса, искать коридоры или же возможность выйти на ударную позицию. Отбор. Но и сейчас Волошин, ну, решил пойти в обыгрыш, но Пыхтин хорошо отыграл. Вот этот момент, да. Сидоров на дальней стоял, но не среагировал, да, Сидоров? Не был готов к такому повороту событий. Тут Качнов успел выйти, обратная замена вратаря. И над лежащим Сергеем Волошиным он уже выбивал мяч. Финальный свисток, который фиксирует победу хозяев площадки со счетом 2-0. Устюг-Алданский Улус побеждает и выходит в полуфинал турнира. Ну и как радуются ребята, да? Заслуженная победа, молодцы. Мы поздравляем команду Устюг-Алданского Улуса, поздравляем всех, кто болел за эту команду. Действительно, очень-очень с хорошим настроем вышли футболисты Устюг-Алданского Улуса. Это было видно на протяжении всей игры. И, конечно же, отдельные похвалы заслуживает и Джулстан Пестряков, который нанес 2 неотразимых удара и выполнил большой объем работы. И, конечно же, Василий Лыткин, который сегодня был очень надежен на рамах. И на этом мы прервемся. Мы еще раз анонсируем, что в скором времени мы начнем трансляцию второго заречного дерби. Вторая команда Устюг-Алданского Улуса сыграет с Мегина Кангаласским Улусом. Но мы еще раз поздравляем Устюг-Алданский Улус с тем, что они вышли в полуфинал. Оставайтесь с нами, друзья.
История нашей науки очень интересная. Создание нашей республики, наши лидеры. Аюнский был первым нашим ученым, а Амосов инициировав проведение якутской экспедиции Академии наук 25-31 годов. Поэтому наши юные, молодые руководители были с самого начала привержены науке. Никита Гаврилович Соломонов, заслуженный деятель науки Якутской АССР и РСФСР, член-корреспондент, советник РАН, академик Академии наук Республики Саха-Якутия, доктор биологических наук, профессор, общественный деятель, почетный гражданин Республики Саха-Якутия. Стремление к учебе у нашей молодежи, у детей, было с самого раннего детства. Это очень интересный период жизни нашей страны, и я являюсь как бы свидетелем этого интересного периода. Выдающийся ученый Якутии, человек целой эпохи, великих свершений в стране, почти ровесник автономии республики. Он внес огромный вклад в изучение структуры и функционирования северных экосистем, охраны окружающей среды Крайнего Севера. При его непосредственном участии увидела свет Красная книга Якутии. Были открыты Международная биологическая станция Лена Норденшельд, ресурсный резерв Кыталык. Он является одним из инициаторов включения Национального парка Ленские столбы в объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, способствовал организации сети особо охраняемых территорий в республике, которые сейчас занимают более 30% площади Якутии. Им разработаны и проведены многие открытия, совместные с зарубежными партнерами работы по изучению экологии и миграции уникальных птиц Севера. Начаты многолетние международные исследования роли растений и животных мерзлотных регионов в глобальных изменениях климата совместно с японскими учеными. Научная школа Никиты Гавриловича включает 17 докторов и 30 кандидатов наук. Профессор является автором и соавтором 280 научных работ, 7 монографий. Средних так называемых, даже, может быть, слабых считавшихся ребят, выдающиеся результаты получаются. И у нас очень много примеров, которые говорят о том, что вот многие участники всесоюзных, всероссийских и международных всяких конференций школьных и всяких выставок и так далее. Это средние ученики. Я думаю, что раскрытие талантов скрытых, не понятых самими ребятами, учителями незамеченных. И вот среди тех, кто вот незамеченным был, очень большой процент. Высшее техническое училище имени Баумана. Вот. Доброго времени суток, дорогие любители спорта. Национальная вещательная компания «Саха» начинает прямую трансляцию села Барагонцы Усть-Алданского района, где у нас стартует встреча 1/4 финала турнира по мини-футболу в рамках 8-х по счету спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Встречаются команды Мегино-Кангаласского улуса и Усть-Алданского улуса. Отметим, что Усть-Алданский улус, мы говорим про вторую команду. Заречное дерби, второе заречное дерби в рамках данного турнира. И сейчас в начале матча давайте пробежимся по составам играющих команд. Матч обещает быть очень интересным. Начнем с номинальных гостей. В данном случае, как бы это странно ни звучало, это вторая команда Усть-Алданского улуса. Вратари номер 1 Гаврил Портнягин и 9 Дмитрий Сухоцкий. Полевые игроки: Афанасий Домотов, 7-й, 6-й Джулус Петров, 11-й Артем Соловьев, 8-й Николай Федоров, 15-й Василий Федоров, 14-й Семен Афанасьев, 5-й Артур Румянцев, 13-й Дмитрий Румянцев, 17-й Валентин Жирков, 10-й Айсен Бочкарев, капитан команды, Степан Васильев, тренер команды. Перейдем к составу Мегино-Кангаласского улуса.
вратарь номер 1 Айсен Савин, 10 Михаил Никифоров, 13 Алексей Дмитриев, 8 Владимир Аросин, 3 Евгений Скрябин, капитан команды, 77 Рустам Ларионов, 4 Юрий Афанасьев, 11 Николай Дьяконов, 7 Игорь Дегтярев, 19 Эдуард Афанасьев, 12 Данил Бурнашов, 9 Лев Захаров. Ну и теперь озвучили составы. Полностью давайте сконцентрируемся на происходящем на площадке. Было у нас уже одно заречное дерби Заречья в рамках группового этапа. Как мы помним, первая команда Усть-Алданского Улуса тогда со счетом 5-3 уступила Мегино-Кангаласской сборной. Хорошо борется Владимир Аросин. До этого тоже столкновения были, но все пока в пределах правил. Много борьбы мы видим, и много борьбы еще будет в дальнейшем. Евгений Скрябин сейчас падал, но судья дает бороться, видимо, понимая, что это действительно принципиальное противостояние. Так, что в итоге? Неправильный ввод мяча. Напомню, что это четвертьфинал, на кону выход в полуфинал. Михаил Никифоров. Айсен Савин. Ох, какая ошибка. Это Владимир Аросин в просевшей ситуации мяч упустил. Афанасий Доматов вводит мяч в игру. Айсен Бочкарев отыгрывает назад на Джилуса Петрова. Айсен Бочкарев вновь с мячом. Передача налево. И хорошо сейчас может получиться. Джилус Петров отвоевал мяч и сохраняет его в поле. Но тут, конечно, с Алексеем Дмитриевым бороться тяжело. Потому что Алексей Дмитриев очень габаритный игрок, который хорошо стоит, плотно стоит на ногах. Ну, давайте мы можем обратиться к итогам выступлений данных команд на стадии группового этапа. Мегинцы вышли с первого места группы С. Они в рамках предварительной части турнира со счетом 5-3 выиграли Усть-Алданский Улус. Мы об этом уже говорили. Во второй встрече в настоящем триллере мегинцы со счетом 4-3 переиграли Нюрбинский Улус. Усть-Алданский, вторая усть-алданская команда вышла из очень сложной группы, где играли Ленские, СВФУ. Помимо них и усть-алданцы в первой встрече со счетом 1-2 уступили Ленскому району. И во второй встрече сыграли в ничью с командой Северо-Восточного федерального университета. И вот этого вполне хватило, чтобы выйти из такой сложной группы. Ну и, конечно же, мы проинформируем вас касательно того, что перед этой игрой играла первая команда Усть-Алданского Улуса, которая победила Ленский район. Досмотрим этот момент. Выход 1 на 1. Но тут и вратарь, в принципе, был в позиции. Два полевых еще защищали ворота. Ну так вот, первая команда Усть-Алданского Улуса со счетом 2-0 благодаря двум результативным ударам Джилустана Пестрякова наконец-таки обыграла Ленский район. Давненько первая команда Усть-Алдана не побеждала линчан. И это случилось на радость собравшимся зрителям при родных стенах, при родных бортиках хоккейного корта. Со счетом 2-0 местные футболисты, хозяева паркета, одержали победу и вышли в полуфинал. Ну и сейчас тоже разыгрывается путевка в полуфинал. Мегинцы в атаке. Смотрим. Рустам Ларионов пошел в обыгрыш. Очень легко уходил. Но тут стоит похвалить, конечно же, действия Николая Федорова. Хорошо стелился в подкат и не просто остановил атаку, но и оставил мяч у своей команды. Афанасий Доматов отыгрывает назад. Передача верхом вперед не получилось.
Ну и, конечно, очень интересный турнир у нас проходит. Сегодня после этой игры будет последняя встреча в рамках 1/4 финала турнира, где якут встретится с Оленёкским улусом. Этим матчем мы закроем программу 4-го соревновательного дня. Завтра мы смотрим игры за 9 и 11 места, потом сразу переходим к полуфиналам. Смотрим, мегинцы контролируют. Рустам Ларионов смещается в центр и показывает, что будет бить, но тут же останавливает мяч. И удар в ближний угол. Ну и вратарь был на готове. Еще один удар. Сигнализирует, да? Игрок мегинцев Николай Дьяконов о том, что не было ли случаем там касания игрока усть-талданской команды. Но всегда, конечно, встреча Мегино-Кангаласского улуса с усть-талданским улусом — это, конечно же, всегда очень напряженное, принципиальное противостояние. Какой был аншлаг во время группового этапа, когда мегинцы играли с первой командой усть-талданцев. Там, конечно, напряжение чувствовалось, прям напряжение серьезное было. Но вот сейчас тоже отношение к этому матчу точно такое же, есть принципиальность, ну и тем более очень важная стадия. На кону выход в четвертьфинал турнира. Но Семен Афанасьев сейчас пробивал. Дистанция достаточно серьезная, да и удар получился не самым важным. Валентин... Нет, конечно же, это... Михаил Никифоров на дальнюю штангу мяч отправлял. Михаил Никифоров. Хорошая передача, обработать не получилось. Николай Дьяконов был, в принципе, на очень опасной позиции. Мяч в игре. Зрители гонят вперед свою команду. И тут может что-либо дополучиться. Передача на набегающих игроков в исполнении Дмитрия Румянцева не прошла. Мегинцы успели вернуться. Аут. Семен Афанасьев. Это скорее удар был, нежели прострел. И Валентин Жирков сейчас вновь будет вводить мяч в игру. И потеря мяча. Мегинцы будут вводить с аута. Владимир Аросин играет на Айсена Савина. Но я напомню, что на прошлых играх в Амгинском улусе в 2019 году Мегино-Кангаласский улус был очень близок к тому, чтобы взойти на высшую ступень пьедестала турнира по мини-футболу. Тогда мегинцы с двумя звездами высшей лиги, которые выступали тогда за «Зарю», Дмитрием Матицыным и Алексеем Костенко, вышли в финал турнира и в финале уступили сборной команде города Якутска. Основное дополнительное время тогда завершилось со счетом 2-2, и в серии пенальти столичные футболисты оказались точнее. Уверен, на этот турнир мегинцы также настроены очень хорошо и имеют высокие амбиции. Алексей Дмитриев играет на ближнего. Так, звучит свисток. Евгений Скрябин, капитан команды, передает мяч Михаилу Никифорову. Михаил Никифоров.
Вот эти вот фирменные, да, обманные движения и удар с левой. Но, правда, по меркам Михаила Никифорова этот удар получился слабым. И от Владимира Росина мяч уходит, потому что мы все знаем, как может пробить Михаил Никифоров. Передача верхом, далеко вперед. Айсен Савин вытянулся в струнку и сохранил мяч в поле. Страж ворот мегинской команды Айсен Савин. Тоже человек из высшей лиги России. Выступает за столичную «Зарю». Айсен Савин парень опытный. И, конечно же, он играет очень важную роль в успехах своей команды. Никифоров играет на... Так, смотрим. Потеря. Ох! Евгений Скрябин очень жестко сыграл против своего соперника. Правда, сразу же приносит извинения, помогает встать. Два капитана сошлись, да? В этой борьбе. Да. За пределы игровой площадки отправил Айсена Бочкарева. Короткая профилактическая беседа, после которой дается свисток. Николай Федоров вводит мяч в игру. Бочкарев переводит на левый фланг. Бочкарев вновь с мячом. Никифоров его прессингует. Ну, очень комфортная погода. Вот ближе к вечеру, да, стало достаточно прохладно, чтобы не страдать, да, от этой невыносимой жары. Больше 30 градусов, выше 30 градусов. Сейчас вполне очень комфортные условия для того, чтобы действительно продемонстрировать мини-футбол с высокой динамикой и с хорошими передвижениями по площадке. Что одна, другая, что одна, что другая команда могут это продемонстрировать. И мы это видим. Николай Дьяконов бил в нижний угол. Но Гаврил Портнягин на месте. Мегинцы разыгрывают аут. Рустам Ларионов показал пару обманных движений. И будет прострел вдоль ворот. Но тут, да, Игорь Дегтярев не имел хорошую возможность для того, чтобы мяч в пустые ворота закатить. Но не получилось. Навес вперед, но не пошел к этому мячу. Игрок в нападении Игорь Дегтярев отыгрывает назад. Рустам Ларионов. Юрий Афанасьев. Назад на Дьяконова. Дьяконов на Рустама Ларионова. Рустам смещается ближе к центру. И пробел. И перед воротами, да, у нас Игорь Дегтярев оказался. В принципе, начни он движение чуть раньше, то он мог бы замыкать. И устилданцы идут вперед. Игорь Дегтярев тут успел вернуться и в рамках правил он вел борьбу за мяч. Рустам Ларионов. Потеря мяча, и сейчас Устилдан побежит в контратаку. Борьба.
Да, не поняли друг друга солданцы в этом эпизоде. Ну и тут же вратарь не точно выбрасывает мяч в игру. И усилданцы снова будут начинать организовывать атаку со своей половины поля. Потеря. Рустам Ларионов. Да, под прессингом. В спешке мяч отправляет в аут. Так, что у нас тут? Ну, видимо, тоже, да, вот какая-то короткая перепалка у нас случилась. И арбитр проводит профилактическую беседу. Объяснил он что-то Николаю Дьяконову и Афанасию Домотову. Домотов устоял на ногах. Я думаю, отложенного фола не будет. Домотов хороший навес сделал. И Дмитрий Румянцев мог теоретически, да, замкнуть. Попробовать провить головой. Никифоров вновь на поле. Рустам Ларионов. Рустам Ларионов любит и умеет идти в обыгрыш. Вот и есть Рустам Ларионов. Открывает счет в этой встрече. 77-й номер Мегино-Кангаласской сборной Рустам Ларионов. Вот это было затишье перед бурей, да, когда вот Рустам получил и начал потихонечку раскачивать своих соперников. Сместился в центр и неотразимо пробил Рустам Ларионов. Это он умеет прекрасно. И Мегино-Кангаласский улус в этом принципиальнейшем противостоянии выходит вперед. Рустам Ларионов открывает счет. Ну и хорошо тут действует Алексей Дмитриев. Мяч для своей команды отвоевал. Ну вот смотрим. Вот этими вот обманными, да, движениями раскачал соперника. И, конечно, удар получился очень хорошим. Передача, вот и есть удар. Еще удар. Продолжается атака у сталданцев. Так, нету свистка, можно продолжать. И выход 1 на 1. Тут проткнуть мяч мимо вратаря, да, протолкнуть мяч. Но нет. И вот сейчас на встречных курсах идет ответная атака. Удар, Айсен Савин. И празднует свой сейф Айсен Савин. Отворот. Мне вот с общей камеры показалось, что Савин коснулся мяча. Но в предыдущем эпизоде, конечно, Айсен Савин здорово сыграл. Ну и как хорош Алексей Дмитриев вот в оборонительных действиях и вот на перехватах. Вот сейчас тоже остановил атаку. Один из самых опытных футболистов Мегино-Кангаласской сборной. Сколько он уже выступает? Усталдан. Ну, в принципе, как хорошо тут двигался Николай Федоров, да? Ушел от одного соперника, ну и далее развить атаку не получилось. Николай Федоров может сейчас играть бьющего, но только после того, как судья попросит футболистов отойти на 5 метров. Михаил Никифоров тут же идет навстречу и отбирает мяч. И удар. Вновь Михаил Никифоров вырастает на пути мяча. Очередной аут. Разыграли иначе. Пробивал Семен Афанасьев. И Айсен Савин. Михаил Никифоров передачу делал наперед. И ой, здорово, как тут разобрался. И нет, пробить не получилось. Афанасий Домотов очень технично разобрался с соперником. Ну вот сколько, да, уже эпизодов мы вот прям с первого дня видим, как все-таки пыль мешает футболистам.
Не хватает нужного сцепления с поверхностью. И минутный перерыв берет тренерский штаб сборной Мегина Кангласского улуса. Близится к завершению первый тайм. А я напомню, что это матч стадии 1/4 финала, где победитель выйдет в 1/2. Активное обсуждение там идет. Планшет используется. Обсуждается тактика, рисунок игры, возможное передвижение футболистов. Все, прозвучал свисток, и футболисты сейчас вернутся к игре. Рустам Ларионов навешивает в штрафную. И Никифоров! Ух, с этого ракурса, да, было очень хорошо видно, с какой траектории мяч полетел после удара Михаила. В воздухе там боролся Владимир Аросин. После Михаил пробил. Но тут, конечно, первый на мяче Айсен Савин. Лейкинцы продолжают атаку. Рустам Ларионов. Вот видите, вот пыльно, да, и Рустам Ларионов прямо в ходе атаки вот протирает ладошкой подошву, чтобы улучшить сцепление. Конечно, при обычных... Ох, тут вдоль ворот прострел, и не смог Аросин, да, успеть поставить ногу, подставить ногу. Вот о пыли вот обычно же, конечно же, при остановках игры обычно игроки, да, протирают ладонью подошву. Так, тут столкновение. Досталось игроку Усть-Алданской команды Николаю Федорову, но с ним все в порядке. Да, пас пяткой не прошел. Так, создается такое впечатление, что дождь будет. Надеюсь, что матч с Якутском и Оленёкским мы посмотрим при нормальных условиях. Тем временем мегинцы атакуют. Мяч на правом фланге. Будет ли прострел вдоль ворот или Рустаму Ларионову? Вот смотрите! И как же хорош вратарь! Гаврил Портнягин. Эти аплодисменты адресуются именно ему. В упор Алексей Дмитриев расстреливал ворота. О, Гаврил Портнягин вышел победителем из этой серьезной дуэли. Но в конце первого тайма, да, пропустить второй было бы обидно. Нарушение правил. За майку придерживали Юрия Афанасьева. Арбитры все это прекрасно видят. Рустам Ларионов. Рустам Ларионов. Юрий Афанасьев. Юрий Афанасьев пошел в обыгрыш. И отсюда бить можно. Игорь Дегтярев продолжает борьбу за мяч. Разводит руками, да? Дегтярев, сигнализируя о том, что в этом эпизоде против него правила нарушались. Николай Дьяконов не позволил ему, Джилус Петров, пройти дальше. Сохраняется минимальное преимущество футболистов Мегина Кангаласской сборной. Рустам Ларионов. Ну что, и пробить можно, и рикошет. Ну и, конечно же, Гаврил Портнягин подсказывает своим защитникам. Рустам Ларионов. И сразу удар. Активен сегодня Николай Дьяконов. И, конечно же, Гаврил Портнягин очень здорово вступает в игру раз за разом.
Ух, тут мяч. Как я понимаю, коснулся мяч все-таки, да, Гаврила Портнягина, и каким-то образом не залетел в ворота. Повезло в этом эпизоде. И Рустам Ларионов уже отправляется подавать угловой с другой стороны. Но не прошла передача, и падение. Сейчас можно выбежать 1 на 1. Удар Айсен Савин. Хороший Айсен Савин. И усалданцы берут минутный перерыв. Ну, казалось бы, да, на ровном месте. Ну, кто падал? Ну, на повторе, я думаю, мы разберемся. И чуть не привез, да? Гол, но Айсен Савин выручил. Айсен Савин очень уверенно, как настоящий профессионал, стоял до конца на ногах. И, как мы видели, это было абсолютно верным решением. Грудью отразил. Но коллектив Усть-Алданского района, конечно же, сейчас ставит задачу сравнять счет, чтобы вторую 25-минутку начинать с нуля, да? Посмотрим, какие изменения будут в игре Усть-Алданской команды в оставшееся время. Юлус Петров вводит мяч в игру. Неточная передача, и Николай Дьяконов выбивает мяч. Юлус Петров. Что-то очень интересное придумали. Вернее, что-то пошло не так. Смотрим. Удар с острого угла. Развернулся, передачу выполнил. Так, от кого мяч ушел? Аут в пользу усть-алданцев. Так, надо отойти на 5 метров. Предусмотренные правилами Ассоциации мини-футбола России. Вот судья убедился, что все стоят на нужном расстоянии. И сейчас Юлус Петров будет играть бьющего. Нет, это Бочкарев пробивал. И сейчас выход 1 на 1. Смотрим. С острого угла бьет. Штанга. Штанга играет на стороне усть-алданской команды. Юрий Афанасьев выбегал 1 на 1 после от ошибки алданских футболистов. Угловой. Ну, прижимают, да, усть-алданцы своих соперников к их воротам. И мегинцы вот на контратаке выбегают. Быстро вводит Айсен Савин мяч в игру. Обидненько. Тут, конечно, Игорь Дегтярев не смог обработать мяч. Дегтярева просит отойти на 5 метров. Николай Федоров играет направо. Рустам Ларионов. Как я понимаю, сейчас уже идет чистое время. 23 минуты мы играем грязного времени и оставшиеся 2 чистого времени. С остановками. Падение, и звучит свисток. Юрия Афанасьева уронили. И у усть-алданцев это уже 5-й по счету фол. То есть за каждое последующее нарушение правил будет назначаться 10-метровый удар. У мяча Рустам Ларионов.
Ну, конечно, отсюда можно бить. И бьет Рустам. Вот тут Савин. Делал на место в штрафную, а соперников тут Айсен Бочкарев со своим вратарем одновременно, да, пытались завладеть мячом. В итоге мяч перешел к мегинцам. Ларионов. Ларионов пошел в обыгрыш. Есть падение. Так, звучит свисток. И... Так. И это был... Нет, мне показалось, что шестой фол. Нет, это нарушение правил не было. Этот свисток на перерыв. С минимальным преимуществом продолжает лидировать команда Мегина Кангаласского Улуса благодаря точному удару Рустама Ларионова. Футболисты уходят на перерыв. Давайте и мы отдохнем. Увидимся во втором тайме. Продолжаем смотреть матч 1/4 финала, где у нас играют Мегина Кангаласский Улус со второй командой хозяев соревнований. Угловой у ворот мегинской команды. И удар есть. Айсен Савин, конечно, в первом тайме, да, когда надо было вступать в игру, вступал и играл безупречно. Айсен является одним из лидеров команды, безусловно. Вратарь высокого класса, выступающий на профессиональном уровне. Передача верхом, и тут, конечно же, будет борьба за мяч. Сейчас можно. Ну да, конечно. Джилстан Петров тут при всем его желании никак не мог догнать этот мяч. Сильная получилась передача, сильный пас. Владимир Росин отправляет мяч вперед. Ну, это, конечно, очень принципиальное противостояние. Дерби Заречья. Оба коллектива частенько встречаются. И опасный момент.
Гаврил Портнягин, кажется, до последнего не видел, да, вот насколько сильно и как вообще мяч стелится по паркету. И в самый последний момент смог все-таки среагировать и мяч поймать. Смотрим. Мегинцы в атаке. Хорошо в отбор вступил Джилус Петров. Идет вперед. Против него тут огромный Алексей Дмитриев вступил в борьбу. Головой у ворот Айсена Савина. Аут разыгрывают усть-алданские футболисты. Угловой удар. Ну, где еще такой фон вы увидите, да, на соревнованиях по мини-футболу? Прекрасная природа усть-алданского улуса. Ну, еще на фоне можем увидеть новенький стадион Майрата Бертхара, построенный специально к этим играм. И вот опять пыль может сказаться на игре. Михаил Никифоров не смог развить эту атаку. Вот какая борьба, да, у нас ведется. И, это да. Бочкарев против Никифорова очень жестко сыграл, но мне, в принципе, нравится, как обслуживают, да, данную встречу судьи. Дают побороться, осознавая прекрасно, что это принципиальное противостояние. Тут, конечно, по умолчанию, да, много борьбы в этом противостоянии. Если каждый раз мы будем свистеть, то, конечно же, динамика игры будет совсем не той. Но тут мяч пересек линию аута, прежде чем Михаил Никифоров зацепил Афанасия Домотова. Нарушения правил не должно быть. Да, аут. Ну и Михаил помог своему сопернику подняться. Рустам Ларионов у мяча. Николай Дьяконов. Ларионов. По движению футболистов даже вот видно, что покрытие у нас скользкое. Даже вот если не брать в расчет падения футболистов, а вот в целом, как они набирают скорость или наоборот же приостанавливают. Так, у нас тут поднимается очень сильный ветер. Но тем не менее мы продолжаем трансляцию, продолжаем играть. Ну, видим, да, какая пыль у нас поднимается. Начинают летать у нас тут шатры. Звучит свисток, и, по всей видимости, игру приостановят. Потому что действительно... Да, мы прервемся на несколько минут, и по состоянию мы посмотрим, сможем ли возобновить трансляцию. Оставайтесь с нами.
Рак не случается вдруг. Следите за неприятными ощущениями в области живота. Если заметили хотя бы один из этих симптомов, обратитесь к врачу и пройдите обследование. Вам назначат анализы крови и мочи, а также УЗИ органов брюшной полости. С 39 лет его рекомендовано делать регулярно. Выявление рака печени на ранней стадии повышает шансы на излечение. Выбери жизнь. Исключи рак. Рак не случается вдруг. Следите за любыми изменениями в мочеполовой системе. Если у вас появился любой из этих симптомов, срочно обратитесь к урологу. У вас определят уровень простат-специфического антигена и назначат уточняющие исследования. С 45 лет определение простат-специфического антигена необходимо выполнять регулярно. Выбери жизнь. Исключи рак. Рак не случается вдруг. Следите за работой кишечника. Если заметили эти симптомы, обратитесь к врачу и пройдите колоноскопию. Если обнаружен полип, его необходимо удалить. Выявление колоректального рака на ранней стадии гарантирует излечение. Выбери жизнь. Исключи рак. Рак не случается вдруг. Рак шейки матки может долго протекать бессимптомно. Следите за любыми изменениями половой системы. Если заметили хотя бы один из этих симптомов, обратитесь к врачу и пройдите обследование. Посещайте гинеколога не реже раза в год. Выбери жизнь. Исключи рак.
Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. С 14 по 16 июля в Вилюйске пройдет республиканский культурно-образовательный фестиваль молодежи «Табыз». Это мероприятие посвящено столетию образования ЕССР, Году матери в Республике Саха и Году культурного наследия народов России в Российской Федерации. О предстоящем фестивале расскажет гость студии Петр Шамаев, министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Петр Витальевич, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, чем отличается предстоящий фестиваль молодежи от тех, что уже проходили ранее в этом году, например? Этот фестиваль, он на самом деле правопреемник цеха молодежи, который у нас традиционно проводился, который проводился с момента, наверное, основания нашего министерства. И в этот раз главное отличие – это после двухлетнего перерыва проводится. Данное мероприятие вся молодежь республики, наверное, ждет. Все специалисты по молодежной политике. Это у нас единственный, наверное, отраслевой праздник, где мы все собираемся, делимся опытом, смотрим друг на друга, рассказываем о своих успехах и, конечно же, награждаем лучших. Какие задачи призван решить молодежный форум? Основная наша задача – это объединение, может быть, молодежи, чтобы ребята с друг другом общались. Конечно, мы все живем в век цифровых технологий, но общение живое, мне кажется, на самом деле не хватает. И люди, когда начинают работать, некоторым трудно, например, позвонить, спросить, какие у вас проблемы и тому подобное. А для отрасли в целом это очень важно, когда человек опытный и знающий может помочь своему соседу по улусу, и рассказать какие-то насущные вопросы и проблемы. Это основное объединение молодежи, чтобы коллектив определенно сформировался. Какова география участников фестиваля? Сейчас, на сегодняшний день, у нас подало порядка 17 районов. Почти все улусы у нас представлены. Конечно же, понятно то, что с арктических районов меньше заявок, потому что приехать сложно. Сначала в Якутск, потом надо ехать в Вилюйский улус. На самом деле мы постарались решить эту проблему. У нас будет 20 автобусов, которые отсюда поедут, централизованные, и оттуда тоже самое централизованно всех приезжаем, привозим. Еще участвуют 10 еще крупных общественных организаций, которые тоже будут соревноваться между собой и будут бороться за главные призы нашего праздника, скажем. Вы назвали несколько улусов, а сколько всего-то человек получится? Мы планируем то, что будет порядка 900 участников. Около 900, не считая зрителей. Какие конкурсы будут проводиться? У нас зачетных конкурсов несколько. Это республиканский конкурс «Молодая семья», который проводит Министерство труда и социального развития. Оно у нас идет в зачет. Региональный этап всероссийского конкурса на лучшего работника в сфере государственной молодежной политики. Это наши специалисты между собой будут соревноваться. Командные соревнования по национальным видам спорта. Военизированная эстафета, конкурс молодых модельеров и дизайнеров, конкурс вокально-инструментальных ансамблей, конкурс театрализованное представление. Там ребята будут показывать и представлять свой район и вообще историю, посвященную столетию нашей республики, а также конкурс современного танца. Программа очень насыщенная, действительно разнообразная. А какие виды спорта ждут участников на спортивных национальных соревнованиях? Виды спорта у нас из года в год не меняются, в основном, практически. Там у нас будет хапсагай. Вы все знаете, это национальный вид спорта. Масс-рестлинг, поднятие и перенос на дальность камня. Камень весит, как мне известно, 115 килограммов. Стрельба из традиционного лука. По 3 мишеням бьют. Это мишень зайца, утки и куропатки вроде. И национальные прыжки «Үстүгүлүс». А кто будет судить участников, кто входит в состав жюри? Все, даже я на самом деле в судействе не принимаю участие. Я сам уроженец Вилюйского улуса, чтобы там никаких потом замечаний в мой адрес не было. Мы постарались пригласить нейтральные стороны. Будут судить судьи с федерации самих видов спорта, а также по культурным мероприятиям это Министерство культуры. Расскажите нам подробнее о проводимых конкурсах, к примеру, о конкурсе модельеров и дизайнеров, о военизированной эстафете.
Конкурс модельеров и дизайнеров мы, два этапа для того, чтобы популяризация была. Все-таки сейчас вопрос об импортозамещении, чтобы там этот момент в народе вообще в республике был, имел какую-то популярность, да, мы включили ее. Первый этап — это показ модельеров, дизайнеров своих работ, которые они изготовили, которые у них есть, да, какая у них коллекция. Оно будет посвящено Году культурного наследия, а также в втором этапе будут шить для многодетных семей Вилюйского улуса каетчик, это жилет. Прямо на месте соревнований со своим инвентарем приходят дизайнеры и уже по меркам, по людям, которые там есть, уже шьют. Потом в конце лучшая работа будет подарена вот многодетной маме. А как отбирались участники для этого фестиваля, например, да? Можно ли еще подать заявки, как-то попасть? Да, заявку формирует район. Каждый улус ищет у себя самых лучших спортсменов, самых лучших дизайнеров, чтобы показать себя в полной красе. Конечно, вот нас, я как уже сказал, 17 районов, те районы, которые еще время есть, те районы, которые не подали, они, я думаю, вот надо прямо идти туда и говорить то, что вот я лучший, я могу представить наш улус и выиграть главный приз. А какие ожидания вообще в этом году, может быть, на кого-то ставите, от кого ждете, может быть, больших успехов? Вообще, прям таких ожиданий нету, но исходя из опыта, да, из всей истории, которую проводили, у нас Мегино-Кангаласский улус всегда был в лидерах, 6 раз побеждали и 6 раз уносили с собой главный приз, это УАЗик. И я думаю, в этот раз они тоже подготовятся. В зависимости от готовности, насколько подготовленный район, каких спортсменов приведет, и насколько вот мы там сразу увидим, какие улусы наиболее сплоченные и могут показать себя только с лучшей стороны. Кстати, расскажите о призах, за которые будут бороться участники. Вот вы уже назвали автомобиль УАЗ, очень хороший приз. Автомобиль УАЗ. Второй приз у нас музыкальная аппаратура вроде была. Третий приз — это уже деньги. Для общественных организаций мы отдельно. Первое место получает 300 тысяч рублей, второе место 200, третье место 150. Они уже потом это пускают. Я думаю, это им поможет провести какое-то мероприятие или же реализовать какой-то проект. Действительно, можно смело сказать, Якутию ждет еще одно масштабное событие. Что бы вы пожелали участникам фестиваля? Участникам фестиваля, конечно же, пожелаю удачи. Я думаю, победит сильнейший в этом соревновании. А главное, чтобы люди пришли, отдохнули. Это наше мероприятие, где мы, можно сказать, главные, молодые люди. Мы для них делаем, чтобы они отдохнули, чтобы ребята, может быть, не стоит говорить то, что победа не главное участие, да, но все-таки ребята настроены на победу, а я скажу, что главное сейчас это, закрываем сезон СЭХов, скажем так, чтобы напряжение ушло. Все молодежка у нас бегает сейчас в Спартакиаде, до этого на СЭХе Алонхо, а это мероприятие, где ребята должны отдохнуть и получить удовольствие. И в конце, в завершении нашей беседы, немного о ваших ожиданиях, что бы вы хотели получить от этого фестиваля? Я бы хотел, чтобы ребята сплотились. И мы всегда говорим, что молодежь — наше будущее, да. И мы должны сформировать какой-то коллектив, чтобы наши старшие товарищи видели это, что ребята сплоченные, молодые люди сплоченные, могут на себя взять определенную ответственность. И действительно, мы должны доказать что молодые люди — это наше будущее, и мы способны решать определенные задачи, которые перед нами ставят. А мы, в свою очередь, Петр Витальевич, пожелаю вам успешной подготовки. Осталось совсем немного времени. Да. И, конечно, чтобы это мероприятие прошло достойно и не уступало другим СЭХам, которые прошли этим летом. Мы постараемся. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.
Продолжает наш эфир выпуск новостей в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вот о чем расскажем в этом выпуске. Все объекты должны быть сданы в срок. Реконструкция 6 аэропортов завершится в Якутии в текущем году. До начала отопительного сезона не так много времени, а работы впереди достаточно. В Алекминске продолжается строительство новой котельной. 9 совершенно неожиданных лент, которые удивят зрителя. В Якутске состоится фестиваль уличного кино. Космическая связь позволит проводить дистанционную диагностику пациентов, проживающих в труднодоступных населенных пунктах. Об этом заявил генеральный директор федерального государственного предприятия «Космическая связь» Алексей Волин. На встрече с главой республики Айсеном Николаевым они обсудили планы расширения услуг спутниковой связи на территории республики. В ближайшее время планируется подписание договора между предприятием и регионом. Напомним, в настоящее время при помощи спутников ФГУП «Космическая связь» республика получает 20 эфирных бесплатных телеканалов. Также они обеспечивают работу якутского телевидения и радио. Кроме этого, более 1000 наземных станций принимают спутниковые сигналы и обеспечивают связи органы государственной власти, местной администрации, локальных операторов и других. Мы обсудили планы развития. Эти планы предусматривают увеличение в 3 раза потребностей республики в объемах космической связи. Это 3-кратное увеличение мы сделаем менее чем за 2 года. Отдельный проект, который мы сегодня обсуждали, он касался обеспечения связью 90 медицинских пунктов, которые находятся в ведении республиканского Минздрава. Там наша главная задача заключается в том, чтобы обеспечить линии качественной связи этих пунктов с центром, что позволит быстро производить дистанционную диагностику. Реконструкция 6 аэропортов завершится в Якутии в этом году. Реконструкция аэропортовых комплексов идет по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Из 15 аэропортов, включенных в план на первый период, работы полностью завершены в 2. Еще по 6 планируется завершить работы в этом году. Это аэропорты Нейрун, Грисангар, Депутатского, Вилюйска, Хандаги и Белой горы. Все объекты должны быть сданы в срок, несмотря на удорожание цен на стройматериалы и их логистику. Сегодня даны поручения главы республики отработать все проблемные вопросы. Это в части ускоренной выдачи лицензий на месторождение инертных материалов. Даны поручения обеспечить технологическое присоединение к ресурсным сетям. Ну и, соответственно, вопросы доставки, логистики тех же бетонных плит и тех же инертных материалов. И сегодня в целом можно сказать, что ход реконструкции аэропортовых комплексов идет по графику. С 4 июля в Якутии камеры начали фиксировать непристегнутый ремень в автомашинах. При этом штраф на 1000 рублей будет выплачивать именно владелец машины, независимо от того, кто не пристегнут, водитель или пассажиры. Напомним, за 5 месяцев текущего года к административной ответственности привлечено более 16 тысяч водителей, которые нарушили требования правил дорожного движения. А именно пункт, который гласит, что водитель обязан при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров непристегнутыми ремнями безопасности. На территории республики действуют автоматические камеры фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, которые безошибочно выявляют езду с непристегнутым ремнем безопасности с помощью нейросетей и искусственного интеллекта. Фотофиксация у нас ведется в онлайн-режиме. Это, получается, у нас пока будут установлены при выезде с города, то есть где-то в Вилюйский тракт, Покровский тракт, на факт соблюдения водителями и пассажирами на пристегнутый ремень безопасности. Как минимум раз в неделю встречаются руководители различных уровней и ряда организаций на месте строительства новой котельной в городе Алекминске. Старая котельная печально известна частыми авариями в зимнее время, поэтому вопрос мог стоять только о строительстве. До начала отопительного сезона осталось не так много времени, работы же впереди достаточно. Продолжаются работы по строительству новой котельной на территории АТП. Ранее отапливающий значительный участок старой котельной обветшала полностью. Новые котлы и оборудование будут установлены в Арочнике, где сейчас идут работы по заливке бетона.
Только просохнет бетон, будут загружены котлы, завезены туда и установлены на местах. Вопрос стоит более чем остро. Объект на контроле прокуратуры. На сегодня завезены котлы, но вопрос по комплектующим пока открыт. Вопрос финансирования. Проектно-сметная документация у нас заказали, то есть это все в работе. Остальное оборудование будет докупаться, чего-то не хватает. Вот. Сейчас единственный вопрос стал финансирование этого проекта. Вот. Пока твердого, уверенного решения. Пока твердого решения, какого-то соглашения мы так и не пришли. При благополучном решении всех вопросов обслуживать котельную будет зарегистрированная буквально вчера ООО «Тепло Алекна». Как видите, мы работаем над тем, что уже начинаем строительство нашей новой котельной. Часть оборудования есть, которое передали нам с котельной АТП. Остальное будем сейчас по спецификации отрабатывать, укомплектовываться, заявки писать и все остальное. Очень много подготовительной работы. Осенью дома, закрепленные за этим участком, должны получить тепло. Жители надеются, что в этот раз это будет не слово, а качество. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекнинск. Частично закрыты для посетителей. Посещение 3 территорий национального парка Ленские столбы ограничили из-за высокого класса пожарной опасности в лесах. Так, для посещения закрыли территории реки Буатама, песчаных гор Тукулан и стоянки Деринг-Юрях. По данным на 6 июля в нацпарке действует 4 пожара на площади около 20 гектаров. В тушении задействовано свыше 100 человек, в том числе специалисты авиалесоохраны. К другим темам. 100 школьников из разных стран и регионов России участвуют в конференции Science Fair. Научная конференция-конкурс стала площадкой для обмена мнениями, поиска новых решений, даже новых направлений в науке. Игры способствуют тому, чтобы дети развивались в другом научном измерении. Презентованные во время конференции проекты принесут большие достижения участникам. На постерной сессии представлено 4 секции: математика, компьютерные игры и информационные технологии, физика, астрономия и инженерные науки, наука о жизни, об окружающей среде и химические науки и социально-гуманитарные науки. Работы на самом деле все очень разнообразные. Хоть у нас и социально-гуманитарная секция по гуманитарным социальным наукам, но при этом есть очень такие новаторские идеи, которые не только как по филологии, или по истории. Есть несколько таких работ, конечно же, традиционно нашей тематики, но и есть такие работы, которые практически значимые могут быть. В Якутии отмечаются позитивные тенденции в демографической ситуации. Ожидаемая продолжительность жизни в республике выше, чем в остальных регионах Дальневосточного федерального округа. В прошлом году показатель составил 70 лет. Также следует отметить существенное снижение младенческой смертности на 29%. На территории Якутии успешно реализуются 4-й год федеральные проекты и государственные программы по укреплению общественного здоровья. Республика также входит в первую десятку субъектов Российской Федерации с коэффициентом естественного прироста населения. В 2021 году в республике он составил 1,7 на 1000 населения, когда как по России отмечается естественная убыль на 7,2 на 1000 населения, и по Дальнему Востоку тоже отмечается естественная убыль и составляет 5 на 1000 населения. Полевой сезон в разгаре. Так хозяйство Маргариты Капитоновны занимается овощеводством 6-й год. Общая площадь составляет 16 гектаров, где выращивается картофель, капуста, морковь, арбузы и многое другое. Этой весной построили 7 теплиц для огурцов. Но в связи с наводнением в 4 теплицах посадили ранний сорт капусты. В остальных 7000 рассады помидоров. Остальные овощеводы Тулагина Кельдямского наслега уверены, что этим летом урожая будет больше, чем в прошлом. Тогда из-за дыма от лесных пожаров удалось собрать только половину запланированного. А в этом году с 4 гектаров планируют собрать 70 тонн капусты.
У нас было наводнение, чрезвычайная ситуация была. Всю теплицу взяла вода, и картошку там взяла еще 1 гектар. И, как сказать, из-за наводнения у нас 2 теплицы только, потом позже посадили помидоры, а 4 теплицы капусту посадили. Управление сельхозхозяйства сделали, все посмотрели. Другие субсидии у нас на картошку, на семена картошку дают. И в этом году на удобрения дают. В столице региона стоит жаркая погода, которая иногда доходит до отметки 37 градусов. Такая ситуация продержится до конца недели. Поэтому в эти дни горожанам и гостям Якутска стоит более бережно следить за своим здоровьем. Врачи советуют пить больше воды и носить головные уборы. В частности, людям, у которых есть заболевания сердечно-сосудистой системы, следует снизить нагрузки, а при плохом самочувствии незамедлительно обратиться к врачу. Самое главное, почему прохладно, а не холодно, это может произойти спазм сосудов, что еще хуже. Вот именно такие перепады температуры, они намного опаснее, чем даже само воздействие постоянной жары. Это мы предупреждаем, что когда находишься на берегу, во время купания тоже нельзя резко, когда жарко, резко идти в воду прохладную, потому что там спазм сосудов происходит, человеку может тоже быть плохо. Фестиваль уличного кино пройдет в столице республики 9 июля. В конкурсную программу вошли 9 короткометражных фильмов молодых российских режиссеров. 9 совершенно неожиданных лент, которые удивят зрителя. За многими работами стоят авторы, только начинающие свой путь в кино. Для них фестиваль – возможность представить свою работу по-настоящему массовой аудитории, рассчитывать на прозрачную систему отбора и побороться за грант в 1,5 миллиона рублей, рассказал генеральный продюсер и основатель фестиваля Александр Щеряков. Победителя фестиваля по традиции выберут зрители. По окончании показа в каждом городе они проголосуют за понравившиеся фильмы светом фонариков, а специальное устройство «Люксометр» замерит уровень света. К этому часу у нас вся информация. Оставайтесь с нами. Международные спортивные игры «Дети Азии-2022». В этом году они состоятся в Приморском крае, в городе Владивостоке. Игры стартуют 27 июля и продлятся до 8 августа. Ну а сейчас идут подготовительные работы.
23 июня в Якутске открыли штаб-квартиру Международного комитета игр «Дети Азии». Благодаря содействию главы Якутии Айсена Николаева возникла идея создания полноценного головного офиса комитета, который находится в здании Ледового дворца Эль-Дейбатур. Нам очень отрадно, что наша идея, можно сказать, где-то мечта, она воплотилась во многом, конечно, благодаря непосредственной поддержке, прямой поддержке главы республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева, который является соучредителем Международного комитета наряду с Олимпийским комитетом России, Олимпийским советом Азии. И также отрадно, что представители соучредителей от Олимпийского комитета России, от Олимпийского совета Азии, они прибыли и поучаствовать как в открытии штаб-квартиры, так и в церемонии зажжения огня 7-х международных спортивных игр «Дети Азии». В церемонии открытия штаба приняли участие глава Якутии Айсен Николаев, член исполнительного комитета Олимпийского совета Азии Азат Мурадов, президент международного аппарата игр «Дети Азии» Владимир Максимов и заместитель гендиректора аппарата Олимпийского комитета Родион Плетухин. Сегодня мы находимся в гостеприимном спортивном Якутске и с гордостью отмечаем, что мы здесь далеко не первый раз и далеко не последний. Это мы говорим уже с уверенностью. И масса тому поводов, и зажжения огня, и очень короткий срок остался до старта игр, 7-х игр во Владивостоке. И мы к тому же открываем штаб-квартиру комитета. Она большая, светлая, как сама идея и дух того, чем занимаются наши коллеги. Мы совместно с Олимпийским советом Азии, с руководством Республики Саха-Якутия рады быть частью этого большого доброго дела. Главным достоянием головного офиса стал музей, посвященный истории спортивных детских игр. Мы постарались сделать музей, который рассказывает о пути развития игр с момента зарождения вообще идеи об учреждении этих игр. И вот первый экспонат у нас показывает, представляет именно копию оригинала указа президента республики, нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева об учреждении этих игр. Вот благодаря совместной работе с Национальным архивом республики удалось добыть такой документ 95-го года, и буквально через год первые игры уже состоялись. Соответственно, здесь у нас можно увидеть и оригиналы комплектов медалей со всех игр, начиная с 96-го года. Время идет, конечно, немножко, но я надеюсь, что экспонаты будут у нас пополняться. Ну а здесь у нас выставлен флаг Международных спортивных игр «Дети Азии». Это именно тот флаг, который будет поднят 28 июля в Фетисов-арене на церемонии открытия 7-х Международных спортивных игр «Дети Азии». Он передается от страны к стране, от города к городу. Но вот в связи с тем, что у нас был разрыв и из-за пандемии был перенос игр, соответственно, и место проведения игр оно было изменено, соответственно, флаг он хранится сегодня в Международном комитете. То же самое и по зимним играм. Ну и, конечно, тут экспонаты первых зимних игр «Дети Азии». По каждым играм у нас также представлен стенд с итоговой таблицей по медалям, по каким, то есть по завоеванным медалям, сколько видов спорта, какие-то яркие моменты. Ну и здесь тоже также по зимним играм у нас представлен патронат. Я думаю, это будет очень поучительная такая экскурсия, и мы в последующем, с начала следующего учебного года, конечно, будем совместно с общеобразовательными школами по желанию, по заявкам проводить такие уроки, экскурсии именно по этому музею и, соответственно, рассказывать о той деятельности, которой занимается сегодня Международный комитет. В коллекцию экспонатов вошла атрибутика выпускников «Дети Азии». Это парадная форма Георгия Балакшина с Олимпийских игр, а также наградные медали Аяла Лазарева и Леонида Спиридонова. Участвовать и выиграть этот турнир для меня было очень волнительно. Я, обыграв других спортсменов из других стран, поверил в себя и, конечно же, уже начал мечтать об Олимпийских играх, об участии в Олимпийских играх и, конечно же, выиграть олимпийское золото. Поэтому игры «Дети Азии» дают нашим детям мечту, чтобы они стремились к этим мечтам. Это очень большое мероприятие для наших детей, потому что ты обретаешь очень много друзей, очень много знакомых и, самое главное,
молодежь, молодые дети начинают верить в себя, в свою силу, и, конечно же, возможности у них уже открываются большие. Одними из центральных экспонатов музея являются факелы 5-6 летних игр и первых зимних. Ну а самое главное – это факел международных спортивных игр, которые пройдут в этом году во Владивостоке. Он выполнен в форме лотоса, одного из символов Приморья. В 2018 году решением Международного комитета игр «Дети Азии» местом зажжения огня утвержден национальный парк Ленские столбы, являющийся всемирным наследием ЮНЕСКО. Где бы игры ни проводились, в какой бы точке мира они ни проводились, огонь всегда будет зажигаться в национальном парке Ленские столбы с учетом всех национальных традиций, благословения и, конечно же, прошения у духов местности, у духа огня, благословения хорошего пути. В торжественной обстановке 24 июня дан старт эстафете огня. Огонь, добытый на Хангаласской земле и помещенный в капсулу, президент Международного комитета игр «Дети Азии» передал главному хранителю огня Алсу Ганеевой. В прошлом она член сборной Республики Татарстан по мини-футболу. Далее, 27 июня, мы привезем огонь в Приморский край. И начиная с 30 июня по 28 июля в 32 муниципальных образованиях Приморского края у нас состоятся мероприятия эстафеты огня. Первый факел эстафеты огня зажжен 26 июня в местности Юсхатын на празднование национального праздника Исех-Туймаде. Огонь понесли участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, заслуженный мастер спорта по боксу Василий Егоров, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Сардана Трофимова, победительница первенства страны по пулевой стрельбе Алина Готовцева и призер первенства России по легкой атлетике Данил Андросов. Республика Саха-Якутия является спортивным регионом в Российской Федерации, и отрадно, и нас очень радует и волнует то, что игры «Дети Азии», которые родились здесь, на якутской земле, сейчас уже проходят в других крупных городах России, и за этими играми многие регионы стремятся получить и ее провести. Факел передали Министерству спорта Приморского края. Первой точкой в маршруте эстафеты огня, охватывающей все округа и районы Приморского края, стал Большой Камень. Для нас очень символично, что именно Большой Камень является началом и стартом эстафеты. Это город президентского значения. Как вы знаете, по поручению президента нашей страны Владимира Владимировича проходит подготовка и проведение игр «Дети Азии». Поэтому город Большой Камень очень живой, большекаменцы доброжелательные достаточно люди. Поэтому именно было и географически находится в очень удобном положении, чтобы первый из всех муниципалитетов был именно он. Хранители огня передали горящий факел главе Большого Камня Рустяму Абушаеву. Он стал первым факелоносцем эстафеты в Приморье. С гордостью участники понесли пламя по центральным улицам и памятным местам города. Александр Шпак является мастером спорта по самбо и дзюдо. В свои 73 года имеет отличную физическую подготовленность. Я лично такое получил удовольствие от этого, что действительно это настоящий праздник. Неповторимо, это что-то значит. Это равносильно, что побывал на Олимпийских играх. Очень изумительно, это здорово и для меня, и для Большого Камня всего. Я даже не ожидал, что так может пройти, так интересно и все. Это останется в памяти как нашим жителям, так и нам на будущее. До начала осталось меньше месяца. Город Владивосток готовится к предстоящим масштабным играм «Дети Азии-2022». Готовность объектов на сегодня высокая. Закуплен необходимый спортивный инвентарь, подготовлена сборная, подготовлен ряд волонтеров. Регионы и страны уже на низком старте, все готовы прилететь. И все уже побыстрее хотят окунуться в атмосферу игр «Дети Азии». На долгожданных международных спортивных играх во Владивостоке примут участие 1650 юных спортсменов из 11 стран мира и практически со всех регионов России. Всего планируется разыграть 275 комплектов медалей в 19 видах спорта. Конечно же, волнительная, ответственная миссия. Игры
скажем так, если сравнивать с ребенком, они немножко подросли, вышли из отчего дома, соответственно, как начнется его путь, так он и продолжится в целом. Поэтому мы большие надежды возлагаем на игры во Владивостоке, большое внимание уделяется, и отрадно, что и руководство края, и федеральные органы власти, Олимпийский комитет России, ощущаем их поддержку и внимание к подготовке и проведению игр. Я уверен, что игры состоятся на хорошем организационном уровне. И самое главное, что жители Приморского края будут свидетелями праздника спорта, дружбы детей с азиатского континента. Деревня спортсменов будет организована в Всероссийском детском центре «Океан». Это специализированный детский центр, там созданы все необходимые условия, находится он на берегу моря.